Приветствую вас на канале Книги Истории Факты. В этом ролике я хочу рассказать 1000 удивительных фактов в одном видео, которые помогут уснуть. Прошу поставить большой палец вверх сейчас до просмотра, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. Брюс Ли занимался не только боевыми искусствами, но и танцами. Чтобы улучшить координацию и работу ног, он брал уроки ча-ча-ча. В 18 лет выиграл чемпионат Гонконга по этому танцу. В XVI веке в Венеции за чтение ежедневных новостных листков платили мелкой монетой, газетой. Со временем ее название перешло к самим листкам, откуда и произошло слово «газета». С 1813 по 1846 годы на месте разрушенной Бастилии стоял гипсовый памятник слона высотой 24 метра. В Индии посевы иногда опрыскивают кока-колой, там она дешевая и уничтожает колорадских жуков. У Уолта Диснея была одна вредная привычка, и на многих фотографиях он держал в руке атрибут этой вредной привычки. Позже для публикации и оформления Диснейлендов этот элемент начали ретушировать, поэтому на снимках в Диснее часто выглядит так, будто показывает странный жест двумя пальцами. Со временем этот жест стал частью культуры Дисней. Сотрудникам парков рекомендуют указывать направление двумя пальцами или всей ладонью. Официально это объясняют уважением к культурным традициям разных стран, но многие связывают правила именно с фотографиями самого Диснея. Новозеландский спортсмен Мюррей Халберг после тяжелой травмы в регби навсегда потерял подвижность левой руки. Несмотря на это, он занялся бегом и позже выиграл золотую медаль Олимпиады 1960 года на дистанции 5000 метров. Оригинальный кетчуп готовили из грибов. Томатная версия появилась намного позже. Как некоторые люди разговаривают во сне, так и глухонемые люди могут во сне использовать язык жестов. Исследований на эту тему немного, но такие случаи действительно описаны учеными. Например, один пациент с нарушением фазы быстрого сна активно жестикулировал во сне, потому что его мышцы не переходили в обычное для этой стадии состояние паралича. Исследователи, знавшие язык жестов, смогли по движениям рук частично понять, что ему снилось. Наша планета, а также вся остальная Солнечная система находится в межзвездном космическом пузыре, местном пузыре, где плотность газа водорода в 10 раз меньше средней плотности межзвездной среды. В СССР была улица, названная в 1960 году в честь американского президента Франклина Рузвельта за его вклад в развитие дружественных отношений между СССР и США. Эта улица до сих пор носит его имя и находится в Ялте. Наиболее ценной считается черная икра белуги из Каспийского моря, но самая дорогая ее разновидность – светлая. Икру алмаз получают от белуг-альбиносов, а килограмм оценивается около $24 тысяч. Слово «граната» произошло от слова «гранат». При взрыве осколки разлетаются, как зерна разломанного граната. Кениец Джулиус Его научился метать копье почти без тренера. Главным учебником для него стал YouTube. Он часами смотрел записи выступлений олимпийских чемпионов, разбирал технику по кадрам и повторял движения на тренировках. В начале карьеры у Его даже не было нормального инвентаря, поэтому вместо копья он тренировался с палками. Необычный способ подготовки принес результат. Его получил прозвище «Мистер YouTube», выиграл чемпионат мира 2015 года и стал первым кенийцем, взявшим золото мирового первенства в метании копья. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он также завоевал серебряную медаль. Популярное правило «один кошачий год равен 7 человеческим» на самом деле почти не работает. Кошки взрослеют намного быстрее людей. Уже в несколько месяцев они способны приносить потомство, тогда как у человека подобное наступает значительно позже. Поэтому ветеринары используют другую систему подсчета. Первый год жизни кошки примерно соответствует 15 человеческим годам, второй добавляет еще около 9, а дальше каждый кошачий год считают примерно за 4 человеческих. Изначально синицей называли лазоревку, птицу с заметной синей окраской.
Позже это название стало общим для всего рода, включая большую синицу, хотя у нее самое оперение вовсе не синее, а черно-желтое. Зеленые морские черепахи с возрастом становятся вегетарианцами. Возраст старейшего плодоносящего оливкового дерева на французской ривьере оценивается примерно в 2200 лет. В 1985 году Coca-Cola и Pepsi перенесли свое легендарное соперничество в космос. На борту шаттла Challenger в невесомость отправили по 4 банки каждого напитка. Специально для этого обе компании разработали космические банки объемом около 355 мл, из которых можно было пить в условиях невесомости. Но самое интересное оказалось в стоимости разработки. Coca-Cola создала свою космическую банку примерно за $250 тысяч. Pepsi тоже сделала банку для невесомости, но потратила на проект около $14 миллионов. Белый носорог называется так не потому что белый, а вследствие ошибки перевода. В бурском языке есть слово «wide» – «широкий», созвучное с английским «white» – «белый». В индийском городе Ахмедабад работает необычный ресторан под названием New Lucky. Он построен прямо на территории старого мусульманского кладбища. Самое странное, что могилы не стали переносить. Столики для посетителей расставлены буквально между надгробиями, которые огорожены металлическими решетками. Несмотря на такую атмосферу, ресторан уже много лет остается популярным. Владелец заведения говорит, что посетителей соседство с могилами совсем не пугает, а наоборот считается добрым знаком. Сотрудники кафе тоже относятся к захоронениям с уважением. Каждый день они протирают надгробия и иногда оставляют на них цветы. Многие чиновники из высшего партийного руководства СССР не имели высшего образования. Среди них Сталин, Хрущев, Андропов и другие. В 1976 году итальянский экономист Карло Чиполло опубликовал эссе под названием «Основные законы человеческой глупости». Первый из них гласит: «Всегда и неизбежно люди недооценивают количество глупцов вокруг них». Пациенты больниц быстрее восстанавливаются после операции, если за окном палаты видна растительность, лес, парк и тому подобное. Первый переводчик романа «Дракула» на исландский язык изменил сюжет, чтобы история стала такой, какой она ему нравилась, и никто не знал об этом более 100 лет. В Швейцарии нельзя иметь одну морскую свинку или попугая. Это очень социальные животные, и содержание их поодиночке считается жестоким обращением. В Швеции рядом с аэропортом Стокгольма старый Boeing 747 превратили в отель. Jumbo Stay открылся в 2009 году, самолет 1976 года переделали, убрав кресла и разместив внутри 33 номера на 76 человек. При этом сохранили часть оригинального интерьера, а один из номеров сделали прямо в кабине пилотов. Гости могли остановиться не только в обычных комнатах, но и, например, в одном из двигателей или на верхней палубе. На крыле оборудовали террасу с видом на взлетно-посадочную полосу. Отель работал более 15 лет, но в 2025 году закрылся из-за банкротства. Австрийский математик Курт Гёдель, автор теорем о неполноте, после переезда в США внимательно изучил Конституцию и заявил, что нашел в ней логическую уязвимость. На экзамене на гражданство он даже сказал судье, что может доказать, как демократическая система теоретически способна законным путем превратиться в диктатуру. Судья, впрочем, предпочел не развивать эту тему и быстро сменил разговор. Позже эту идею назвали «лазейкой Гёделя», но сам ученый так и не объяснил, в чем именно она заключается. С тех пор остаются лишь догадки. Одна из них, что процедура изменения Конституции может быть изменена самой Конституцией, открывая путь к концентрации власти. Точного ответа нет до сих пор, а история остается одной из самых загадочных. Радуга выглядит как дуга, только если смотреть на нее с Земли. На самом деле она описывает окружность. С самолета, небоскреба или высоко в горах можно увидеть полный радужный круг. Секретный военный проект США, самолет вертикального взлета и посадки «Аврокар», был похож на летающую тарелку.
Гамма является крупнейшим в мире импортером подержанной одежды. Местные жители называют ее брони-ваву, что переводится как «одежда мертвого белого человека». Это отражает представление о том, что вещи настолько качественные, что их прежние владельцы, должно быть, умерли, раз решили с ними расстаться. Лондонский Сити выплачивает короне ренту за участок земли в графстве Шропшир с 1211 года, однако точное местоположение этого участка утрачено историей. Ежегодный платеж составляет топор и билхук – сельскохозяйственный инструмент, похожий на нож. В США существует странное движение, участники которого всерьез заявляют: птиц не существует, их якобы уничтожили власти и заменили дронами для слежки за гражданами. По их версии, эти птицы сидят на проводах, чтобы подзаряжаться, а все, что мы видим в небе, часть масштабной системы наблюдения. На деле это не теория заговора, а тонкая сатира. Движение придумал студент Питер Маккинда в 2017 году как абсурдную шутку, высмеивающую конспирологию и фейковые новости. Со временем идея вышла из-под контроля, собрала сотни тысяч сторонников и превратилась в массовый интернет-феномен. Своего рода бред против бреда, с помощью которого молодые люди реагируют на эпоху дезинформации. Во время Второй мировой войны Парижская соборная мечеть укрывала евреев от нацистов. Имам мечети помогал им скрываться и выдавал поддельные мусульманские документы, спасая от преследования. У каждого американского штата есть свой официальный цветок. У Калифорнии мак, у Нью-Йорка роза, а у Гавайев желтый гибискус. На этом фоне особенно выделяется штат Мэн, где официальным, так сказать, цветком считается сосновая шишка. У морской пехоты США есть 32-страничный документ, подробно регламентирующий ношение татуировок. Например, татуировки на коленях, локтях и кистях рук, а также на шее и лице, под запретом. Слово «пролетариат» происходит от латинского «пролетариус», производящий потомство, и изначально употреблялось в значении «те, кто полезен государству лишь тем, что имеет детей». В 2007 году Кэтрин Хейгл получила Эмми за роль в сериале «Анатомия страсти». Но уже через год актриса сама отказалась выдвигаться на премию, заявив, что материал нового сезона не считает достойным номинации. После этого внутри команды сериала начался конфликт, и вскоре Хейгл покинула проект. Большинство грибков плохо переносят высокую температуру тела млекопитающих, поэтому теплокровные животные естественным образом защищены от многих грибковых инфекций. Ученые предполагают, что такая особенность могла развиться эволюционно именно как защита от смертельно опасных грибков. Охотник Хью Гласс, главный герой фильма «Выживший», был реальным человеком, которого растерзал медведь-гризли. Гласс выжил и смог простить мужчину, который бросил его умирать. Дэвид Финчер позволил Миту Лоуфу следить за режиссерской работой на съемках «Бойцовского клуба». Тот почти не заходил в свой трейлер, предпочитал сидеть за спиной Финчера, чтобы видеть происходящее его глазами. Более того, он даже помогал решать, какие дубли использовать в некоторых сценах. 24% музыкантов с научной докторской степенью играют в панк-группах, еще 26% в рок-группах, 7% исполняют поп-музыку, а еще 5% оперу, оставшиеся 38% в других жанрах. В Индии выращивают 6 тысяч различных сортов риса. Самка слона из заповедника в Зимбабве по имени Нзоу избегает общества других слонов и уже много лет возглавляет стадо буйволов. За это время она убила немало самцов-буйволов, пытавшихся оспорить ее лидерство. Клиффхенгер – это художественный прием, при котором повествование обрывается на напряженном или критическом моменте, оставляя исход ситуации неясным и откладывая развязку до продолжения. Имя певца Принц было его настоящим именем с рождения, а не псевдонимом. Американские ученые в 2020 году представили необычную разработку – крошечные живые машины, получившие название ксеноботы. Эти микроскопические организмы размером менее миллиметра, созданные из клеток кожи и сердечной мышцы, выращенных из плюрипатентных клеток африканской шпорцевой лягушки.
Несмотря на свои размеры, они способны перемещаться по суше и в воде, работать в группе и даже переносить небольшие объекты. Еще более примечательны их свойства. Ксеноботы могут существовать неделями без пищи, восстанавливаться после повреждений и, по данным исследователей, воспроизводить себе подобных. Ученые уже рассматривают возможные сферы применения, от очистки океанов, от микропластика до точечной доставки лекарств непосредственно в клетки человеческого организма. Актер Шайя Лабаф получил свою первую роль в 11-летнем возрасте, когда, притворившись собственным менеджером, позвонил агенту, номер которого нашел в телефонном справочнике. Вы не поверите, но привычная нам индейка – настоящий гражданин мира, по крайней мере в названиях. В разных странах ее упорно приписывают к другим уголкам мира. На иврите тернегль – индийская курица, по-французски динд – из Индии, по-турецки – хинди, в нидерландском и скандинавских языках – калкоем калкун. Название ведет к индийскому порту Каликут. А в английском все еще неожиданнее. Птицу назвали в честь Турции – таркой, но и это не предел. В португальском – Перу, хорватском – Пуран и хинди – Перу. Индейку связывают уже с Перу. В ирландском она превращается во французскую курицу – киерч, франках, в бретонском – в испанскую, ярспак, а в малайском – в голландскую курицу, аям-беланда. Складывается впечатление, что ни одна страна не хочет считать ее своей, и каждая отправляет индейку куда-нибудь подальше. В 1923 году американский художник Ман Рэй создал работу «Объект для уничтожения» – метроном с прикрепленной к маятнику фотографией женского глаза. В 1957 году группа парижских студентов ворвалась на выставку, забрала объект, и уже на улице один из них выстрелил в него из пистолета, уничтожив работу. После этого Ман Рэй получил страховую выплату и создал серию из 100 копий, назвав их «Неуничтожимый объект». Сегодня эти версии хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Ситком «Альф» завершился на драматичной ноте. Главного героя хватают федеральные агенты в тот самый момент, когда он собирается вернуться на родную планету, поскольку сериал закрыли до того, как история получила развязку. Однако позже сюжет все же продолжили и завершили в телефильме «Проект Альф». На изображении двухкамерный китайский чайник ассасина, который позволял налить гостю отравленного чая, а себе обычного из одного и того же чайника. Среди драгоценностей австрийской короны есть Айнхюрн, артефакт, когда-то считавшийся рогом единорога. Вероятнее всего, это рог нарвала. Эйфелеву башню перекрашивали 20 раз в оттенки красного, желтого, коричневого и серого. 25% всех известных видов животных – жуки. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, награжденный и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую – за опыт левитации лягушки при помощи магнитов. Согласно подсчетам ученых, на Землю ежедневно падает космическая пыль и мелкие космические тела средней общей массой до 60 тонн. Стебли роз покрыты шипами, а не колючками. В отличие от колючек, растущих прямо из стебля растения, шипы нарастают только на поверхности и легко отламываются. В Советском Союзе известным производителем шлепанцев «Вьетнамок», тапок, состоящих из двух ремешков и резиновой подошвы, был завод «Полимер» в городе Сланцы. Название города выдавливали на подошвах, из-за чего некоторые покупатели посчитали, что сланцы – это и есть название обуви. Так слово «сланцы» вошло в обиход как синоним слова «шлепанцы». В Древнем Риме использовалась редчайшая ткань – морской шелк, который получали из нитей, выделяемых моллюсками. Она ценилась буквально на вес золота. Одна туника из такого материала стоила как примерно 500 обычных. Ученые выяснили, что главное предназначение смеха – создавать социальные связи. Голландские колонизаторы внесли значительный вклад в сокращение численности и исчезновение 3 видов крупных кошек – капского льва, балийского тигра и яванского тигра, в том числе за счет охоты и уничтожения их среды обитания.
Комик Джон Оливер отказался от ордена Британской империи, потому что не хотел, чтобы его имя ассоциировалось со словами «Британская империя». Индийская ядерная программа от 1974 года носила название «Улыбающийся Будда». Когда братья Уилсоны из The Beach Boys уволили своего отца с поста менеджера из-за его чрезмерного контроля, он в ответ спродюсировал группу The Sun Rays с похожим звучанием. Название Объединенного Королевства Польши и Литвы Речи Посполитой буквально переводится с польского как «общее дело». Точно так же с латыни переводится словосочетание «рес публика». Если спаржу не собирать, она может вырасти до 3 метров и дать красные ягоды, которые ядовиты для человека. Британская телеведущая Джилл Дандо, звезда BBC и лицо популярной программы Crime Watch, где воссоздавались реальные нераскрытые преступления в надежде выйти на след злоумышленников, сама оказалась в центре трагедии, потрясшей всю страну. В 1999 году ее застрелили прямо у порога собственного дома, и это дерзкое убийство мгновенно превратилось в одно из самых обсуждаемых дел своего времени. Несмотря на масштабное расследование и годы поисков, ясности добиться не удалось. Обвинение было предъявлено местному жителю Барри Джорджу, которого приговорили к пожизненному заключению. Однако спустя 8 лет дело пересмотрели, и он был полностью оправдан. В результате убийства, которое шокировало Британию, так и осталось нераскрытым. Пыль из Сахары регулярно переносится ветрами в Амазонию. Ежегодно с ней туда попадает около 22 тысяч тонн фосфора, что примерно компенсирует его вымывание из почв региона. Всемирно известный фокусник Гарри Гудини ненавидел мистиков, спиритуалистов, экстрасенсов, медиумов, людей, наживающихся на доверчивости других. Филологи, изучающие религиозные тексты, выделяют особый прием «пророческое совершенное время» глагола. Это способ говорить о будущем так, будто оно уже произошло. Глаголы ставятся в прошедшее время, чтобы подчеркнуть уверенность и неизбежность предсказания. Например, в книге пророка Амоса грядущие бедствия описаны как свершившийся факт. «Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее». У Винсента Ван Гога был младший брат Тео, который всю жизнь поддерживал его, в том числе финансово, чтобы гений мог творить. Тео умер через полгода после ухода из жизни Винсента и похоронен рядом с ним. Шок перед самым стартом чемпионата мира 1966 года. Главный футбольный трофей исчез прямо с публичной выставки в Лондоне. Полиция была в тупике, страна в напряжении, а поиски Кубка Жюля Риме зашли в тупик. Но неожиданное спасение пришло оттуда, откуда никто не ждал. Обычная прогулка с собакой обернулась сенсацией. Через 7 дней дворняга по кличке Пиклз, обнюхивая кусты в одном из лондонских садов, наткнулась на сверток. Внутри оказался пропавший кубок. Пес мгновенно стал национальным героем. После победы сборной Англии его пригласили на праздничный банкет, где он получил особую награду – право облизывать тарелки чемпионов. Диктатор Центральноафриканской республики Бокасса в 1976 году объявил себя императором, а спустя 3 года его свергли. Так африканское государство стало последней официальной империей в истории. Ношение очков повышает шансы на успех политического кандидата на выборах. Первый пилотируемый космический полет Юрия Гагарина проходил полностью в автоматическом режиме. Космонавт фактически выступал наблюдателем, а управление кораблем «Восток-1» осуществляла система автоматики. При этом технически у него была возможность в любой момент взять управление на себя, переключив корабль в ручной режим. Интересно, что советские психологи всерьез опасались непредсказуемого поведения человека в невесомости. На случай, если космонавт потеряет контроль над собой, код для отключения автоматики был запечатан в специальном конверте. Предполагалось, что только психически устойчивый человек сможет правильно его прочитать и ввести. Однако непосредственно перед стартом Гагарину все же сообщили этот код, на всякий случай. Солнечное затмение всегда происходит примерно за 2 недели до или после лунного затмения.
Название японской иены и корейской воны происходит от китайского слова юань – круглая монета. Любая позиция кубика Рубика размером 3 на 3 может быть решена не более чем за 20 ходов. Эвлахон – тихоокеанская рыба-свеча с очень высоким содержанием жира. Индейцы Северной Америки сушили ее, вставляли фитиль и использовали как свечу. Держава ахеменидов – крупнейшая из когда-либо существовавших империй по количеству граждан. На ее долю приходилось около 44% всего мирового населения. Санкции, введенные Лигой наций против Италии после вторжения в Эфиопию в 1935 году, должны были ослабить режим Муссолини, но дали прямо противоположный эффект. Запрет на импорт и поставки стратегических товаров лишь подогрел националистический пыл. Страна сплотилась вокруг фашистской власти, а пропаганда представила ограничения как атаку на всю нацию. Кульминацией стала масштабная кампания «Золото для Родины». На площадях Рима и других городов открыли пункты сбора, куда люди несли обручальные кольца и семейные драгоценности, получая взамен простые железные. Сам Муссолини с семьей демонстративно сдал все украшения, а лауреат Нобелевской премии Луиджи Пиранделло даже свою медаль, превратив акцию в символ всеобщей жертвы ради государства. В одной капле воды содержится более 1,5 секстиллионов молекул. Нет убедительных клинических доказательств того, что обычный лист подорожника ускоряет заживление ран у людей. Используя 40 цифр числа π после запятой, можно вычислить длину окружности размером с видимую Вселенную с точностью, равной диаметру атома водорода. Невьянская башня на Урале выглядит так, будто вот-вот рухнет из-за заметного наклона, но не падает уже 3 века. Построенная в 1725 году по заказу промышленников Демидовых, она изначально оказалась кривой из-за особенностей грунта и конструкции. Вместо того, чтобы исправлять перекос, строители фактически подстроили верхние ярусы, из-за чего башня приобрела характерный изгиб и стала одной из самых загадочных наклонных построек России. Но еще более поразительная деталь скрывается наверху. С самого начала башня была оснащена устройством, напоминающим молниеотвод. Это произошло задолго до того, как Бенджамин Франклин описал и популяризировал принцип громоотвода в середине XVIII века. Получается, что Уральская башня могла получить защиту от молний раньше, чем это открытие стало известным всему миру факт, который до сих пор вызывает споры и интерес у историков. Палтус рождается с глазами по бокам головы, но левый глаз постепенно, так сказать, переползает на правую сторону рыбы, поскольку кости слева растут у нее быстрее, чем справа. Собак Белку и Стрелку до их исторического полета звали Вильной и Каплей. На могиле Альфреда Шнитке на Новоделичьем кладбище лежит символичный камень, знак паузы под ферматой, увеличивающий ее длительность, и пометка «Форте фортиссимо» предельно громкого звучания. Все это можно истолковать как оглушающую вечную тишину. Человеческое тело на 99% состоит из всего 6 элементов – кислорода, водорода, азота, углерода, кальция и фосфора. В начале 20 века в ряде стран появились так называемые деньги лепрозориев – специальные монеты и банкноты, которыми разрешалось пользоваться только внутри колоний для больных проказой. Первой такую практику в 1901 году ввела Колумбия. Считалось, что обычные деньги могут переносить инфекцию, поэтому пациентов фактически изолировали не только физически, но и экономически. Позже подобные валюты появились и в других странах. Со временем выяснилось, что эти меры были излишними. В 1938 году в Малайзии провели проверку долго использовавшихся в лепрозории денег, и она показала, что они не представляют опасности для здоровых людей. После этого от специальных валют постепенно отказались. Китай занимает второе место после СССР по числу погибших во Второй мировой войне – 15,5 миллионов жертв. Музыка – это культурная универсалия, что означает, что она существует во всех известных человеческих культурах по всему миру. Помимо обычного шестигранного кубика в настольных играх используют и другие кости.
на 4, 8, 10, 12, 20 граней, реже с нестандартным числом. Есть шуточная кость-сфера с одной единицей, где любой бросок дает тот же результат. Сфера закиэдр имеет 100 граней и позволяет получать числа от 1 до 100. Существуют и полые сферы с внутренним многогранником и утяжелением. Они останавливаются на одной из внутренних граней. 14 июля 1789 года парижане штурмовали Бастилию не ради освобождения заключенных. На тот момент в крепости находились всего 7 человек, и их освобождение не могло быть основной целью. Гораздо важнее были запасы пороха и оружия, которые хранились внутри и были необходимы для сопротивления королевским войскам. Толпа требовала выдать порох и убрать пушки, направленные на город, но после отказа коменданта началась перестрелка, и в итоге гарнизон капитулировал. Фильм Михаила Колотозова «Летят журавли» получил золотую пальмовую ветвь в Каннах, но для фестиваля его название перевели как «Quant pas les tigonis», когда пролетают аисты. Буквальный вариант «Les Grus» Воланд во французском звучал двусмысленно, как «девушки с низкой социальной ответственностью воруют». У людей и других млекопитающих клетки крови образуются внутри костей. Ленивцы кажутся зелеными из-за водорослей в мехе. С 1848 по 1962 год Алжир считался неотъемлемой частью Франции, а не иностранной колонией. Одним из последних зафиксированных случаев, когда применялся требушет, стала осада ацтекской столицы Теночтитлан в 1521 году, которой руководил Эрнан Кортес. Из-за нехватки пороха было решено использовать это метательное орудие, однако попытка оказалась неудачной. Первый же снаряд упал на сам требушет и разрушил его. Арнольду Шварценеггеру запретили озвучивать Терминатора в немецкой версии фильма. «Все дело в твоем акценте, Арнольд», — объяснили продюсеры. «Понимаешь, он слишком грубый, сельский, так что, по правде говоря, на немецком ты звучишь как деревенщина». В мае 2018 года Ким Кардашьян сделала селфи на фоне древнеегипетского саркофага в Метрополитен-музее. Снимок привлек внимание сотрудника прокуратуры Манхэттена Мэтью Богданоса, который занимается делами о незаконном обороте древностей. Проверка показала, что это саркофаг жреца бога Хиришефа, который был вывезен из Египта нелегально после разграбления археологических объектов в годы политической нестабильности. Документы, подтверждающие его легальное происхождение, оказались поддельными. В феврале 2019 года музей закрыл выставку, а позже саркофаг вернули Египту. Крик Тарзана, зарегистрированная торговая марка в США. Мастера гильдии Антверпена, создававшие резные алтари, начали использовать знак гарантии качества еще в 15 веке. В абхазской деревне Дзюбжу еще в 19 веке жили люди африканского происхождения, которые говорили по-абхазски, соблюдали местные традиции и считали себя частью народа. Их происхождение до сих пор остается загадкой. Одни связывают их с Османской империей и работой на плантациях, другие с кораблекрушением у побережья Черного моря. Со временем эта община почти исчезла. Из-за смешанных браков внешние черты постепенно растворились. Король Франции Людовик XIII начал носить парики в 1620-х годах, чтобы скрыть облысение, и именно при нем эта практика стала модной при дворе, а затем быстро распространилась среди европейской аристократии. Столица с самым загрязненным воздухом в мире Дели, столица Индии. Паук вида фоногнатографии делает себе в центре паутины убежище из скрученного листа. Португальский – самый распространенный язык к югу от экватора. В конце XIX века Тихоокеанские острова Самоа оказались в эпицентре гражданского конфликта, в который вмешались мировые державы – США и Германия. Соперничавшие за влияние в регионе направили к берегам Апия по 3 военных корабля. Несмотря на напряженность, суда так и не вступили в бой, оставаясь в гавани столицы Самоа. Но 15 марта 1889 года ситуацию резко изменила стихия. На Апи обрушился мощный тайфун, который потопил и серьезно повредил почти все корабли. Хотя моряки могли заранее распознать приближение шторма и уйти в открытое море,
Ни одна из сторон не решилась на этот шаг, опасаясь выглядеть слабой. В результате катастрофы погибли около 150 членов экипажей. У древних римлян была 8-дневная неделя. Писатель Льюис, автор «Хроник Нарнии», и Олдос Хаксли умерли в один день с убийством президента Джона Кеннеди, поэтому на их смерть почти никто не обратил внимания. Пассажиры часто воровали солонки из самолетов Virgin Atlantic, и тогда Ричард Брэнсон, владелец Virgin, распорядился написать на дне солонок «Стащено из Virgin Atlantic», что стало бесплатной рекламой его авиакомпании. Ученые видели красноморскую скалистую ласточку Петрохилидом пердита всего однажды, в Судане в 1984 году, и больше она никогда не встречалась. Тем не менее, вид считается существующим. 80% золотых месторождений на планете образовались в результате землетрясений. В 2002 году Британия случайно вторглась в Испанию, после чего извинилась и покинула пределы страны. «Мезонин» группы Massive Attack – первый альбом, записанный на синтетической ДНК. Эту ДНК затем спрессовали в молекулы, разлили по бутылкам и распродали в аэрозольных баллончиках, каждый из которых содержит 1 миллион копий альбома. Брэд Питт, играя Ахиллеса в фильме «Троя», порвал ахиллово сухожилие. Согласно показателям теста IQ, человеческий интеллект повышается с каждым новым поколением. Это явление называется эффектом Флина. Самый известный пират в истории, Черная Борода, активно действовал всего 2 года, с 1716 по 1718. Средний рост мужчины-нидерландца составляет почти 184 сантиметра. Мультфильм «Король лев» изначально должен был называться «Король джунглей», но потом создатели узнали, что львы живут в саваннах, а не в джунглях. Несмотря на то, что Китай занимает 3-е место в мире по площади территории, в этой стране всего 1 часовой пояс. Новозеландец Найджел Ричардс выиграл чемпионат Франции по скрэблу, не умея говорить по-французски. Для этого он 9 недель подряд заучивал слова из французского словаря. В 2012 году футболист Роналдиньо лишился контракта с Coca-Cola на $750 тысяч из-за того, что сделал глоток из банки Pepsi, стоявшей перед ним во время пресс-конференции. Слово «консьерж» происходит от французской фразы «comte de Sierges» и означает человека, который в средневековые времена зажигал свечи и поддерживал их горение во время важных событий. Человечество ежегодно сбрасывает в мировой океан около 10 миллионов тонн пластика. К 2050 году вес пластика превысит вес всей рыбы в морях. Даже если бы мы перемещались со скоростью света, потребовалось бы 25 тысяч лет, чтобы достичь центра нашей галактики. Самая распространенная фамилия в нашей стране – Смирнов. Далее идут Иванов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов и Петров. Сборная Бразилии по футболу – единственная команда, принявшая участие во всех чемпионатах мира. К тому же самая успешная на этом чемпионате. Бразильцы выигрывали его 5 раз. Слоны, живущие в саваннах, способны по голосу человека определить его примерный возраст и пол. Они даже различают языки, на которых мы говорим. Морские львы проходят тесты на интеллект и демонстрируют владение базовой логикой, такой как «если x равен z и y равен z, то x равен y». Жирафы спят, положив голову на круп, этим животным требуется всего 2 часа сна в сутки. Обычно они спят, используя свой собственный круп в качестве подушки. Круп – это задняя часть спины животного, расположенная между поясницей и хвостом, область крестца и таза. Древние римляне хоронили своих собак и писали им надгробные эпитафии. Одна из подобных эпитафий гласит: «Я в слезах принес тебя на руках к последнему месту отдыха, так же, как я в радости внес тебя в свой дом 15 лет назад». Леонардо да Винчи был вегетарианцем. Он писал в дневниках, что ему очень жалко животных и что он отказался от употребления мяса еще в раннем возрасте.
Тефлон, который используется в качестве антипригарного покрытия сковородок, единственный известный нам материал, к которому не прилипают крошечные волоски на лапках геккона. Последний раз все люди были вместе на Земле 2 ноября 2000 года. После этой даты часть людей, крохотная, но все же, отправилась на орбиту, чтобы работать на Международной космической станции. С тех пор МКС работает беспрерывно, а на ее борту всегда живет несколько человек. Цвет теннисных мячей официально называется желтым, хотя более половины людей, по данным опроса, считают, что это зеленый цвет. По оценкам ученых, в недрах Земли скрывается чуть более 1 квадриллиона, единица с 15 нулями, тонн алмазов. В 2009 году, когда инфляция в Зимбабве достигла 231 миллиона %, Центральный банк страны выпустил купюру достоинством 100 триллионов зимбабвийских долларов. Самый длинный интервал между рождением 2 близнецов – 87 дней. Одна девочка родилась недоношенной, а вторая в срок. В 1845 году 79 человек погибли при обрушении моста из-за того, что на нем собралась большая толпа, чтобы посмотреть, как 4 гуся тянут вверх по реке клоуна в ванне. Вопреки распространенному мифу, сахар не вызывает гиперактивность у детей. Миф основан на одном единственном исследовании 1974 года, которое так и не удалось подтвердить. Всего 100 лет назад, в 1922 году, Британская империя находилась в расцвете. Британское правление охватывало около четверти территории Земли и управляло 458 миллионами человек, что в то время составляло четверть мирового населения. Вернувшись из космоса, астронавт Скотт Келли обнаружил, что стал на 5 сантиметров выше своего брата-близнеца. Среднее время перехода в сон здорового человека составляет от 10 до 20 минут. Лимоны плавают, а лаймы тонут. Плотность лаймов немного выше, чем плотность лимонов. На изображении Анский канделябр, геоглиф в Перу, 2 век до нашей эры. Меренин – сычужный фермент, который створаживает молоко для изготовления сыров. Без него невозможно приготовить пармезан и другие высококлассные сыры. Карнаубский воск, который добавляют в желейных мишек, является также компонентом автомобильных лаков. Однако есть существенная разница. В желейном мармеладе содержится всего 2% этого воска, в то время как в лаках его содержание достигает 30%. Согласно современной норме языка, к мужчине неприменима формулировка «я кушаю», только «я ем». Лампочки в нью-йоркском метро имеют нестандартный цоколь. Резьба на нем идет против часовой стрелки, а не наоборот, как в обычных лампах. Такая простая мера эффективно предотвращает воровство лампочек. Вращающиеся двери предотвращают перепад температуры в здании и потерю тепла. Собственно, для этого их и устанавливают в торговых центрах и других общественных местах с высокой проходимостью. Настоящее имя Махатмы Ганди – Мохандас. Махатма – это не имя, а титул, означающий «великая душа». Исследования показали, что малыши улыбаются вовсе не бездумно, как считалось ранее, а с определенной целью – вызвать ответную улыбку у своих родных. Им нравится видеть улыбку, поэтому они улыбаются сами. Резцы бобров имеют оранжевый оттенок, потому что в них содержится железо. Это железо упрочняет зубы и улучшает способность бобров перегрызать стволы деревьев. Чтобы лучше ориентироваться в полной темноте, следует закрыть глаза. В этом случае мозг обострит другие чувства – слух, обоняние, проприоцепцию и так далее, которые частично компенсируют отсутствие зрения. У Луны есть атмосфера, но она настолько тонкая, что ученые не берут ее в расчет. Общая масса атмосферы Луны примерно равна массе автобуса. Перья фламинго от природы не розовые. Розовый цвет фламинго получают от креветок, которыми питаются. По-видимому, сами фламинго считают этот цвет очень красивым. Нерозовые фламинго не могут найти себе пару. 95% звезд, которые когда-либо будут существовать, уже родились. Темп звездообразования в наше время в 30 раз ниже, чем был во время пика 11 миллиардов лет назад.
Речевой тракт макак способен легко воспроизводить необходимый диапазон звуков для разговорной речи, но их мозг не имеет речевых центров. Монгольская армия во главе с 2 внуками Чингисхана вторглась в почти половину европейских государств. Если бы правящий хан не погиб на охоте, они могли бы захватить весь континент. Из всех планет Солнечной системы Венера своей массой, размером и орбитой больше всех похожа на Землю. Вкусовые рецепторы расположены по всему телу. Основная их часть сосредоточена на языке, но это не все. Вкусовые рецепторы были также обнаружены в желудке, легких, кишечнике. В отличие от большинства млекопитающих, организм ленивца не способен регулировать свою температуру. Он полностью зависит от окружающей среды, поэтому ленивцы обитают только в тропических лесах, где достаточно тепло круглый год. Более 50% пилотов признавались, что умудрялись заснуть во время полета. Из них 29% сообщили, что когда они проснулись, второй пилот тоже спал. До 1990 года картофель фри в Макдональдсе жарили на говяжьем жире. В 90-е говяжий жир стал считаться вредным, и с тех пор картошку фри жарят на менее вредном растительном масле. Гамбийских хомяковых крыс можно обучить по запаху выявлять туберкулез. Одна крыса способна за 10 минут проанализировать больше образцов, чем лаборант за день. Чтобы пройти пешком вдоль всей Великой Китайской стены, потребуется около 18 месяцев. Парагвайская война была настолько катастрофической для мужского населения Парагвая, что к концу войны соотношение женщин и мужчин в стране составляло 20 к 1. В живых осталось всего около 26 тысяч взрослых мужчин. Юпитер – самая быстро вращающаяся планета в Солнечной системе. Один ее оборот длится чуть менее 10 часов. В русском переводе мультсериала «Утиные истории братьев утят» Хьюи, Дьюи и Луи зовут Билли, Вилли и Дилли. Интересно, что Билли и Вилли – это сокращение одного и того же имени – Уильям. В немецком языке есть слово «драхенфутер» – «корм дракона». Так называют подарок жене, которым муж пытается загладить вину. Когда нацисты сожгли книги Зигмунда Фрейда, тот сострил в ответ: «Какой прогресс демонстрирует человечество? В Средневековье сожгли бы меня самого, а эти удовлетворились всего лишь книгами». Хотя человекообразные обезьяны способны выучить язык жестов и общаться на нем, они никогда не задают вопросов. Кажется, им недоступно понимание того, что другие обезьяны или люди могут владеть информацией, неизвестной им. Это качество принципиально отличает обезьян от людей. Компания Kodak сняла с производства свою знаменитую фотопленку Kodachrome в 2009 году. Последняя выпущенная катушка этой пленки была подарена фотографу, сделавшему знаменитый на весь мир портрет афганской девушки Стиву Маккари. Купол Пантеона в Риме – самый большой неармированный бетонный купол в мире. Даже спустя почти 2000 лет с момента постройки купол не демонстрирует ни малейших признаков усталости материала и просадки. В 2013 году инженеры нашли способ записать целый петабайт, 1 миллион гигабайт, информации на лазерный диск. Космонавты выращивают овощи и зелень на МКС. Свежими огурцами и душистой петрушкой можно наслаждаться и на орбите. Помимо них на Международной космической станции выращивали рукколу, тюльпаны и некоторые другие виды трав. Наложение грима для фильма «Гринч. Похититель Рождества» занимало 8,5 часов каждый съемочный день. Это было настолько мучительно, что Джиму Керри пришлось обратиться к эксперту по пыткам ЦРУ, чтобы тот дал совет, как это выдержать, рассказал Джим в шоу Грэма Нортона. Луна представляет собой не сферу, а сфероид. Она не круглая, а скорее яйцевидная. Но к Земле Луна всегда обращена своей широкой стороной и кажется нам абсолютно круглой. Сиденья в автобусах и других видах общественного транспорта чаще всего обивают пестрой узорчатой тканью, для того, чтобы снизить заметность пятен и разводов от пролитых жидкостей. Исследование университета Коннектикута показало, что холестерин в яичных желтках не представляет опасности для здоровья человека и не способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, как считалось ранее.
Песок на японском пляже Хошизуна-Нахама называют звездным, потому что многие песчинки имеют форму звезды. Эти уникальные песчинки – остроконечные ракушки миллионов крошечных морских существ под названием фораминиферы. Шерстистые мамонты были такого же размера, как и африканские слоны, вопреки распространенному мнению, что они были намного больше. Ботаникам при наименовании новых видов растений приходилось делать им длинные подробные описания на ботанической латыни вплоть до 2012 года, когда это правило было, наконец, отменено на Международном ботаническом конгрессе в Мельбурне. Находясь под водой, бобры могут задерживать дыхание на 15 минут, а их веки прозрачны и действуют как плавательные очки – Платину раньше считали неправильным серебром и выбрасывали, чтобы не путалось под ногами. Только позже, когда ювелиры из Испании обнаружили, что платина отлично сплавляется с золотом, ее стали использовать как ювелирное сырье. Общее натяжение всех струн настроенного пианино составляет около 20 тысяч килограммов. Open Space снижают продуктивность. Исследования показывают, что в таких офисах у сотрудников меньше мотивации искать творческие решения и ниже удовлетворенность работой. Прическа принцессы Леи была вдохновлена мексиканскими революционерками. Укладка в виде пончиков по бокам головы навеяна прическами, которые носили аделиты, мексиканские революционерки, феминистки и общественные деятельницы. По неизвестной причине жители США сильнее других поддаются влиянию плацебо. Это затрудняет проведение клинических испытаний новых препаратов. Самец жирафа привлекает внимание самки, покашливая. Белые медведи-ирландцы. Они произошли от древних белых и вымерших ирландских медведей, чьи гены по материнской линии сохранились у всех современных особей. Ногти на руках растут в 3 раза быстрее, чем на ногах. На Марсе закаты голубого цвета. Существует 3 разных вида морских животных, называемых зайцами. Морской заяц-рыба, морской заяц-моллюск и морской заяц-тюлень. У наименьшей известной человечеству звезды IBLM J055557 AB радиус меньше, чем у Юпитера. Основная причина, почему голубей так много в городах, в том, что эта среда похожа на место их происхождения – приморские скалы Средиземноморья. Во время Второй мировой войны самой большой добровольческой армией была индийская армия, насчитывающая более 2,5 миллионов человек. Имя мистера Пропера меняется в зависимости от страны. В США он мистер Клин, в Германии – мейстер Пропер, а в Испании – Дон Лимпио. Волосатость тела коррелирует с высоким IQ. У Барака Обамы есть 2 статуэтки Грэмми за лучший разговорный альбом и за эссе «Смелость надежды», изданное в виде аудиокниги. Луковичный нос – выступающая ниже ватерлинии часть на носу корабля, которая уменьшает лобовое сопротивление, увеличивает скорость и снижает расход топлива на 12-15%. Когда в 1883 году произошло извержение вулкана Кракатау, звук был слышен на 5000 километров. Вероятно, это было самым громким событием в истории. По крайней мере, на памяти человечества. У мухи Гонюрелия триденс, обнаруженной в Оаэ, на крыльях есть рисунки, напоминающие 2 маленьких мух. Считается, что такая мимикрия помогает отпугивать хищников, создавая иллюзию мушиной стаи. Банкнота в $100 000 США образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками. Существуют антивитамины, вещества, подавляющие в организме активность витаминов. Например, тиаминаза, содержащаяся в рыбе, разрушает полезный витамин В1, тиамин, необходимый для работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Мишура впервые появилась в Нюрнберге, Германия, в 1600-х годах. Богатые люди использовали для украшения елок тонкие нити из настоящего серебра, которые красиво отражали свет свечей, также размещенных на ветвях,
а поскольку серебро в то время было очень дорогим, наличие мишуры свидетельствовало о большом достатке. Кости динозавров в музеях на самом деле не кости, а их окаменевшие следы. Органическая ткань разрушилась миллионы лет назад, и со временем ее заменила минерализованная порода, сохранившая форму костей. Когда муравей просыпается, он вытягивает все 6 ног, как бы подтягиваясь, а затем раскрывает челюсти, словно зевая. Басенджи или африканская нелающая собака – одна из древнейших пород. Они не умеют лаять, но издают характерные звуки, напоминающие урчание или йодель, которые слышны чаще всего, когда собака чем-то увлечена. В Таиланде есть специальный королевский язык, диалект, который используют монархи и простые люди в тех случаях, когда говорят или пишут о монархах. Следы, оставленные астронавтами на Луне, если их ничто не потревожит, останутся там на несколько тысяч лет, пока не покроются космической пылью. В жидкой и твердой формах кислород выглядит бледно-голубым. В семейство крапивные, кроме трав-сорняков, входит около 40 видов кустарников и высоких деревьев. Гигантское крапивное дерево Dendrocnide excelsa, растущее в Австралии, сплошь покрыто жгучими волосками, как у обычной крапивы, но гораздо более ядовитыми. Британская королевская почта имеет собственную полицию, существующую уже более 300 лет и являющуюся старейшей службой уголовного розыска в мире. В зоопарке Сан-Диего сотрудники поднесли выдр поближе к посетителям во время лекции, чтобы участники смогли рассмотреть их получше. Мама выдра с гордостью продемонстрировала своего детеныша, что вызвало бурю эмоций и восхищения у детей. Затем ее партнер тоже вышел вперед, но не с детенышем, а с гладким камешком, который он держал в лапах словно сокровище. Он сел, словно ожидая аплодисментов. Отметим, что выдры часто привязываются к любимым камешкам и носят их как сокровища. Золотой баран и каменный лев, найденные в гробнице на археологических раскопках в Гонур-Депе от 2400 до 1600 года до нашей эры в Туркменистане. Палец на заднем плане показывает нам, насколько крохотны эти фигурки, демонстрируя необычайное мастерство мастеров. Гонур-Депи – один из главных городов цивилизации Окса, или иначе Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, которая развивалась с конца 3-го по начало 2-го тысячелетия до нашей эры. Гонур-Депи, по-видимому, был в это время столицей Маргианского царства. Теорема Евклида, начертанная за 1500 лет до рождения Евклида. Это глиняная табличка с геометрическими и арифметическими вычислениями, повторяющими теорему древнегреческого математика отца геометрии Евклида. Ее создали в Шадупуме, Месопотамия, примерно в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Евклид родился около 325 года до нашей эры. Это не динозавр, но очень хочется, чтобы был. Смотришь на него на фоне океана, и мозг дает сбой. Это вообще из нашего времени. Перед вами Varanus comodaensis, самая крупная ящерица на планете. И это полностью современное животное. Почему он выглядит как доисторический? У варана очень старый дизайн тела. Тяжелая голова, длинный хвост, когти, низкая посадка. Почти копия древних хищных рептилий. Та же логика формы. Максимум силы, минимум изящества. Но главный эффект дает размер. До 3 метров длины и под 90 килограммов веса, и вот уже обычная ящерица превращается в динозавра. Пока гигантские хищники вымирали на материках, эти ребята тихо ушли на острова Индонезии. Изоляция сделала свое дело, ведь здесь почти нет конкурентов, много добычи и минимум угроз. Эволюционный рай, да и только. В итоге варан стал вершиной пищевой цепочки. И да, он куда опаснее, чем кажется. Это немедленный ящер. Он может резко разогнаться до 20 км в час. Сможете убежать, если неожиданно рванет так. Чует добычу за километры, а его укус – это не просто травма. В слюне гремучая смесь неприятных бактерий и слабого яда. В целом получается забавно. По сути, древний мир рептилий не исчез. Он просто спрятался на островах. Золотой шлем Мискаламдуга. В первой трети прошлого века на протяжении 12 сезонов, с 1922 по 1934 год, на руинах древнего города-государства Ур вел раскопки видный английский археолог Чарльз Леонард Вулли.
В начале 1927 года его экспедиция приступила к исследованию городского кладбища, чей возраст составлял не менее 4200 лет. Позднее ученый так вспоминал об этой работе. «Должен признаться, что научная обработка 2000 захоронений из-за однообразия наскучила нам до крайности. Почти все могилы были одинаковыми, и, как правило, в них не оказывалось ничего особенно интересного». Но вот под инструментом землекопов обнажился цилиндрический вертикальный колодец, который переходил под захоронением в горизонтальный лаз. Сначала Вулли предположил, что эти следы оставлены древними расхитителями могил. Но более детальное исследование показало, что верхний некрополь имеет под собой своего рода нижнее кладбище, состоявшее из 16 царских захоронений первой династии Ура. Правда, неразграбленными оставались только 2 из них. Но и они принесли ученым массу удивительных находок и открытий. Среди множества золотых и серебряных изделий, нередко украшенных драгоценными камнями, ученые обнаружили шлем, выкованный из чистого золота. Отличавшийся тонкостью чеканки и изяществом исполнения, имевший вид пышной прически и человеческие уши, он глубоко надвигался на голову и прикрывал лицо щечными пластинками. В этой же могиле были найдены 2 золотых сосуда, на которых повторялось имя владельца шлема – Мискаламдук, герой страны Благой. Очевидно, речь шла о принце царской крови. Вулли зафиксировал в своем дневнике, даже если бы от шумерского искусства ничего больше не осталось, достаточно одного этого шлема, чтобы отвести искусству древнего Шумера почетное место среди цивилизованных народов. Все раритеты из царских гробниц Ура были переданы в Национальный музей Ирака, основанный в Багдаде в 1923 году. Башня Гуиниджи – кирпичная средневековая башня в городе Лукка в регионе Тоскана, Италия. Образец местной романо-готической архитектуры. Одна из немногих сохранившихся башен старого города. Отличительная особенность, сделавшая башню визитной карточкой Лукки – маленькая дубовая роща на ее вершине. На вас смотрит красным глазом ворновида. Это такое одноклеточное, типичный планктон. По происхождению водоросль, но утратившая способность к фотосинтезу и ставшая хищником. Бывает и такое. У ворновиды, как и у нас, сложный камерный глаз. Свой глаз ворновида сделала из хлоропластов и митохондрий. Хлоропласты, потерявшие способность фотосинтезировать, сменили профессию и стали подобием светочувствительных рецепторов сетчатки. Из множества митохондрий, связанных в единую систему, получился аналог роговицы, а линза, фокусирующая свет на сетчатке, сделана из мембран эндоплазматической сети. Предполагают, что глаз помогает ворновиде следить за движениями своих жертв, на которых ворновиды могут охотиться с помощью клеточных гарпунов, нематоцист. Некоторые из одноклеточных, которыми питаются ворновиды, флуоресцируют, поэтому их хорошо видно, если у тебя есть глаза. А когда какая-то способность дает такие преимущества, она появляется, будь ты хоть вчерашняя водоросль. Поэтому на протяжении эволюции глаз много раз создавался из подручного материала самыми разными существами. Почему Австралия – это почти одна большая пустыня, а Южная Америка – сплошные джунгли, хотя они на одних широтах? Если посмотреть на карту, Австралия и Южная Америка лежат примерно на одном уровне относительно экватора. Но разница между ними огромная. В Австралии засуха и пески, в Южной Америке буйные леса Амазонии. Почему так? Дело не только в широтах, но и в рельефе. Главное отличие – горы. Австралия – самый старый и плоский материк. Ее горы давно разрушились, их высот не хватает, чтобы ловить влагу из атмосферы, поэтому большая часть континента – это засушливые территории и пустыни. Дождевые облака проходят мимо, и только побережья получают хоть немного осадков. А вот Южная Америка защищена мощной системой Анд. Они тянутся почти на 9000 километров и достигают высот до 7000 метров. Это одна из самых молодых и активных горных цепей планеты. И она отлично работает как климатический барьер. Облака с Атлантики несут влагу. Когда они доходят до Анд, их поднимает вверх, и влага выпадает в виде дождя. В результате восточная часть континента влажная и плодородная. Здесь сформировался бассейн Амазонки. Один из самых дождливых и богатых на жизнь регионов мира. А на западной стороне Анд, куда облака уже не добираются, находится самая сухая пустыня на планете – Атакама, и она тоже лежит на тех же широтах, что и Австралия.
В итоге не только широта влияет на климат, но и рельеф. Горы могут превращать засушливую территорию в зеленый рай, или наоборот, перекрывать доступ дождям и превращать все в пустыню. Одноклеточный – это больше не оскорбление. На изображении одна клетка вашего тела. Сложность ее поражает. Это реконструкция на основе научных данных и результатов электронной микроскопии. Если растянуть ДНК всех клеток вашего тела в одну нить, получится около 70 миллиардов километров. Это расстояние от Земли до Солнца и обратно более 200 раз. Количественная протеомика Nature, 2018 год, впервые точно посчитала. Средняя человеческая клетка содержит примерно 42 миллиона молекул белка, более 10 тысяч разных типов. Если бы каждый белок был человеком, внутри одной клетки уместилось бы 5 населений Земли. Еще недавно считалось, что митохондрии навсегда заперты внутри своей клетки, но исследования 2021-2023 годов показали, клетки передают митохондрии друг другу через тонкие нанотрубочки. Здоровые нейроны подкармливают поврежденных собратьев энергетическими станциями. Каждый день вы производите АТФ, примерно на свой собственный вес, 85 килограммов, например. Внутри митохондрий крутятся молекулярные турбины со скоростью 300 оборотов в секунду, синтезируя энергетическую валюту клетки. В теле ее всего 250 граммов, но каждая молекула живет около минуты и пересобирается заново. В Китае для защиты от солнца иногда используют лист лотоса. Он блокирует прямые солнечные лучи и постоянно испаряет влагу, создавая вокруг лица зону прохлады. Сначала этим способом пользовались только в китайских деревнях. Едешь на мопеде и в голову не дует, и солнце не жарит. Потом тренд дошел и до городских. Но они что, лишь бы фотографии наделать? Без души как-то, без понимания. Даман – это одно из самых удивительных существ на планете, глядя на которое почти невозможно угадать его истинное происхождение. С виду это упитанный пушистый зверек размером с кошку, напоминающий не то сурка, не то перекормленного кролика. Но внешность обманчива. Самое невероятное в Дамане – это его родственники. Согласно генетическим и анатомическим исследованиям, ближайшим современным родственником этого пушистика является слон. Конечно, они разошлись в эволюции миллионы лет назад, но у них до сих пор много общего. Бивни. У даманов есть два верхних резца, которые растут всю жизнь и по сути являются крошечными бивнями. Копыта. На лапах дамана нет когтей в привычном понимании. Их пальцы заканчиваются плоскими, похожими на копыта ногтями. Скелет, строение челюсти и стоп у них гораздо ближе к слонам, чем к грызунам. Даманы живут в Африке и на Ближнем Востоке, предпочитая скалистые участки. У них есть несколько уникальных фишек. Липкие лапы. Кожа на их подошвах всегда влажная из-за особого секрета. Это работает как присоски, позволяя даманам почти вертикально взбегать по гладким камням. Солнечные ванны. У даманов плохая терморегуляция. Каждое утро они устраивают коллективные прогревания на камнях, плотно прижавшись друг к другу, чтобы накопить тепло. Встроенные солнечные очки. Зрачок дамана защищен специальной радужной оболочкой, которая позволяет ему часами смотреть прямо на палящее солнце. Это нужно, чтобы вовремя заметить хищную птицу. На изображении фрагмента церемониальных доспехов эпохи Ренессанса с искусной чеканкой и травлением. Доспех 1575 года, Франция, хранится в Метрополитен-музее. Эти фото не ИИ или фотошоп. Американский астрофотограф-самоучка Эндрю Маккарти создал этот шедевр, используя только свой талант – телескопы и парашютиста. Эндрю и его друг, блогер и скайдайвер Габриэль Браун, задумали дерзкий план. Габриэль выпрыгивает с высоты 1000 метров, а Эндрю снимает его на телескопы с расстояния 2,5 километров. 8 ноября 2025 года в пустыне Аризоны все и случилось. Эндрю в прямом эфире следил за самолетом и по рации координировал пилота и скайдайвера. Это было непросто. Потребовалось 6 заходов, чтобы поймать идеальный момент. Но результат того стоил. Легендарное фото получилось с первой попытки. Снимку дали поэтичное название «Падение Икара» с отсылкой к древнегреческому мифу.
Ученые обратили внимание на одну интересную особенность. Муравьи, которые запасают на зиму семена и зерна, обязательно раскалывают каждое из них надвое, прежде чем спрятать в муравейнике. Это потому, что разбитое на две части зернышко никогда не прорастет, даже если поместить его в идеальные для этого условия, а в муравейнике как раз идеальные. Но затем ученые увидели, что семена кориандра муравьи всегда раскалывают не на две, а на 4 части. Они заинтересовались этим и в лабораторных условиях выяснили, что кориандр – единственное растение, зерна которого могут давать ростки даже в том случае, если их расколоть надвое. Но если на 4 части, тут уже все, фаталити. Теперь вы знаете больше. Так называемая башня Рапунцель в Англии – это башня короля Альфреда, впечатляющий монумент высотой 49 метров. Она строилась 17 лет, с 1762 по 1779 год по проекту архитектора Генри Флиткрофта, и для ее возведения было использовано более 1 миллиона красных кирпичей. Башня выделяется на фоне окружающего ландшафта своим уникальным дизайном и величественным обликом, служит ориентиром и восхищает масштабами и мастерством исполнения. Башня короля Альфреда имеет большое историческое значение. Считается, что именно здесь в 878 году король Альфред Великий собрал войска для победы над вторгшимися викингами в битве при Эдингтоне. Эта победа стала поворотным моментом для Англии. Лидерство Альфреда сыграло ключевую роль в защите королевства и формировании будущей нации. Таким образом, башня служит вечной данью уважения этому событию и наследию Альфреда. Сегодня башня продолжает привлекать посетителей не только историей, но и архитектурной элегантностью. Она стала символом английского наследия, объединяя легенду, историю и мастерство, сохранившие сооружение на протяжении веков, и восхищает всех, кто ценит красоту и значимость исторических памятников. В Шанхае прошли соревнования по сну в лесу. Победитель получил 33 тысячи рублей. Участникам поставили кровати прямо в лесу и предложили проспать 7 часов. Телефоны, разговоры и вставания запрещены. Поход в туалет означает автоматическую дисквалификацию. Качество сна фиксировали датчики, отслеживающие пульс, дыхание и движение глаз. Отдельный приз предусмотрен за самое быстрое засыпание. Главная награда – 3000 юаней. Около 33 тысяч рублей. Желающих поучаствовать оказалось больше 400 человек. На этом фото не игрушечные домики, а полноценные городские дома с несколькими этажами, каждый из которых имеет площадь примерно от 135 до 150 квадратных метров. Это город Копенгаген, район Картофелракерне, что буквально означает «картофельный ряд». Район был построен в XIX веке для рабочих, но сегодня считается одним из самых дорогостоящих, привлекательных и атмосферных мест для жизни. Остров, который выбрал человека. В начале 1960-х английский редактор Брэндон Гримшоу купил крошечный остров Моэн на Сейшелах примерно за $13 тысяч. Место было заброшенным, без постоянных жителей, зарослями кустарника и редкими деревьями. Он не искал экзотику ради отдыха, скорее тишину, в которой можно начать все заново. Гримшоу перебрался туда не сразу, но когда это случилось, его жизнь сузилась до простых вещей – земля, вода и терпение. Вместе с местным жителем Рене Лафортуаном он начал возвращать этому месту облик зеленого уголка. Они высаживали деревья постепенно, без спешки, и в итоге их число превысило 16 тысяч. Проложили тропы, водоемы расчистили, а вместе с водой вернулась и жизнь. На остров вновь заселились птицы, а главное, здесь прижились гигантские альдабрские черепахи. С годами Моен стал редким примером того, как настойчивость одного человека способна изменить целый ландшафт. Гримшоу не стремился сделать из него прибыльный проект. Напротив, он отказывался от предложений продать остров, включая весьма крупные суммы, потому что считал, что такие места должны оставаться доступными и защищенными. В 2009 году Моен получил официальный статус национального парка, самого маленького в мире. Это решение закрепило то, что фактически уже произошло. Остров перестал быть забытой точкой на карте и стал охраняемой территорией. Гримшоу прожил здесь всю жизнь и умер в 2012 году.
Его история не про героизм в привычном смысле, а про упорство и верность выбранному пути. Иногда кажется, что остров не был им покорен. Скорее наоборот, именно он однажды выбрал человека и удержал его до конца. Когда-то вся Европа жила без привычных домашних котиков. В лесах шастал один единственный вариант – дикая лесная кошка – Фелис сильвестрис. И это тебе не домашний мурлыка, а полноценный хозяин леса. Злой, осторожный и абсолютно независимый. Такие встречаются и сейчас, но редко. И вот важный момент. Приручить ее невозможно. Вообще. Никаких кис-кис и тарелочек с лакомством. Максимум, что ты получишь, это холодный взгляд и желание держаться от тебя подальше. Так что твой кот, который орет в 5 утра и требует еду, это, по сути, сильно упрощенная версия вот этого дикого лесного босса. Город, который находится в двух странах одновременно. Речь идет про место Барли-Нассау, где граница между Бельгией и Нидерландами проходит прямо сквозь жилые дома. Границы здесь размечены буквально на улицах, а определить, в какой стране вы находитесь, можно по флагам на номерах домов и машин. В некоторых случаях границы разделяют буквально входные двери домов. Также на каждой территории действуют свои законы. К примеру, бельгийские магазины закрываются в воскресенье, а нидерландские работают. Возрастное ограничение на продажу горячительного в Нидерландах составляет 18 лет, а в Бельгии – 16. Поэтому, если подростков отказываются обслуживать в нидерландском баре, они идут в бельгийский. Также у большинства жителей Барли-Нассау и Барли-Хертега двойное гражданство и удостоверение личности обоих государств. Так выглядит гейзер Строккюр перед извержением. Не исключено, что в этих местах когда-то купались викинги. Они обожали гейзеры. Именно здесь они изобрели прото-джакузи для релакса после набегов. Викинги не просто купались, они устраивали банные пиры у гейзеров, смешивая горячую воду с холодной из рек. Саги описывают, как они варили мясо прямо в кипящих источниках. Строккюр находится в долине Хейкадалюр, месте, где гейзеров много. Самый известный здесь гейзер называется Гейсир. Он выбрасывает кипяток на высоту до 70 метров, однако извергается очень редко, раз в несколько лет. А в обычное время выглядит как зеленое озерцо. Строккюр же, который на фото, извергается стабильно каждые 10 минут. На глубине его вода нагревается до кипятка, и из-за разницы в давлениях происходит выброс воды. А стабильно часто извергается он из-за пробки из кремнезема, которая лопается под давлением. В сельских районах Испании есть такие вот кровельные плитки. Их называют «друзьями сычей». Это что-то вроде программы бесплатного жилья для специалистов. Сычи лучше всяких пестицидов борются с вредителями, мелкими грызунами и насекомыми. И экология не страдает. В общем, все в выигрыше. Кроме, конечно же, вредителей. В 2010 году в австралийском штате Новый Южный Уэльс сбрасывали морковь и батат с вертолета. В тот год были лесные пожары, которые выжгли всю кормовую базу зверей. Многим животным удалось спастись в скалах, но вместо огня им угрожал голод. Поэтому австралийская служба по охране нацпарков раскидала с воздуха несколько тонн овощей, стараясь не попасть никому по голове. Самая крошечная машина Pil P-50 была создана в Англии в 1962 году. В длину она была 134 сантиметра, в ширину 99 сантиметров. В авто помещался один человек и мог разогнаться до 64 км в час. На этом фото легендарный наклон в исполнении Майкла Джексона и его танцоров, бросающий вызов возможностям человеческого тела. Секрет этого трюка был в специально разработанной обуви. На подошве был установлен механизм, крепившийся на болт, вкрученный в пол, что позволяло артистам выполнять наклон, сохраняя баланс и создавая впечатление невозможного движения. Изобретение было запатентовано Джексоном в 1993 году. Вот это взгляд. Этот парень точно не хотел сегодня вставать. Ирбисы – одни из самых совершенных охотников среди кошачьих. Их охотничий ринг – опасный ландшафт, а тактика добычи – выматывающая охота из засады и стремительное нападение. Неудивительно, что этим кошкам нужен многочасовой отдых и долгая медитация на уступе горы. Отсюда хищники не просто созерцают свои владения, но и высматривают новую жертву – стадо, спустившееся в долину, или козерога, отбившегося от собратьев. Идеальный камуфляж – это способ выжить и передать свои гены дальше.
чтобы такие пятнистые злюки снова и снова провожали стадо козерогов в долине своим тяжелым взглядом. Когда Махараджа Джай Сингх посетил Роллс-Ройс в Лондоне, продавцы намекнули ему, что человек из третьего мира не может позволить себе такое авто. После этого он приказал купить 6 машин и отправил их на родину, где предоставил городскому муниципалитету, приказав с помощью Роллс-Ройсов подметать улицы и вывозить мусор, а также позаботившись о том, чтобы информация об этом достигла европейских газет. Фирма начала терять лицо. Разумеется, они официально извинились перед индусом и подарили ему еще машин. Только тогда он отозвал свои автомобили с этой позорной службы. Сибирский поезд, 1900 год. Сделано в Санкт-Петербурге. С 1927 года в оружейной палате Кремля. В яйце находится разделенная на 3 секции модель паровоза длиной 39,8 см, из золота, платины, бриллиантов розеточной огранки, рубинов и горного хрусталя. Паровоз и тендер выполнены из золота и платины, с рубиновым фонарем и бриллиантовыми фонарями. 5 вагонов выполнены из золота с окнами из горного хрусталя и имеют надписи «Почта», «Только для дам», «Курящие», «Некурящие» и «Часовня». У поезда есть золотой ключ, с помощью которого можно запустить часовой механизм, приводящий его в движение. Мандарин Клементин Амоа-8, красный мандарин. Гибрид кровавого апельсина Моро и мандарина Авана представляет собой тангор, известный под названием Клементин Амоа-8. Плоды имеют яркий красный цвет. Причем пигментация присуща как кожуре, так и мякоти. Плод имеет небольшую выпуклость, его шейка немного сплющена. Кожица бугристая, легко отделяется. Мякоть легко делится на дольки, есть семена. Обладает очень сладким сбалансированным вкусом с нотками малины, ягод и легкой кислинкой, а аромат сочетает мандариновые и апельсиновые ноты. Могила Христофора Колумба, кафедральный собор в городе Севилья. 4 мужчин, несущих его гроб. Короли 4 королевств, объединившихся в современную Испанию. Арагон, Кастилия, Наварра и Леон. Это международный аэропорт Пекин-Дасин, открытый в 2019 году. Терминал имеет уникальную форму морской звезды, спроектированную Захой Хадид. Является одним из крупнейших аэропортов в мире по площади терминала. Находится в районе Дасин, примерно в 46 километрах к югу от центра Пекина. Аэропорт оснащен современными системами, включая регистрацию с искусственным интеллектом и посадку по распознаванию лиц. Скалообразование Ал-Насла в Саудовской Аравии поражает своим идеально чистым расколом. Это интригующее разделение вызывает предположение. Могли ли древние общества использовать передовые технологии резки камня, или это результат необыкновенного природного явления? Что вы думаете о процессах или силах, которые могли создать такую замечательную трещину? На этом редком снимке, сделанном фотографом Иэном Тернером, сова запечатлена в полете с полностью расправленными крыльями. Она с невероятной точностью поворачивает голову в сторону камеры. Совы могут поворачивать голову на 270 градусов, и в этот момент их способность поворачивать голову создает эффект, который кажется почти нереальным. Еще более впечатляющим является то, как точно выбрано время съемки. Сфотографировать птиц в полете уже непросто, но поймать одну из них в момент разворота, идеально попав в кадр и установив прямой зрительный контакт, это то, с чем большинство фотографов никогда не сталкивались. Это один из тех редких моментов, когда подготовка сочетается с удачей и все складывается как нельзя лучше. Счетная машина Филиппа Матеуса Гана. Это был первый калькулятор, способный складывать, вычитать, делить и умножать в одном устройстве и имевший аж 11 разрядов. Германия, герцогство Вюртемберг, 1770-1774 годы. Во время солнечного затмения свет, проходящий через маленькие промежутки между листьями, создает на асфальте множество миниатюрных проекций затмеваемого солнца. Существует кровавый апельсин, Citrus sinensis, с кроваво-красной мякотью. Пашетты – карманные скрипки длиной около 35 сантиметров. До конца XIX века применялись учителями танцев для аккомпанемента во время уроков.
Во время полного солнечного затмения можно увидеть солнечную корону, верхний, самый разреженный и самый горячий слой атмосферы Солнца, состоящий из плазмы, электронов и ионов. Сегодня уха – это рыбный отвар с овощами. Но раньше на Руси ухой называли и мясные блюда, и блюда из птицы, а овощные и жидкие блюда – похлебками. В XVIII веке из Европы пришло слово «суп», ставшее общим названием всех жидких блюд. В 1862 году Виктор Гюго, находясь в отпуске после публикации романа «Отверженные», захотел узнать реакцию читателей и отправил издателю телеграмму из одного символа – знак вопроса. Ответ был столь же лаконичным – восклицательный знак. Возможно, это была самая короткая переписка в истории. Первоначально Стоунхендж возвели в Уэльсе 5000 лет назад, но после обнаружения постройки камни были выкопаны и перенесены более чем на 225 километров к их нынешнему местоположению на равнине Солсбери. Зебровые амадины способны с помощью особого крика влиять на развитие птенцов еще в яйце. Если температура воздуха поднимается выше 26 градусов Цельсия, родители в последние дни перед вылуплением начинают подавать специальные сигналы. Услышавшие их птенцы растут медленнее, остаются более мелкими и благодаря этому легче переносят жаркую погоду. Тот же эффект ученые получили и в лаборатории, проигрывая яйцам записи этих криков. Более того, адаптация проявилась и у следующего поколения. Самки, которые в детстве были меньше и легче, впоследствии производили больше потомства. Фильм «Путь дракона», чьим сопродюсером, режиссером и сценаристом был Брюс Ли, собрал невероятное количество денег в прокате. При бюджете в $130 тысяч сборы «Пути дракона» составили $130 миллионов, что в 1000 раз больше бюджета. Во времена работы на чешском телевидении Милош Форман был обязан согласовывать с цензорами каждую реплику в эфире. Однажды он пригласил 2 жонглеров, выступавших без слов. Но чиновники все равно потребовали текст номера. Тогда артисты написали набор междометий вроде «хоп, ап, ах», и цензура его утвердила. В Исландии, если вы не знаете точного адреса для отправки письма, но помните, как до адреса добраться, рисуйте схематичную карту прямо на конверте. Почтальон доставит. В 1960-х годах в Великобритании действовал необычный налоговый режим для автопроизводителей. Если компания продавала машину не в готовом виде, а как набор деталей для самостоятельной сборки, налог с продаж не взимался. Но был нюанс. В комплект нельзя было вкладывать инструкцию по сборке, иначе автомобиль считался полноценным товаром. Компания Lotus нашла изящный способ обойти это правило. Вместо руководства по сборке покупатели получали инструкцию по разборке уже собранного автомобиля. Формально требования закона соблюдались, а клиенты все равно без труда понимали, как собрать машину обратно. Бетховен не называл сонату номер 14 лунной. Она имела подзаголовок «В духе фантазии». Название появилось уже после смерти композитора. Критик Людвиг Рельштаб сравнил первую часть произведения с лунным светом над Фирвальдштетским озером, и это сравнение закрепилось за всей сонатой. Без температурного контроля температура на борту МКС составляла бы 120 градусов Цельсия на солнце и минус 150 градусов в тени. У стручковой фасоли нет стручков. В США испаноговорящих людей больше, чем в Испании. В мае 2006 года Гай Гома пришел в лондонский офис BBC на собеседование в IT-отдел и ждал своей очереди в комнате для гостей. Через несколько минут сотрудник телеканала вывел его в студию прямого эфира, усадил перед камерами и надел микрофон. Только когда ведущая представила его как известного эксперта по технологиям Гая Кьюни, Гома понял, что произошла ошибка. Настоящий спикер в этот момент находился в другой комнате, а редакторы просто перепутали 2 Гаев. На лице Гома на секунду появилась растерянность, но эфир уже шел, и он начал отвечать на вопросы о музыкальном пиратстве и интернете, стараясь выглядеть максимально спокойно. Интервью быстро стало легендой британского телевидения. Запись разошлась по всему миру, а самого Гому потом еще долго приглашали в разные шоу и программы. Гватемальские индейцы верят, что воздушные змеи помогают душам предков навещать живых.
В 1909 году Скотт Перки изобрел двунаправленный симметричный шрифт, который позволял читать строку слева направо, а следующую справа налево, тем самым избавляя человека от необходимости каждый раз возвращаться в начало строки. Итальянский банк Монте дей Пасchi ди Сиена – старейший банк в мире, основанный в 1472 году и существующий до сих пор. Северный ложноскорпион может задерживать дыхание на срок до 17 дней. Самое быстрое сердцебиение, когда-либо зарегистрированное у человека, составляло 600 ударов в минуту. Ресторан «Бургер Кинг» из города Мэттон с 1959 года владеет правами на товарный знак «Бургер Кинг» на территории штата Иллинойс. Знаменитой сети «Бургер Кинг» запрещено работать в радиусе 30 километров от оригинального ресторана. В сухих долинах Макмерды не было ни дождя, ни снега уже 2 миллиона лет. Это самая большая непокрытая льдом область в Антарктиде, около 8000 квадратных километров. В Японии мужскую прическу, при которой зачесывают редеющие волосы, называют штрих-код. У фламинго подвижной является верхняя часть клюва, а не нижняя, как у других птиц. Поэтому фламинго приходится особым образом выворачивать шею во время еды. Перед тем, как сходить по-большому, ленивец делает странные движения, похожие на танец. Зоологи называют это танцем какашек. Изначально напиток Пепси назывался «Брэд's Drink» в честь своего создателя Калеба Брэдхэма. Позже он получил новое название, связанное с пепсином, желудочным ферментом. Напиток тогда рекламировали как средство, помогающее пищеварению. Ученые провели исследования и узнали 5 универсальных запахов, которые нравятся практически всем. Это запахи лайма, грейпфрута, бергамота, апельсина и перечной мяты. Самой продаваемой книгой 1981 года стала книга «Простое решение кубика Рубика». В США в конце 19-го, начале 20 века черепаховый суп был настолько популярен, что бугорчатых черепах почти полностью истребили. Их численность стала восстанавливаться после введения сухого закона. Вместе с горячительным под запрет попал и один важный ингредиент этого супа. Соревнование певчих птиц – одно из самых популярных развлечений в Индонезии. Каждый год здесь проходит около 1000 таких конкурсов, а продажа птиц и аксессуаров для них приносит примерно $120 миллионов. Для многих жителей страны певчие птицы считаются символом престижа, а победители соревнований могут стоить очень дорого. Но у этой традиции есть и обратная сторона. Из-за высокого спроса браконьеры массово вылавливают птиц в дикой природе, поэтому во многих индонезийских лесах пение птиц стало звучать гораздо реже. Ученые предупреждают, что некоторые редкие виды уже находятся на грани исчезновения. Существует научная гипотеза, согласно которой около 8000 лет назад случился масштабный катастрофический подъем уровня Черного моря, возможно, послуживший исторической основой легенд о всемирном потопе. Во Франции количество отработанных дней не должно превышать 218 дней в году. Однако по добровольному соглашению с работодателем работник может работать до 235 дней с надбавкой не менее 10% к вознаграждению за дополнительные отработанные дни. Кораллы – крупнейшие сооружения биологического происхождения на Земле. Исследование показало, что у мужчин высокого роста рождается больше детей, чем у невысоких, а невысокие женщины, наоборот, рожают больше детей, чем высокие. В 1998 году ученики начальной школы в американском городе Арора начали собирать деньги на выкуп рабов в Судане, надеясь подарить им свободу. Инициатива быстро привлекла внимание по всему миру, к ней присоединились школы в других странах, а программы по выкупу рабов стали массовыми. Позже выяснилось, что эти деньги не помогали бороться с проблемой, а наоборот, подпитывали и расширяли саму систему торговли людьми. Пауки используют свою паутину как слуховой аппарат, распознавая ногами ее вибрацию. Сальвадор Дали, по легенде, расплачивался за ужины рисунками прямо на чеках. Художник прекрасно понимал, владельцы ресторанов не станут обналичивать такой чек, ведь набросок с подписью Дали со временем будет стоить гораздо дороже самого ужина.
Говорят, именно поэтому сюрреалист мог позволить себе роскошные трапезы, превращая обычные ресторанные счета в коллекционные артефакты. В 2015 году в Сан-Франциско фонарный столб рухнул на проезжающий автомобиль, потому что был настолько разъеден мочой, что сломался у основания. Маленькие мальчики из английской королевской семьи всегда должны носить шорты. Эта древняя традиция сохраняется по сей день. Наш мозг воспроизводит некоторые из наших воспоминаний, пока мы спим, создавая крепкие нейронные связи, чтобы сохранить воспоминания надолго. В 1967 году американский бизнесмен Роберт Маккаллах купил у города Лондон мост, построенный в 1830-х годах за $2 460 000. Мост был разобран и по частям доставлен в Аризону, США, где к 1971 году был собран вновь и стоит там по сей день. Сравнительные иллюзии – это фразы, кажущиеся нормальными, но не имеющие смысла. Например, «В Париже побывало больше людей, чем я». Согласно данным Ватикана, святой Патрик родился под именем Мевин Сукат. Имя Патриций, латинская форма имени Патрик, он принял, когда стал епископом. В 1980 году одна из радиостанций BBC сообщила, что часы на башне Елизаветы, Биг Бен, собираются заменить цифровыми, а старые стрелки подарят первым дозвонившимся слушателям. Позже выяснилось, что это была первоапрельская шутка, которая, однако, возмутила многих британцев. У белки очень острое зрение, в том числе периферийное. Эта малютка видит все вокруг, даже не двигая головой, поэтому к ней очень сложно подкрасться незаметно. Древние римляне и греки в качестве туалетной бумаги использовали писсои, небольшие камни или черепки овальной формы. До 2013 года в Южной Корее адреса домов присваивали не по улицам, а по порядку регистрации земельных участков. Поэтому два соседних здания могли иметь совершенно разные номера, например, 12 и 317. Позже страну перевели на обычную уличную систему адресов. В 1500 году португальский мореплаватель Педро Альвареш Кабрал отправился из Европы в Индию. По пути экспедиция высадилась у берегов земли, которую Кабрал сначала принял за остров. Позже оказалось, что это территория современной Бразилии. После этого флот обогнул Африку у мыса Доброй Надежды и добрался до Индии. Благодаря этому путешествию Кабрала часто называют первым известным человеком, ступившим сразу на 4 континента – Европу, Южную Америку, Африку и Азию. Именно его экспедиция официально открыла Бразилию для Португалии. У некоторых земноводных, рептилий, рыб и миног есть третий глаз, который распознает интенсивность света, но не дает изображения. Лягушка вида африканский узкорот слишком круглая и коротколапая, чтобы прыгать. Вместо этого она просто ходит в перевалку. Империя великих моголов в Индии, существовавшая с 1526 по 1857 год, была основана Бабуром, который был прямым потомком монгольского правителя Чингисхана. Слово «могол» происходит от слова «монгол». Историки предполагают, что Аргентина была названа венецианскими мореплавателями в честь горы Серебра, латинская «аргентум», которую они надеялись найти в этих землях. Во время миссии «Аполлон-11» Базз Олдрин случайно сломал переключатель запуска двигателя в лунном модуле «Игл», задев его скафандром. Именно этот тумблер отвечал за запуск двигателя взлетной ступени, который должен был поднять астронавтов с поверхности Луны обратно на орбиту. Выход нашелся. Олдрин использовал пластиковый маркер, чтобы нажать внутренний контакт сломанного переключателя и замкнуть цепь запуска. Двигатель успешно включился, экипаж благополучно вернулся на орбиту, а сам маркер позже стал музейным экспонатом. Манчкины – кошки с непропорционально короткими лапами, которых часто называют таксами среди кошек. Порода появилась в США из-за генетической мутации. Благодаря доминантному гену коротколапости, если один из родителей манчкин, котята тоже часто рождаются с короткими лапами. В Северной Корее тоже есть выборы, правда, выбирать гражданам приходится из одного единственного кандидата. Слева солнце сейчас, справа через 7 миллиардов лет.
Выпуск почтовых марок составляет 10% дохода Сан-Марино. Бразильские орехи собирают с дикорастущих деревьев, выращивать их слишком сложно. В Японии есть ресторан ошибочных заказов, в котором официантами работают люди с деменцией, поэтому нельзя быть уверенным, что вам подадут именно то, что вы заказали. Семья овец – не только самая большая семья с карликовостью из когда-либо зарегистрированных, но и самая большая семья, которой удалось, попав в концлагерь, выжить. Всем 12 членам семьи, от 15-месячного ребенка до 58-летней женщины. Половина населения земного шара имеет генетическую мутацию, которая делает брюссельскую капусту для них чрезвычайно неприятной на вкус. Вероятность, что вас укусит Луис Суарес, если вы сыграете против него в футбольном матче, втрое выше вероятности, что вас укусит акула. Гимном СССР до 1943 года была французская песня «Интернационал». Слова Эжена Патье, музыка Пьера Ди Гейтера. Псевдоним Эминема, образованный из инициалов его имени, Маршал Мэттерс. Изначально он выступал как M&M, но затем изменил написание на Eminem, чтобы избежать ассоциации с конфетами M&M's. Шанель номер 5 – один из самых узнаваемых и продаваемых ароматов в истории. Считается, что каждые 30 секунд где-то в мире продается один флакон. Структура головного мозга кошки на 90% совпадает со структурой человеческого. Выражение «повесить трубку» появилось из-за старых телефонов, где трубку действительно вешали на рычажок. Таких аппаратов давно нет, но фраза сохранилась. Слово «ситком» является сокращением от словосочетания «ситуационная комедия». Второе название – «комедия положений». Когда вы сообщаете другим людям о своих планах, ваш мозг считает, что дело уже сделано и мотивация снижается. Звучит как суеверие, но ученые проверили этот факт на исследованиях и убедились, что психологический механизм работает именно так. Доисторические собаки жили 32 тысячи лет назад и были похожи на сибирских хаски. Они были размером с овчарку, с широкой короткой мордой и мозгом более крупным, чем волчий. Капуста получается сладкой при выращивании в прохладную погоду, а жаркие условия произрастания делают капустные листья горькими. Модель Барби Totally Hair с волосами до пят – самая продаваемая кукла всех времен. Продавались куклы с накладными прядями, которые можно было стричь, куклы с набором, позволяющим наносить трафаретные рисунки на волосы и тому подобное. На Филиппинах есть остров с озером, в котором есть остров, на котором есть озеро. Вода может существовать одновременно в 3 фазах – в твердом, жидком и газообразном состояниях. Американский город «Скучный» – Боринг и шотландский город «Тупой» – Дул с 2012 года являются побратимами. Примерно 1 человек из 1500 обладает врожденной способностью сознательно вызывать мурашки на своей коже. Это явление ставит в тупик нейрофизиологов, бросая вызов общепринятому представлению о том, как работает нервная система. В Нидерландах существует комплексная образовательная система для водителей автомобилей и велосипедистов, и обучение по этой системе осуществляется с начальной школы. В 1985 году Такахаси Тосиюки прославился на всю Японию, когда ему удалось нажать на кнопку игрового контроллера 16 раз за 1 секунду. Это мировой рекорд, и он до сих пор не побит. Воздушный шарик с гелием на Луне просто упал бы вниз, притянутый гравитацией. Гелий легче воздуха, но на Луне нет воздуха или какой-либо другой атмосферы. Так что шарик, каким бы легким он ни был, не смог бы летать. На изображении велоцираптор и его жертва протоцератопс, окаменевшие прямо во время поединка. Спящий хит – это песня, фильм, сериал или другой развлекательный продукт, который изначально не получил успеха, но со временем в силу разных причин стал популярным. Самая экстремально низкая температура на Земле была зафиксирована 21 июля 1983 года на русской станции «Восток» и составила минус 89,2 градуса Цельсия.
У японцев есть понятие икигаи. Это то, ради чего вы просыпаетесь по утрам, ваша главная ценность, ответственность и цель. Когда празднуют день числа Пи? Март – третий месяц года, а число Пи имеет приблизительное значение 3,14. Отсюда и вывели дату 14 марта. В штате Айова, США, популярен салат из сникерса. Другие ингредиенты – яблоки, мягкий сыр и взбитые сливки. С момента появления фотографий и до 1920 года существовало понятие «спрятанная мать». Для фотографирования в те времена требовалось долго сидеть неподвижно, пока камера экспонировала снимок. Чтобы ребенок не отвлекался и не вертелся, мать держала его на коленях, замаскированные слоями ткани. Названия цветов иногда указывают не только сам цвет, но и сферу применимости. Например, слово «карий» именует только цвет глаз, а слово «русый» – волос. 1 из 200 человек рождается с лишним шейным ребром. Оно располагается над ключицей. Бикини-Боттом – вымышленный город на дне моря, в котором происходит действие мультсериала «Губка Боб. Квадратные штаны». Мало кто из зрителей обращает внимание, что этот город состоит из старых автомобильных глушителей, которые обитатели моря превратили в дома. На этом изображении советские граждане изучают супермаркет на американской выставке в Москве. 1959 год. Бывшая самая высокая женщина в мире Сэнди Аллен, годы жизни 1955-2008, рост 2 метра 31 сантиметр, так никогда и не вышла замуж. По ее словам, она была слишком старомодной, чтобы встречаться с мужчинами ниже нее. Когда сериал «Друзья» впервые был показан на телеэкранах, журнал People поставил ему очень низкую оценку – D+, а журнал Time назвал персонажей дисфункциональными идиотами. Полное имя Уилла Смита – Уиллард, а Брэда Питта – Уильям. На Сатурне есть гигантский шестиугольник, атмосферный феномен, не имеющий в настоящее время строго научного объяснения. Он вращается против часовой стрелки со скоростью около 320 км в час. Прогулка в лесу смягчает реакцию мозга на неприятные обстоятельства, выявило исследование. Только один отряд млекопитающих имеет крылья, отряд рукокрылых, представленный в основном летучими мышами. Британская королевская семья владеет коллекцией марок стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. В организме человека больше бактерий, чем собственных клеток. Если охладить гелий до минус 273 градусов Цельсия, он становится сверхтекучим и течет вверх. На изображении египетские шерстяные носки, 250-450 годы нашей эры. Это восточный край Великой Китайской стены. Английское слово «caterpillar» – гусеница, по-русски произошло от французского слова «caterpillage», что переводится как «волосатая кошка». Муха, так сказать, плюет на вашу пищу. Мухи, обнаружив слишком твердый продукт, прыскает на него своим желудочным соком, чтобы размягчить. Чтобы стать водителем черного лондонского кэба, нужно учиться 2 года. Таксисту необходимо знать все улицы города, маршруты и расположение всех городских объектов. Самые большие собаки в 40 раз больше, чем самые маленькие. Батончик Сникерс назван в честь лошади, принадлежавшей семье Марс. На Филиппинах действует закон о столетнем подарке. Каждый гражданин страны, достигший возраста 100 лет, получает от государства в подарок 100 тысяч песо, около $1700. Мечехвостые Limulus polyphemus – живые окаменелости. Они прямо сейчас живут на Земле, и точно таких же палеонтологи находят в отложениях триасового периода, который был примерно 250 миллионов лет назад. Уникальные крылья колибри позволяют им поворачиваться на 180 градусов в любом направлении. Это дает им возможность летать не только задом наперед, но и вверх ногами. Колибри – единственный вид птиц, способный на это. Самая популярная страна для посещений туристами в мире – Франция.
В Сингапуре для владения автомобилем требуется специальное разрешение под названием «сертификат о правах», которое стоит столько же, сколько сам автомобиль, а порой и больше. На изображении зрителю суда над Капоне прячут лица от фотокамер. 1931 год. Улболсын – казахское женское имя, означающее «пусть родится мальчик». Поиск работы в 1930-х годах во времена Великой депрессии. Надпись на щите: «Я знаю 3 профессии, говорю на 3 языках, сражался 3 года, имею 3 детей и безработный 3 месяца, но все, чего я хочу – одну работу». Австралийские так называемые огненные ястребы способствуют распространению лесных пожаров. Они бросают горящие палки в области, не охваченные огнем, чтобы спугнуть мелких животных, являющихся их добычей. Хотя по своему поведению термиты похожи на муравьев и пчел. Они, так сказать, очень социальные тараканы. Биологи относят их к таракановым. Ежегодно мерч компании Ferrari, футболки, кепки, солнцезащитные очки и тому подобное приносит прибыль в размере $2,5 миллиардов, что лишь немногим меньше выручки от продаж, собственно, автомобилей. У Карла III есть Астон Мартин, который работает на биоэтаноле Е85, произведенном из остатков горячительного и сыворотки от производства сыра. В Европе есть специальные площадки для пожилых с качелями, тренажерами и удобными скамейками. Они помогают укреплять здоровье и не чувствовать себя одинокими. Телевизионный канал The Puppy Channel, открывшийся в 1997 году в США, транслировал исключительно милые видеоролики со щенками. Ни одного человека и ни одного диалога, только песики и инструментальная музыка. И так 4 года подряд. В 2001 году канал разорился и был закрыт. В 2022 году британская газета запустила прямую трансляцию, в которой фотография премьер-министра Ли Страс стояла рядом с салатом, чтобы выяснить, кто из них продержится дольше. Когда Ли Страс, проведя на своем посту 1,5 месяца, подала в отставку, салат Латук победил. По ощущениям черепахи, время идет в 4 раза быстрее, чем для человека, а для мухи в 4 раза медленнее. Поэтому ее так трудно поймать. Вы сейчас видите подлинный пиратский флаг с изображением веселого Роджера, один из 2 сохранившихся до наших дней. Исследование показало, что люди, родившиеся осенью, чаще других доживают до 100 лет. Оленьковые, самые маленькие из современных копытных, вес которых достигает максимум 2 килограммов, спят с открытыми глазами. Мул – это результат скрещивания кобылы с ослом, но изначально мулами называли любых гибридных животных. Эффект хорошо знакомой дороги – когнитивное искажение, из-за которого знакомые нам маршруты кажутся менее времязатратными, чем незнакомые. Лиана бакила трифолиата, растущая в Чили и Аргентине, обвивая какое-либо дерево, изменяет форму своих листьев так, чтобы имитировать листья этого дерева. Запомнить порядок планет Солнечной системы по мере их удаления от Солнца можно при помощи мнемонической фразы. Мы ведь знаем, мама Юли села утром на пилюле, это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, карликовая планета. Фотону требуется в среднем 170 тысяч лет, чтобы дойти от ядра Солнца до его поверхности, но всего лишь 8 минут, чтобы достичь Земли. Каждые 14-15 лет кольца Сатурна поворачиваются ребром к Земле. Они настолько узкие, что их практически не видно. За мультфильм «Белоснежка и 7 гномов» 1937 год Уолт Дисней получил почетный «Оскар», статуэтку нормального размера и 7 мини-статуэток. У всех людей есть доминирующий глаз, который обычно совпадает с доминирующей рукой. Франций – настолько редко встречающийся элемент, что во всей земной коре его содержится не более 20-30 граммов. Рестлинг официально считается не спортом, а спортивным развлечением, поскольку ход и результат матчей определяются сценарием, а не соревнованием. Миф о том, что саламандры не горят в огне, возник из-за их привычки зимовать во влажных бревнах.
Когда эти бревна бросали в огонь, саламандры просыпались и вылезали из горящего дерева. Это и породило веру в то, что они огнеупорны. Швеции принадлежит 221 800 островов, и только около 1000 из них населены. Согласно теории относительности, голова стареет быстрее остального тела, потому что находится дальше от Земли. За один год около 98% атомов в вашем теле заменяются новыми. По сути, организм почти полностью обновляется на атомном уровне. Нахождение на солнечном свету способствует снижению веса. Запах яблока помогает от клаустрофобии. Если в книжном магазине пахнет шоколадом, покупатели чаще выбирают любовные романы. Слово «карнавал» происходит от латинского «карневале» – «прощай мясо». Так называли праздник с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, которые устраивали перед началом Великого Поста. Гусеницы дышат не ртом, а через крошечное отверстие по бокам своего тела. На этой фотографии Ирина Алферова и Роберт Де Ниро стоят у гостиницы «Украина». 1983 год. В 2013 году все 25 тысяч студентов, сдававшие вступительные экзамены в университет Либерии, провалились. В некоторых африканских странах воры вскрывают электрические трансформаторы, чтобы украсть трансформаторное масло, которое затем продают уличным торговцам для жарки продуктов во фритюре. Ходили слухи, что Стивен Хокинг, парализованный ученый-физик, передвигавшийся в инвалидном кресле, специально наезжал на людей, которые ему не нравились. Хокинг опроверг эти злобные сплетни, пригрозив: «Я наеду на каждого, кто это повторит». Поза руки на коленях, которую часто можно видеть у спортсменов во время соревнований, способствует быстрому восстановлению нормального пульса и помогает вдыхать больше воздуха. Как известно, в английском языке в настоящее время нет местоимения «ты», только «вы», «you». Но в некоторых селениях на севере Англии устаревшие слова «ты», «тебе», «thou», «thee» все еще широко используются. На изображении манекен для краш-тестов времен Второй мировой войны. Биг Бен – это название колокола на башне Елизаветы в Лондоне, а не самой этой башни. Для настоящего васаби используют корень эвтремы японской, а не хрен. На изображении, найденной в Ираке, след ребенка 4000-летней давности. В 1620-х годах Европу захлестнула тюльпаномания. За редкие луковицы тюльпанов с необычным окрасом платили такие суммы, что по весу они стоили дороже золота. В 2019 году группа BTS принесла Южной Корее около $5 миллиардов. Это 0,5% ВВП страны. Корабли-призраки – суда, найденные пустыми и брошенными, с отсутствующим на борту экипажем, до сих пор встречаются, несмотря на наличие современных средств спасения и связи. На нашей планете обитает приблизительно 8 700 000 видов животных. В 1933 году в Сирии запретили игрушки йо-йо, поскольку местные жители из суеверия обвиняли их использование в наступлении сильной засухи. До 2013 года в Японии закон запрещал иностранным поварам работать в заведениях, где подают суши и другие блюда традиционной японской кухни. Закон отменили после того, как японская кухня получила статус ЮНЕСКО. 6000 лет назад на месте пустыни Сахары был тропический лес. Компания Rolex принадлежит некоммерческой организации, которая тратит большую часть доходов на благотворительность, а остальные средства реинвестирует обратно в компанию. Среди хоккеистов есть неофициальная должность силовиков – тавгаев. Эти игроки во время матча должны реагировать на агрессию противника еще большей агрессией и насилием. В 2001 году японский император признал наличие в непрерывной императорской линии Японии корейской крови, а также неоспоримое корейское влияние в годы становления Японии – 7-9 века. В Корее это стало главной новостью, а большинство японских СМИ промолчали. Аппараты МРТ изначально назывались аппаратами ЯМРТ,
но в конце 1980-х годов производители отказались от первого слова «ядерное» из-за негативной ассоциации, возникшей в обществе после Чернобыльской катастрофы. В Древней Греции молодые мужчины и афиняне должны были посещать петушиные бои, чтобы на примере петухов учиться сражаться до последнего. Рукояти мечей самураев оборачивали в кожу ската или акулы, чтобы они не скользили в руке. Куры породы Амераукана могут нести яйца голубого оттенка. Попкорн можно делать не из любой кукурузы. Используется специальный сорт, способный взрываться при высокой температуре. Первое наземное млекопитающее, населившее территорию Новой Зеландии, это человек. До людей там обитали только летучие мыши, тюлени и морские львы. Портрет королевы Елизаветы II украшал валюты более 30 стран, первой из которых была Канада в 1935 году. В нашей Солнечной системе есть карликовая планета яйцевидной формы – Хаумеа. Ее форма обусловлена невероятно быстрым вращением. 5. Химический элемент кальций – это металл. Гусеницы-бабочки урабалугенс по прозвищу «Безумная шляпница» несколько раз линяют, но не сбрасывают свои головные капсулы, а носят их поверх новой головы, вероятно, чтобы казаться хищником крупнее. Гитарист Queen Брайан Мэй использует струны для банджо на своей гитаре. Они намного тоньше, их проще зажимать, и именно они создают фирменное звучание Queen. Игровые карты для Nintendo Switch покрыты бензоатом-динатония, самым горьким известным веществом, чтобы дети не тянули карточки в рот. Изначально футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных, но те быстро приходили в негодность, если по ним наносили достаточно сильные удары. В Индонезии для очистки септических резервуаров используются сомики. 65% людей, победивших рак, при опросе сообщили, что их друзья или члены семьи покинули их после того, как им поставили диагноз. На изображении первое собрание клуба Микки Мауса в Оушен-парке, Калифорния, примерно 1930 год. На Кубе любой государственный автомобиль, в котором есть свободные места, обязан подвозить голосующих на дороге людей. Когда вы едите что-то слишком холодное или горячее, или когда стоматолог проводит манипуляцию у вас во рту, вам порой бывает больно только потому, что боль – единственная реакция, на которую способны зубные нервы. В ядовитом саду замка Алник в Англии многие растения настолько опасны, что их выращивают в клетках. Название длинной тонкой лапши – вермишель, буквально переводится как «маленькие червячки». За свою жизнь Майкл Джексон совершил пожертвований на сумму более чем $500 миллионов, что делает его самым крупным благотворителем среди когда-либо живших поп-звезд. Ученые могут выяснить, каким был воздух миллионы лет назад, проанализировав химический состав пузырьков воздуха во льдах в зоне многолетней мерзлоты. Самый популярный во Франции бутерброд – это просто багет, разрезанный вдоль и смазанный сливочным маслом, к которому добавляют ломтики ветчины. Он называется «жамбон-бер». Незадолго до смерти Михаил Калашников написал письмо патриарху Кириллу, в котором раскаивался: «Моя душевная боль нестерпима. Один и тот же неразрешимый вопрос. Коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть и я». В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы – раками. Времена сухого закона в США. Надпись на плакате «Я не бутлегер. Не стреляйте, я остановлюсь». 1929 год. Древние греки называли народ, живущий к югу от Греции, эфиопами, что переводится как «люди с пылающими лицами». Геродот так описывал этот народ. Мужчины здесь выше, красивее и живут дольше, чем где-либо еще. Фамилия главного героя романа Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин образована от названия Северной русской реки, так же, как и фамилия Онегина из романа Пушкина, в знак того, что Печорин близок к Онегину по характеру и фактически является преемником этого персонажа.
Из-за глобального потепления люди меньше спят. Климатический кризис крадет у нас по 44 часа сна в год, выяснили ученые. В языке индейцев Навахо Германия называется «страна носителей блестящих кепок», подразумевая металлические шлемы военного времени, а индейцы племени Лакота окрестили ее «землей плохих ораторов». Исследовательское судно RV Flip – единственное в мире судно, которое могло переходить в вертикальное положение посреди океана. Его длина составляла 108 метров, а вес – 700 тонн. Когда вода закачивалась в огромные резервуары, судно начинало погружаться под воду. Передняя часть судна, 17 метров, то есть высотой в пятиэтажный дом, оставалась наверху, а под воду уходил 91 метр, то есть большая часть судна. Процесс трансформации занимал около 30 минут. Судно не имело собственной энергетической установки, дабы оградить измерительное оборудование и приборы от возможных помех со стороны двигателя, валопровода и гребных винтов, вибрация, шумы. Транспортировка RV Flip осуществлялась буксиром. На судне производились исследования распространения сейсмических волн в океане, взаимодействия разных слоев воды, теплообмена между толщей воды и поверхностью. RV Flip был отправлен на утилизацию в 2023 году. В 1982 году Seiko выпустила T001 цифровые часы, которые показывали живое телевидение через подключение к портативному приемнику. Сигнал шел через проводной тюнер-блок, который передавал видео прямо на крошечный LCD-экран часов. Для 1982 года абсолютная фантастика в реальности. Устройство позже появилось в фильме о Джеймсе Бонде «Осьминожка» в качестве одного из гаджетов агента 007. Единственный минус – без внешнего приемника часы не работали. Впечатляющий для своего времени, но не особо практично. Неожиданно, но лоси, оказывается, неплохие пловцы. Они могут нырять на глубину до 5-6 метров ради подводных растений. Их ноздри автоматически закрываются при погружении под воду. По схожему принципу работают ноздри тюленей. Еще более неожиданно. В редких случаях касатки могут охотиться на лосей, когда те заплывают в море. Это происходит нечасто, но такие случаи действительно задокументированы. Самая глубокая пещера в мире – Крубера Воронья. Расположена она в массиве гор Арабика в Абхазии. Ее глубина составляет 2199 метров. Вход в пещеру расположен на высоте около 2250 метров над уровнем моря. Возле пещеры протекает самая короткая река в мире – Репруа, мощный выход подземной карстовой реки, которая через 18 метров вливается в Черное море. Несмотря на свою миниатюрность, Репруа обеспечивает водозабор всей Гагры и является одной из самых холодных рек Черноморского побережья Кавказа. В высокогорных лугах Эфиопского Нагорья ученые стали свидетелями поведения, в которое сначала просто не поверили. Его даже назвали десертной гипотезой. Представьте, эфиопский волк, редчайший и серьезный хищник, неспешно бродит среди ярко-красных цветов книпхофия и аккуратно слизывает нектар. Не рвет лепестки, не грызет, именно лакомится, переходя от цветка к цветку, словно гурман. Многолетние наблюдения подтвердили, это единственные крупные хищники в мире, которых зафиксировали за поеданием цветочного нектара. Самое удивительное, практической пользы от этого почти нет. Нектара слишком мало, чтобы он имел энергетическое значение для такого зверя. Поэтому вывод ученых оказался неожиданно простым и очень человеческим. Волкам просто нравится вкус, как нам маленький десерт после сытного обеда. Причем у некоторых особей эта сладкая привычка выражена особенно сильно, и выглядят они при этом откровенно довольными. Этот ритуал существует лишь в одном уголке планеты и связан с уникальным союзом – местный волк и местное растение. А приятный бонус – покрываясь пыльцой, волки становятся случайными опылителями. Обратите внимание на эти чуть испачканные пыльцой мордочки. Ну разве не очаровательные сладкоежки? Город, где кошки начали сходить с ума раньше людей. Иногда катастрофа сначала приходит не к людям. Она проверяет мир вокруг – рыбу, птиц, домашних животных. А люди смотрят на это и долго не понимают, что природа уже кричит. Минамата, Япония. Небольшой город у залива, где жизнь десятилетиями держалась на море. Рыба, моллюски, лодки, семьи, которые ели то, что сами же добывали. Все выглядело привычно, пока местные не заметили, что с кошками происходит что-то странное.
Животные вдруг начинали вести себя так, будто теряли контроль над телом. Дергались, кружились, падали, метались по улицам. В рыбацких деревнях это даже стали называть танцующей кошачьей болезнью. Звучит почти сказочно, пока не понимаешь, что это был не танец, а разрушенная нервная система. По данным исторических разборов болезни Минамата, подобные странности у кошек и других животных замечали еще до официального признания заболевания у людей. Причина оказалась в воде, точнее в том, что в нее годами сбрасывали. Завод компании Чисо выпускал промышленные отходы с метилртутью, а она накапливалась в рыбе и моллюсках. Люди ели морепродукты каждый день, кормили ими семьи, давали остатки кошкам, и яд медленно возвращался в дома через обычную тарелку. Музей болезни Минамата и Японский национальный институт по изучению болезни Минамата описывают ее именно как отравление метилртутью через загрязненную рыбу и моллюсков. Потом симптомы появились у людей. Онемение рук и ног, потеря координации, нарушение речи, слуха, зрения, судороги. Человек мог всю жизнь жить у моря, знать каждую лодку и каждый берег, и вдруг собственное тело становилось чужим. Самое страшное, что долгое время многие не понимали, чем именно болеют. Это выглядело как загадочная местная напасть, хотя на самом деле было следствием промышленной халатности. В этой истории кошки стали первыми тревожными колокольчиками. Они не могли написать жалобу, не могли потребовать экспертизу, не могли объяснить, что с ними происходит. Они просто начали танцевать, и этот жуткий танец оказался предупреждением, которое люди услышали слишком поздно. Минамата – это история не только про ртуть, это история про то, как удобно не замечать беду, пока она плавает в заливе, падает с неба птицами и бьется в судорогах у дверей. А потом выясняется, природа предупреждала давно. Просто человек, как обычно, решил, что если катастрофа еще не пришла лично к нему, значит ее почти нет. Актер Алан Рикман на съемках своего последнего фильма в 2016 году. Речь идет о картине «Алиса в Зазеркалье», где он вновь озвучил гусеницу Абсалема, одного из самых узнаваемых персонажей франшизы. В январе 2016 года Рикман ушел из жизни в возрасте 69 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Актер долгое время держал болезнь в тайне, и его уход стал неожиданностью для поклонников и коллег по всему миру. Курт Кобейн, Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн, 1993 год. Эта фотография запечатлела момент из жизни Курта Кобейна, Кортни Лав и их дочери Фрэнсис Бин, сделанную в 1993 году. В тот период семья находилась в центре внимания СМИ как одно из самых обсуждаемых сочетаний в мире рок-музыки и шоу-бизнеса. Курт и Кортни были известными фигурами в музыкальной индустрии, а их дочери Фрэнсис Бин было всего несколько лет. Это изображение символизирует тот короткий, но насыщенный этап жизни семьи Кобейн-Лав, когда их личная жизнь была под пристальным вниманием общественности. Желудочный сок обладает настолько высокой кислотностью, что способен растворять металлы и оставлять химические ожоги на коже. Чтобы орган не уничтожил сам себя, он постоянно вырабатывает слой щелочной слизи. Однако этого недостаточно. Клетки внутренней оболочки гибнут под воздействием кислоты, поэтому желудок полностью заменяет свои стенки каждые 3-5 суток. Этот процесс напоминает бесконечную покраску ржавеющего моста, где защита восстанавливается быстрее, чем происходит разрушение. Система дает сбой из-за бактерии Helicobacter pylori, которая разрушает защитный слой, провоцируя появление язв. В 1984 году врач Барри Маршалл доказал это, выпив культуру бактерий и вызвав у себя гастрит, за что позже получил Нобелевскую премию. Привычные факторы вроде стресса или употребления горячительного лишь усугубляют ситуацию, замедляя обновление тканей и открывая кислоте доступ к стенкам желудка. Зачем синие киты едят крошечный криль, а не крупную рыбу, если большая добыча равно больше энергии? Синий кит весит больше 150 тонн и ест существ размером с палец. Звучит как очень неэффективный план, примерно как заправлять карьерный самосвал пипеткой. Разумеется, ошибки эволюции тут нет, так просто оказалось энергетически эффективнее. Синий кит не гоняется за крупной рыбой, слишком много суеты, слишком мало выгоды. Среднего размера рыба тоже так себе добыча для большого кита. Рыба быстрая, косяк видит хищника и мгновенно рассыпается. Антарктический криль же собирается в гигантские плотные рои.
Иногда вода буквально становится оранжево-бордовой от миллионов маленьких рачков. Это прямо насыщенное облако еды. Синий кит разгоняется, раскрывает пасть почти на 90 градусов, растягивает горловые складки и за один рывок заглатывает до 120 кубических метров воды. Потом выдавливает воду через китовый ус, а криль остается внутри. Один удачный заход приносит ему около 500 килограммов еды. Главный фокус в том, что такой рывок стоит киту сравнительно мало энергии, а приносит огромную отдачу. Получает он больше 500 000 килокалорий за один захват, а тратит меньше 1000 килокалорий на саму атаку. Пожалуй, в природе нет более эффективной по коэффициенту успеха охотничьей стратегии. Синий кит доказал простую вещь: в природе побеждает не тот, кто ест самую большую и живую добычу, а тот, кто нашел самый выгодный шведский стол. В 1943 году Канада совершила поступок, который звучит как сюжет из фильма. Она буквально стерла больничную палату с карты мира, чтобы спасти будущую принцессу Нидерландов. И за это Голландия до сих пор благодарит ее цветами. Во время Второй мировой войны Нидерланды были оккупированы войсками гитлеровской Германии. Кронпринцесса Юлиана бежала через Атлантику в Оттаву вместе с дочерьми, пока ее страна полыхала в огне войны. Там она ждала рождения ребенка. Но возникла проблема, способная вызвать конституционный кризис. Если бы младенец родился на канадской земле, он автоматически получил бы канадское гражданство. А старые законы голландской монархии были жесткими. Даже намек на другое гражданство мог лишить ребенка права на престол. Вернуть принцессу в Европу было невозможно. Атлантику контролировали немецкие подводные лодки, а над Гаагой развивались флаги оккупантов. Тогда Канада сделала невероятное. 19 января 1943 года правительство приняло беспрецедентное решение. Родильную палату в больнице Оттавы объявили экстерриториальной, ни канадской, ни нидерландской. Фактически территорией ни одного государства. На несколько часов эта комната стала юридической пустотой. Именно там родилась принцесса Маргрит. Она не получила двойного гражданства, не потеряла право на трон и осталась единственной представительницей нидерландской королевской семьи, родившейся в Северной Америке. Как только принцесса появилась на свет, комната снова стала канадской. Как будто ничего и не произошло. Но Нидерланды этого не забыли. После войны королевская семья прислала в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, как символ благодарности, и не остановилась. С 1945 года каждую весну Нидерланды отправляют Канаде еще 20 тысяч тюльпанов. Сегодня в мае Оттава превращается в море цветов. Более 3 миллионов тюльпанов расцветают вдоль канала Ридо. Туристы фотографируются среди них, даже не подозревая, что стоят посреди живого благодарственного письма, которое цветет уже 80 лет. Принцессе Маргрит уже более 80 лет, и она до сих пор приезжает в Оттаву во время фестиваля тюльпанов, в город, где когда-то родилась в комнате, которой юридически не существовало. Некоторые добрые поступки становятся историей, некоторые превращаются в сады, а некоторые цветы цветут вечно. Кажется, у птенцов-альбатросов первые месяцы жизни действительно существует всего два состояния – неподвижно сидеть в гнезде и стремительно превращаться в огромный пушистый шар. Птенцы крупнейших видов альбатросов проводят в гнезде до 8-9 месяцев. Это один из самых длинных периодов взросления среди птиц. Все это время родители преодолевают тысячи километров над океаном, принося им пищу – кальмаров, рыбу и криль. Благодаря такому рациону птенцы нередко становятся тяжелее собственных родителей еще до первого полета. Почти все детство они проводят на одном месте, накапливая жировые запасы и развивая мощные грудные мышцы, необходимые для будущих океанских перелетов. Но затем происходит удивительная трансформация. Однажды этот неуклюжий пуховый комок впервые расправляет крылья и превращается в одного из величайших воздушных странников планеты. Взрослые альбатросы способны неделями не касаться суши, используя воздушные потоки над океаном и преодолевая десятки тысяч километров практически без усилий. Некоторые виды за жизнь пролетают расстояния, сопоставимые с путешествием до Луны и обратно. В 1966 году на острове Ата в Тонга нашли необычную группу – 6 подростков. Они отправились на рыбалку в небольшой лодке, но из-за сильного шторма оказались выброшены на безлюдный остров.
Там они провели 1,5 года. Самое поразительное заключается в том, что вместо того, чтобы впасть в отчаяние, ребята объединились и занялись выживанием. Подростки соорудили просторное убежище, наладили ловлю рыбы и даже создали небольшой спортзал, чтобы поддерживать физическую форму. Когда их, наконец, обнаружил спасатель с фотографом, тот был настолько впечатлен их состоянием и образом жизни, что попросил устроить фотосъемку, посвященную их истории. Молодые люди выглядели крепкими, энергичными и совсем не истощенными. Размеры пятнистой гиены впечатляют, причем эта самка, у гиен они крупнее самцов в 1,5 раза. И намного злее. Такие дамы организованными группами отбирают добычу у львиц, которым не подоспела подмога. И даже львы должны быть осторожны. Стая гиен наказывает заносчивого льва ужасным способом. Несколько гиен отвлекают его, а их сородичи заходят сзади и пытаются укусить за чувствительное место. Кенийские зоологи наблюдали, как одна и та же стая провернула этот трюк с 2 львами в течение нескольких месяцев. Правда, один в последний момент смог избежать печальной участи. На изображении Марс, если бы у него была атмосфера, магнитное поле и вода. Обугленный деревянный шкафчик, найденный в Геркулануме, ужасающий жар вулкана во время извержения в 79 году нашей эры, уничтожившего Помпея и Геркуланум, сохранил его для нас. Огненный пирокластический поток почти мгновенно обуглил дерево, а затем оно было покрыто 20-метровым слоем вулканического пепла. Обугленное дерево само по себе чрезвычайно хрупко. Реставраторы пропитали его консервирующим составом и сделали жесткий и прочный внутренний каркас. Хотя шкафчик очень похож на обычную современную прикроватную тумбочку, он ею не является. Это также точно не эдикула, маленькое домашнее святилище. Что именно в нем хранилось, неизвестно, так как на момент находки он был пуст. Аэрофотоснимок кольца дикобраза в Восточной Юте раскрывает впечатляющую геологическую границу. Плато Колорадо резко поднимается над долиной Касл. Протяженные массивы песчаника тянутся на многие километры. Их крутые склоны сформированы эрозией за миллионы лет, а на горизонте возвышаются заснеженные вершины гор Ла-Саль. На этом кадре показан обзор кольца дикобраза, зафиксированный со спутника. Почему пешеходный переход Зебра выглядит именно так? В Древнем Риме пешеходы переходили через заваленные навозом улицы по специально положенным большим плоским камням, подобранным так, чтобы колеса колесниц попадали точно между камней. Это позволяло и колесницам проехать, и пешеходам не замочить ноги. Зверек кинкажу. Милый и неопасный, обитающий в основном в Южной и Центральной Америке. С языка индейцев переводится как «медовый медведь», поскольку эти зверьки любят мед. Мозг мужчин стареет быстрее женского, но есть способ это замедлить, доказали ученые. Норвежские исследователи выяснили, что объем мозга уменьшается с возрастом, причем у мужчин этот процесс идет в 2 раза быстрее. Однако есть способ замедлить старение мозга. Достаточно играть в видеоигры. Шутеры, стратегии и спортивные симуляторы тренируют мозг и могут замедлить старение на 10 лет. Глаза, которые слышат ночь. Когда европейские мореплаватели впервые увидели долгопята на островах Юго-Восточной Азии, они решили, что перед ними существо из сказок. Крошечное тело, огромные неподвижные глаза и почти человеческие пальцы выглядели настолько необычно, что животные долго считали чем-то промежуточным между зверьком и духом леса. Позже ученые разобрались. Перед ними оказался один из самых загадочных приматов планеты. Главная тайна долгопята – его взгляд. Каждый глаз почти равен по размеру мозгу. Он не может двигать глазами, зато легко поворачивает голову почти как совы, внимательно сканируя темноту. Ночь для него не преграда, а естественная среда, где малейший шорох превращается в сигнал к охоте. Долгопят – хищник и питается только живой добычей. Насекомые, ящерицы, иногда маленькие птицы становятся целью молниеносного прыжка. Его удлиненные кости стопы работают как пружины, позволяя перелетать между ветвями на расстояние в десятки длин собственного тела. Все происходит почти бесшумно, ведь зверек способен слышать ультразвук и общаться с сородичами на частотах, недоступных человеческому уху. Сегодня долгопятые остаются символом хрупких тропических лесов. Они плохо переносят шум и исчезают там, где человек нарушает привычную тишину.
Возможно, именно поэтому встреча с этим существом производит странное впечатление, будто лес на мгновение открыл свои самые скрытые секреты. Масляный шарик Кришны – это гигантский гранитный валун весом 250 тонн и высотой 6 метров, который завис на склоне холма. Он не скатился вниз. Валун находится в этом положении более 2000 лет. Находится эта природная достопримечательность в курортном городе Махабалипурам в Индии. Люди впечатлялись идеальному балансу валуна, который действительно как шарик из масла, как будто прилип к земле. Но находились правители, которые пытались его столкнуть. Однако все их попытки оказались безуспешными. Камень упорно держится на холме. Жираф играет в прятки. У жирафа диспропорционально длинная шея, но при этом у него, как и у всех млекопитающих, всего 7 шейных позвонков. Из-за длинной шеи возникает непростая задача для кровеносной системы. Нужно же питать головной мозг. Поэтому сердце у жирафа очень мощное, весит 12 килограммов и создает кровяное давление в 3 раза больше, чем у человека, чтобы кровь приливала к голове. За счет своего роста жираф может издалека обозревать окрестности. Вдобавок у жирафов прекрасное зрение. На расстоянии километра они отлично все видят. Длинная шея дает доступ к большому разнообразию пищи, но за преимущество приходится платить. Ноги у жирафов очень тонкие, поэтому ходить может только по твердой поверхности. Болота и реки для них – непреодолимые препятствия. И правда выглядят как персонажи из игры. Яркие, пятнистые, с антеннами и необычными формами – это морские слизни или голожаберные моллюски. В природе они бывают самых фантастических расцветок – синие с желтыми полосками, прозрачные с розовыми точками, в крапинку и даже с крыльями. Король лев, лицо со шрамом. В Кении в возрасте 13 лет умер знаменитый лев по кличке Скарфейс. Он был одним из старейших львов Кении, родился в 2008 году. По львиным меркам он прожил долгую жизнь. Львы в дикой природе живут очень непросто. Оставляют прайд в 3 года, борются за новый прайд где-то между 6 и 8 годами, удерживают его в течение 1 или 2 лет, затем неизбежно теряют его, когда более молодой лев выгоняет старого. Доживают свой век в одиночестве, пока не умирают от травм. За время своего владычества в прайде Скарфейс отбил атаки сотен львов и лично убил свыше 400 гиен. Свой глаз он утратил во время знаменитой схватки прайд на прайд. В 1976 году на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Инсбруке, Австрия, была представлена олимпийская команда СССР. Спортсмены были облачены в парадные костюмы, включающие шубы из сурка с лисьими воротниками и меховые шапки-ушанки, которые тогда считались престижной частью одежды в Советском Союзе. Самое древнее послание в бутылке находилось в воде 101 год. 4 марта 2014 года рыбаки из Германии выловили бутылку с запиской, датированной 17 мая 1913 года, то есть спустя 101 год. Внутри находилась открытка с 2 немецкими марками, которую написал датчанин Ричард Плац за год до начала Первой мировой войны, в которой он погиб. Ранее рекорд по наиболее долгому плаванию в бутылке принадлежал посланию, находившемуся в воде 98 лет, с 10 июня 1914 года до 2012 года. 22 октября 1895 года произошло крушение на вокзале Монпарнас. Оно стало одним из самых знаменитых железнодорожных происшествий. Пассажирский поезд следовал из Гранвилля в Париж. В составе поезда было 12 вагонов, 3 багажных, 1 почтовый и 8 пассажирских. Поезд должен был прибыть в Париж в 15 часов 55 минут, но опаздывал, поэтому машинист, вопреки инструкции, не стал тормозить на уклоне. Поезд, соответственно, разогнался. Поняв, что состав несется, начальник поезда попытался применить экстренное торможение. Но до этого машинист отключил тормоза Вестингауза, поэтому они не сработали. За пару минут до прибытия машинист все-таки применил вспомогательный и ручной тормоз, но так как скорость к тому времени была уже большой, то тормоза не смогли остановить поезд. В 16 часов паровоз на скорости выбил путевой упор и выехал на перрон старого западного вокзала. Далее он проехал по всей станции около 30 метров, врезался в стену, выбил ее и с высоты 10 метров рухнул на улицу Рен. Пассажирские вагоны при этом остались на перроне. Думаете, в природе не бывает прямых линий? Еще как бывает.
На фото кристалл перита, он же железный колчедан, смесь железа с серой. За схожесть с драгоценным металлом перит часто называют «золотом дураков». Выглядит привлекательно, однако перит мало полезен. Раньше его использовали для добычи серной кислоты и серы, сейчас их можно получить гораздо дешевле. Поэтому, когда перит находят при разработке месторождения, просто выбрасывают. Иногда в нем можно найти вкрапления золота. Их извлекают и после этого перит выбрасывают. Древние индейцы очень ценили этот кристалл и делали из него украшения. Насекомые спят совсем иначе, чем люди. Муравей спит в среднем 250 раз в день, только сон его длится всего 1 минуту. Получается, что муравей тратит на сон всего 4 часа, в 2 раза меньше, чем человек. А вот муравьиная матка спит, как и человек, 8 часов. Только делит она свой сон на 100 частей в течение суток. Кастельфолит-де-ля-Рока – это крошечный средневековый городок в Испании, расположенный на возвышенности в регионе Каталония. Он известен своим уникальным положением. Город стоит на краю крутого базальтового утеса высотой более 50 метров, что делает его одним из самых фотографируемых мест в регионе. Действительно, в городе есть одна главная улица, вдоль которой расположены жилые дома и несколько магазинов. Кастельфолит-де-ла-Рока находится примерно в 120 километрах к северу от Барселоны, что делает его доступным для посещения на однодневные экскурсии из каталонской столицы. Это место привлекает туристов своим невероятным видом, исторической архитектурой и живописными пейзажами вокруг. Несмотря на свои небольшие размеры, город имеет богатую историю и является примером средневековой архитектуры Каталонии. Как вы думаете, что это за выступы на гладкой поверхности перил? На перилах шрифт Брайля, который используется для чтения слепыми людьми. Им описывают прекрасный вид на Неаполитанский залив, который открывается у них перед глазами. Конечно, слепому от рождения трудно в полной мере представить, что такое пляж и море. Однако у них есть свое, тонкое восприятие действительности. Нейроны, которые у здоровых людей отвечают за зрительные стимулы, у слепых заменяются на другие, поэтому у них уникальный слух и осязание. Швеция возвращает в школьные классы книги и карандаши, и причина этого решения заслуживает особого внимания. После полного перехода на планшеты и цифровое обучение педагоги начали замечать тревожные тенденции. Ухудшение понимания прочитанного, сокращение концентрации внимания и снижение уровня базовых навыков. Результаты оказались совсем не такими, на какие рассчитывали. Поэтому Швеция решила пересмотреть свой подход. Сегодня государство снова инвестирует в печатные учебники, письмо от руки и традиционные учебные материалы. Экраны не исчезли полностью, но больше не являются основой образования. Исследования подтверждают правильность этого курса. Ученики лучше усваивают и запоминают информацию, когда читают ее на бумаге. Это не отказ от технологий, это возвращение к балансу. И, возможно, важный урок для других стран. Крошечная малышка Колибри решила, что лучший дом – это спелый персик. Представьте, тончайшее гнездышко, почти невесомое, и внутри крошечная хозяйка размером меньше ладони. Все такое хрупкое, что кажется, будто это кадр из сказки. Иногда природа умеет быть трогательнее любого фильма. Помимо Красной книги есть еще и Черная книга. В этой уникальной книге перечислены все животные и растения, которые исчезли с планеты Земля после 1500 года. В ужас приводят последние статистические данные. В них говорится, что за последние 500 лет исчезло навсегда 844 вида представителей фауны и около 1000 видов флоры. Спасенный дымчатый леопарденок, оставшийся один после того, как охотники забрали его мать, и его глаза. Такие глубокие, настороженные, полные немой просьбы, будто целая история боли и надежды скрывается в одном взгляде. А вы знали, что те маленькие пчелки, которых вы видите вечером сидящими на цветах, это старые пчелки? Старые и больные пчелы не возвращаются в улей в конце дня. Они ночуют на цветах, а если выпадает возможность увидеть еще один восход солнца, возобновляют свою деятельность, принося в колонию пыльцу или нектар. Они делают это, чувствуя, что близится конец. Ни одна пчела не ждет смерти в улье, чтобы не обременять других.
Перед сапожником стоит задача, которая кажется почти невыполнимой. Надев очки, он внимательно осматривает изношенный башмачок, размышляя, сможет ли он превратить его в нечто пригодное. Это сцена из картины «Безнадежный случай», написанной итальянцем Антонио Ротто в 1871 году. Надежда – это все, что осталось у девочки, когда она пришла просить о помощи. Обутая в летние тапочки без пяток, она ждет, когда мастеру удастся вдохнуть новую жизнь в грубые потертые ботинки. В уютной мастерской, где царит атмосфера творчества и труда, сапожник с готовностью берется за дело, полагаясь на свой опыт и умения. Как думаете, удастся ему решить эту задачу? Сегодня это полотно хранится в художественном музее Уолтерс в Балтиморе. Историческое фото. Испуганный маленький мальчик позирует с первыми костюмами Микки и Минни Маус, 1939 год. Сам Уолт Дисней был очень недоволен получившимися костюмами, и он переделал их для Диснейленда. Леопардовый геккон сбрасывает свою шкуру, а выглядит так, как будто у него симпатичная толстовка с капюшоном. Леопардовый геккон, он же пятнистый леопардовый эублефар, вырастает в длину до 25 сантиметров вместе с хвостом. Обновляет он не только кожу, но и зубы. Новый зуб у животного вырастает за 4 месяца. Если схватить за хвост, он легко его отбросит и отрастит новый. Что удивительно, он способен это сделать даже в условиях нехватки пищи. Кстати, именно в хвосте эта ящерица хранит запасы жира. Самая старая действующая дверь в мире, которая все еще используется в Пантеоне в Риме. Она была отлита из бронзы в 115 году нашей эры. Каждая половинка двери 2 метра 30 сантиметров в ширину и 7 метров 60 сантиметров в высоту. Сделаны из бронзы и очень тяжелые. Тем не менее, двери настолько хорошо сбалансированы, что их может легко открыть один человек. Почему настоящая масса тонны дерева больше, чем масса тонны железа? Известен шуточный вопрос. Что тяжелее, тонна дерева или тонна железа? Обычно, не задумываясь, отвечают, что тонна железа тяжелее, вызывая общий смех. Шутники, скорее всего, будут смеяться еще сильнее, если услышат, что тонна дерева тяжелее тонны железа. Такое утверждение кажется нелогичным. Но, строго говоря, это правильный ответ. Дело в том, что закон Архимеда действует не только для жидкостей, но и для газов. Любое тело в воздухе теряет часть своего веса, равную весу вытесненного им объема воздуха. Дерево и железо тоже теряют часть веса в воздухе. Чтобы определить их настоящие массы, нужно прибавить эту потерю. Следовательно, настоящий вес дерева в нашем случае равен 1 тонне плюс вес воздуха в объеме дерева. Настоящий вес железа равен 1 тонне плюс вес воздуха в объеме железа. Однако тонна дерева занимает значительно больший объем, чем тонна железа, примерно в 15 раз. Поэтому настоящий вес тонны дерева больше настоящего веса тонны железа. Точнее говоря, следует сказать, настоящий вес того дерева, которое в воздухе весит тонну, больше настоящего веса того железа, которое в воздухе весит тоже 1 тонну. Поскольку тонна железа занимает объем около 1,8 кубического метра, а тонна дерева около 2 кубических метров, разница в весе вытесненного ими воздуха составляет примерно 2,5 килограмма. Вот насколько тонна дерева на самом деле тяжелее тонны железа. Расщепленный разум. Как хирургия открыла тайну 2 сознаний в одной голове. В 1950-60-х годах врачи искали отчаянный способ помочь людям с тяжелой эпилепсией. У некоторых пациентов приступы были настолько частыми и разрушительными, что человек терял работу, память и контроль над телом. Лекарства не помогали. Тогда нейрохирурги решились на радикальный шаг. Они перерезали мозолистое тело, пучок нервных волокон, соединяющий левое и правое полушария мозга. Операция называлась комиссуротомией. Цель была простой – не дать эпилептическому разряду распространяться по всему мозгу. И с этой задачей операция справлялась. Приступы ослабевали или исчезали. Но затем началось самое странное. Психолог Роджер Сперри и его коллеги начали тестировать пациентов после операции и обнаружили, что в одной голове будто появились 2 разума, которые не знали друг о друге. Эксперимент выглядел так. Пациент смотрел на экран. Слово «ключ» показывали только левому глазу, а значит правому полушарию.
Человек говорил «я ничего не видел», но если ему предлагали выбрать предмет рукой, левая рука уверенно находила ключ, правая рука не могла. Правое полушарие знало, что видело ключ, но не умело говорить. Левое полушарие умело говорить, но ничего не видело. В другом тесте пациент застегивал рубашку одной рукой и расстегивал другой. Иногда левая рука действовала наперекор, вырывала предметы, закрывала книгу, гасила свет. Некоторые пациенты говорили, что их рука живет своей жизнью. Самое пугающее открытие было в другом. Когда пациента спрашивали, почему он сделал какое-то действие, левое полушарие придумывало логичное объяснение, даже если истинную причину знала только правая. Мозг не говорил «я не знаю». Он лгал, но искренне. Этот феномен назвали интерпретатором сознания. Эксперименты с расщепленным мозгом разрушили старое представление о личности. Оказалось, что сознание не едино. «Я» — это конструкция. Логика и речь могут не иметь доступа к реальным причинам поступков. За эти исследования Роджер Сперри получил Нобелевскую премию. А медицина впервые всерьез задумалась. Если разделить мозг, сколько людей останется внутри? Сегодня такие операции почти не делают. Но их наследие повсюду. В нейронауке, психологии, философии и даже в вопросах свободы воли. Как вам эти инопланетные монстры на фото, лениво бредущие по берегу океана? И, хочу заметить, весьма земного океана. На самом деле это всего лишь умершие листья растения алоэ вера. Оно же алоэ настоящее. Они часто выглядят странно, когда засыхают. Это происходит потому, что алоэ вера является суккулентом, то есть растением, которое хранит воду в своих листьях. У него есть специальные ткани для этого, и когда они засыхают, то причудливо скручиваются. За счет своих способностей запасать воду алоэ умеет выживать в суровых условиях. Это растение часто используют для восстановления деградировавшей почвы в засушливых регионах. Алоэ – растение уникальное. С древних времен и до наших дней используется для лечения кожных заболеваний. Кроме этого, алоэ активно по сравнению с другими обычными растениями выделяет ночью кислород, из-за чего очень популярно как комнатное растение. Мужчина случайно обнаружил старую фотографию своей жены и заметил на заднем плане знакомую фигуру. Приглядевшись внимательнее, он с удивлением понял, что этот человек – он сам, запечатленный на снимке задолго до их знакомства. Эта неожиданная находка стала настоящим открытием и поводом для воспоминаний. После свадьбы в 2012 году супруги решили вновь посетить то самое место, где, как оказалось, их пути пересеклись впервые. Они сделали совместное фото, символизирующее начало их истории любви, которая началась задолго до официальной встречи. Когда Кэролайн Вальтер из Фрайбурга, Германия, умерла в возрасте 16 лет, ее сестра Сельма попросила скульптора создать надгробие в виде ее скульптуры в натуральную величину. После похорон Кэролайн каждое утро в ее руке находили свежий цветок, и так продолжается до сих пор. Никто не знает, кто приносит цветы каждое утро. Кэролайн умерла в 1867 году, но кто-то оставляет цветы уже 150 лет. В народе популярна теория, что цветы приносит влюбленный вампир. Собак-поводырей иногда приводят на музыкальные концерты. Это в их обучении самый сложный экзамен. Если они смогут досидеть до конца и не сорвать выступление, обучение пройдено. Настоящие концерты, конечно же, не подойдут. Тренеры псов договариваются с местными филармониями и приходят на репетиции. Иногда десятки псов смотрят с интересом, что там артисты готовят. Будет жаль, если такой пес приобретет вкус к хорошей музыке, а его будущий хозяин в филармонию больше не придет. Вместо этого будет слушать, страшно сказать, поп-музыку. Как кто-то 450 лет назад, в 1652 году, мог сделать мрамор удобнее настоящей кровати. Джан Лоренцо Бернини, Рим. Это ресторан, который был удостоен 2 звезд Мишелин и расположен на Фарерских островах в самом сердце скалистого архипелага в Северной Атлантике. Кухня ресторана известна своей приверженностью к использованию местных продуктов, включая рыбу, мясо и травы, которые собираются непосредственно на островах.
Вдохновленный традициями Фарерских островов, ресторан предлагает уникальные блюда, которые часто акцентируют внимание на экстравагантных вкусах и представлении локальных продуктов. Также ресторан славится необычным, но элегантным подходом к оформлению блюд и глубоким уважением к природным богатствам региона. Маяк Тридрангар. Убежище, куда не ступает мир. Построенный в 1939 году на одинокой скале в исландских водах маяк Тридрангар – воплощение недосягаемости. Добраться до него можно лишь редким штилем на вертолете, и то с риском. Все остальное время он принадлежит только ветру и океану. Это идеал уединения. Ни дорог, ни соседей, только башня, стихия и безмолвие. Не место для жизни, а символ той границы, где заканчивается суета и начинается вечный разговор с собой. А где бы вы спрятали свою крепость одиночества? Отель в Киото закрыл номер на полгода ради одной белки. В апреле 2024 года в японском городе Киото сотрудники отеля The Prince Kyoto Takaragake заметили неожиданного гостя. На балконе одного из номеров поселилась японская летяга Мусасаби. Более того, она не просто отдыхала, а выращивала там своих детенышей. Руководство отеля обратилось к местным властям и специалистам по дикой природе. Ответ был однозначным. Мусасаби относится к охраняемым видам. Вмешиваться нельзя. Лучшее решение – не мешать и дать природе идти своим путем. И отель принял редкое решение. Номер полностью вывели из эксплуатации почти на 6 месяцев, чтобы мать могла спокойно вырастить малышей без шума, людей и стресса. Персонал лишь наблюдал издалека, без фотографий, без контакта, без попыток помочь. Когда детеныши подросли, белка сама покинула балкон. Но история на этом не закончилась. Спустя почти год летяга вернулась на тот же самый балкон. Сотрудники отеля считают, что это могла быть та же самая самка. Животное запомнило место, где когда-то было безопасно. Эта история не про отель, она про выбор. Про то, как иногда лучшее, что может сделать человек, просто не вмешиваться. И про то, что дикая природа помнит добро. Самая высокая гора Солнечной системы – Олимп Монс на Марсе, высотой 25 километров. Для сравнения, высота Эвереста всего 8,8 километра. В жарких странах можно встретить необычных муравьев. Они отличаются огромными размерами, их брюшки янтарного цвета – это медовые муравьи. Они питаются медовой росой. Это сок растений с высоким содержанием сахара. Источником сладкой росы является растительная тля. Избыток сладкой росы тля оставляет на листьях растений, а муравьи потом с удовольствием ее съедают. Благодаря этому насекомые и получили свое название. В Эрмитаже хранятся знаменитые серьги, найденные в 1853 году при раскопках на окраине Феодосии. Серьги представляют сложную композицию, в которой имеются различные орнаменты и крошечная колесница, управляемая богиней Победы Никой. Причем рядом с конями летят крылатые гении, а на краю колесницы стоит воин с большим щитом в руке. Интересно, что рассмотреть множество мельчайших деталей возможно лишь при увеличении. Эта микротехника до сих пор вызывает удивление, тем более, что ученые выяснили, что серьги созданы древними греками еще в IV веке до нашей эры. Серьги сделаны из микроскопических зерен, которые можно разглядеть только с помощью сильной лупы. В 2011 году 29-летний австралийский бармен обнаружил ошибку в работе банкомата, позволявшую неограниченно снимать деньги. За 4,5 месяца непрерывного запоя парню удалось потратить более $1,5 миллиона, а потом его поймала полиция. Изобретатели самолета братья Райт пообещали своему отцу никогда не летать вместе, чтобы в случае крушения не погибнуть обоим сразу, и твердо придерживались этого правила. Если поднести мерцающий факел к наскальному рисунку, создастся иллюзия, что изображение движется. Некоторые исследователи считают, что рисунки делали именно для получения этого эффекта. 16 марта 1979 года в США вышел триллер «Китайский синдром». Фильм о том, как авария на АЭС едва не приводит к ядерной катастрофе. А уже через 12 дней реальность пугающе напомнила сценарий. На станции Три Майл-Айленд в Пенсильвании произошла частичная расплавка активной зоны реактора, крупнейшая авария в истории американской коммерческой атомной энергетики.
Совпадения выглядели почти зловеще. В фильме неисправный датчик заставляет операторов неправильно оценить уровень воды в реакторе на 3-Майл-Айленде. Авария тоже усугубилась из-за технических отказов, запутанных показаний и ошибок персонала. А одна из реплик фильма предупреждала, что такая катастрофа может сделать непригодной для жизни территорию размером с Пенсильванию. Именно в этом штате спустя несколько дней и произошла реальная авария. У 45% людей всего по 2 фаланги в мизинцах ног, а у остальных по 3. Слово «зодиак» происходит от греческого слова, которое означает «круг животных». После пропажи любимого щенка китайский миллионер Ван Янь превратил свой сталелитейный завод в приют для бездомных собак. За 3 года он спас более 2000 собак и потратил почти все свои сбережения на их содержание. Зона экспериментальных озер – это исследовательская станция, расположенная на 58 ранее нетронутых канадских озерах. Станция намеренно загрязняет воду различными видами примесей – наночастицами, нефтью, химикатами и тому подобным, и исследует последствия этого воздействия. В 2024 году аспирант Лю Кол Томас случайно обнаружил в Мексике огромный затерянный город Майя, просто просматривая старые данные в интернете. На 16-й странице поиска Google он наткнулся на съемку с лидара, которую еще в 2013 году сделали экологи для мониторинга лесов. Когда Ол Томас обработал данные археологическими методами, под джунглями обнаружился целый древний город Майя, получивший название Валериана. Он оказался размером примерно с Эдинбург и включал пирамиды, площади дороги и стадионы для игр в мяч. По оценкам ученых, в период расцвета там могли жить до 50 тысяч человек. Самым быстрым океанским лайнером в истории был SS United States, ходивший с 1952 по 1969 год. Во время своего первого рейса из Нью-Йорка в Великобританию он пересек Атлантику всего за 3 дня, развивая среднюю скорость 66 км в час. Этот рекорд не побит до сих пор. Китайский термин «цзинфэнь», обозначающий человека, который не любит общения и нарушения его личного пространства, дословно переводится как «фин в душе». После ареста Лаврентия Берии советские власти решили буквально стереть его из истории. Подписчикам Большой советской энциклопедии разослали письмо с инструкцией: ножницами или бритвой вырезать из 5-го тома страницы со статьей о Берии и его портретом. Чтобы в энциклопедии не осталось дырки, читателям прислали новые страницы для вклейки с многократно расширенной статьей про Берингов пролив и Берингово море. Так географический объект занял место недавно объявленного врага народа. За год в галактике Млечный Путь образуется в среднем 7 новых звезд. Кота по кличке Браузер взяли из приюта в библиотеку техасского городка Уайт Сеттlemент в 2010 году. Сначала как охотника на мышей, а потом он стал местной знаменитостью. Сидел на детских чтениях, появлялся в библиотечных календарях и даже помогал собирать деньги для библиотеки. В 2016 году городской совет решил выселить Браузера из библиотеки. Один из чиновников заявил, что животным не место в муниципальных учреждениях. Другой сослался на аллергию у посетителей. Решение вызвало международный скандал. В поддержку кота собрали более 12 тысяч подписей, а мэр получил свыше 1500 писем со всего мира, от Германии до Австралии. Через 2 недели Совет единогласно отменил собственное решение и присвоил Браузеру неофициальный титул библиотечного кота. В 2001 году Шерон Стоун устроила мужу, журналисту Филу Бронштейну, встречу с комодским вараном в зоопарке Лос-Анджелеса. Он давно мечтал увидеть такого ящера вблизи. Экскурсия закончилась тем, что варан повредил ему ступню, и Бронштейну пришлось перенести несколько сложных операций. Самцы антилоп Кан демонстрируют друг другу свою свирепость, грозно щелкая коленными суставами. Исследователи задокументировали 34 случая, когда дикие касатки предлагали людям еду, включая рыбу, птиц и скатов. Бидди Мейсон родилась в рабстве, пешком прошла с хозяевами через полстраны и в 1851 году оказалась в Калифорнии, свободном штате, где ее все равно продолжали удерживать как рабыню. Когда хозяин решил увезти ее с детьми в рабовладельческий Техас,
Мейсон при помощи местной черной общины обратилась в суд. В 1856 году судья освободил ее, 3 ее дочерей и еще нескольких родственников. После этого Мейсон поселилась в Лос-Анджелесе, работала медсестрой и повитухой, откладывала деньги, пока не купила участок на Спринг-стрит. По мере роста города эта земля резко подорожала, и бывшая рабыня стала одной из первых черных женщин-землевладелец Лос-Анджелеса. Свое состояние она тратила на помощь бедным, школу и детский приют, а в ее доме была основана старейшая черная церковь города. Хотя площадь Европы составляет примерно 1/3 от общей площади Африки, длина береговой линии Европы примерно на 27% больше. Древнеримский медик Гален написал так много книг, что ему пришлось написать еще 2 книги о моих собственных книгах и о порядке моих собственных книг. Карликовый муравьед – крошечный древесный зверь размером примерно с белку. Он почти никогда не спускается на землю. При опасности встает в боксерскую стойку и при этом остается одним из самых малоизученных млекопитающих Америки. 335-летняя война между Нидерландами и архипелагом Силле продлилась 335 лет и 18 дней. Ни один человек не пострадал. Ленивцы и муравьеды входят в надотряд неполнозубых, и они очень плохо видят. Ученые выяснили, что у них не работает должным образом ген, отвечающий за формирование колбочек в глазах, поэтому эти животные воспринимают мир почти черно-белым и плохо ориентируются при ярком свете. Настолько плохо, что самцы ленивцев во время драки могут пытаться ударить соперника, находясь в метре от него. Исследователи предполагают, что общий предок неполнозубых вел подземный образ жизни. В темноте цветное зрение было бесполезно, и со временем оно почти исчезло. Следы этой древней адаптации сохранились у современных ленивцев и муравьедов. Камергер стула – так назывались придворные, помогавшие английским монархам ходить в туалет. У Генриха VIII было 4 камергера стула, каждого из которых он посвятил в рыцари. Житель Калифорнии Лорен Крайцер много лет хранил в шкафу старое одеяло Наваха, доставшееся ему от бабушки. Семья считала его почти бесполезным. Бабушка даже стелила его кошки во время родов. Все изменилось, когда Крайцер увидел выпуск Antiques Roadshow, где похожее одеяло оценили в сотни тысяч долларов. Он достал свое одеяло из шкафа и решил проверить его у экспертов. Оказалось, что это чрезвычайно редкое одеяло XIX века, вероятно, принадлежавшее вождю Наваха. В 2012 году его выставили на аукцион, и торги продолжались всего 77 секунд. Цена выросла со 150 тысяч до $1,5 миллиона. Для Крайцера, который после аварии жил на пособие по инвалидности и выживал примерно на $200 в месяц, эта находка буквально изменила жизнь. В 1846 году Калифорния была независимой страной на протяжении 25 дней. В мире насчитывается более 1000 сортов бананов. Мост «Золотые ворота» назван так не из-за своего цвета, а из-за расположения. Он перекинут через одноименный пролив, который получил это название потому, что считался путем к богатству. На заре Amazon Джефф Безос экономил буквально на всем. Например, рабочие столы для сотрудников делали из обычных дверей, потому что это было дешевле готовой офисной мебели. Эта идея стала частью корпоративной культуры, и многие сотрудники Amazon до сих пор работают за такими столами. Коралл морской кнут Лептогорги вергулата можно принять за моток веревки. В павильоне Jungle World нью-йоркского Бронкс-Зу в начале 2001-х годов держали вместе яванских лангуров, гульманов и азиатских бескоготных выдр. Сначала эксперимент считался удачным, но вскоре лангуры начали постоянно дразнить выдр. Свешивались над водой, хватали их и провоцировали драки. Выдры, которые раньше спокойно жили с другими приматами, становились все агрессивнее. В 2007 году конфликт закончился жестоко. Несколько выдр схватили лангура, подошедшего слишком близко к воде, утащили его в бассейн на глазах посетителей. Смотритель пытался разогнать животных, но ничего не смог сделать. История получила известность после того, как очевидцы выложили видео в интернет. Позже зоопарк отказался от такого совместного содержания животных. Арабские цифры были придуманы в Индии.
Белые медведи настолько хорошо защищены от холода, что им проще перегреться, чем замерзнуть. Именно поэтому они обычно ходят медленно и редко бегают на большие расстояния. По меньшей мере 4 миллиарда человек в мире носят очки, и 75% взрослого населения планеты используют какое-либо средство для коррекции зрения. Ученые проанализировали более 50 картин с изображением «Тайной вечери», созданных за последнюю 1000 лет, и заметили неожиданную закономерность – еды на них со временем становилось все больше. Чтобы сравнение было корректным, исследователи оценивали размеры блюд и хлеба относительно фигур апостолов. Оказалось, что рост происходил постепенно, без резких скачков. По подсчетам, размер основного блюда на картинах увеличился примерно на 69%, тарелок на 66%, а хлеба на 23%. Исследователи считают, что это отражает изменения в культуре питания. Со временем большие порции еды стали восприниматься как норма. Отец Джона Кеннеди, Джозеф Кеннеди, заработал большую часть своего состояния на инсайдерской торговле на фондовом рынке. Когда Франклин Рузвельт назначил Кеннеди председателем комиссии по ценным бумагам, его спросили, почему он назначил на эту должность мошенника. «Чтобы поймать вора, нужен вор», — ответил Рузвельт. Собакам нравятся пищащие игрушки, потому что этот звук напоминает им крик добычи. Держание денег в руке снижает физическую и эмоциональную боль. До появления городских парков люди нередко устраивали пикники на кладбищах. До 1986 года Олимпийские игры были соревнованием любителей спорта, а не профессионалов. В 1908 году газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о хитрой собаке, которая в Париже сталкивала детей в реку Сену, чтобы получить награду за их спасение. Несмотря на то, что укулеле называют гавайской гитарой, она представляет собой гавайскую версию португальской гитары кавакинью. В апреле 1820 года до Петербурга дошло взбудоражившее столицу известие. В Париже Пьер Луи Лувель убил наследника французского престола герцога Берийского. Узнав об этом, 21-летний Александр Пушкин раздобыл напечатанный портрет убийцы, сделал на нем надпись «Урок царям» и ходил, размахивая плакатом, по театральному залу. Императору донесли о дерзости молодого поэта, и уже 6 мая Пушкин отправился в ссылку. Первые американские спутники-шпионы сбрасывали отснятую фотопленку из космоса в специальном ведре для пленки, которое затем подхватывал в воздухе самолет. Компания Groupon, популяризировавшая сервисы скидочных купонов и коллективных покупок, в 2010 году отказалась от предложения Google о продаже бизнеса за $6 миллиардов. Год спустя Groupon вышла на биржу с оценкой в $17,8 миллиарда. Но с тех пор компания потеряла более 95% своей стоимости. Шведские фрикадельки основаны на рецепте, который король Карл XII привез домой из Турции в начале XVIII века. В 2017 году группа KISS продавала струны для воображаемой гитары, пустой пластиковый пакет с символикой KISS за $3.99. Компания Microsoft не разрабатывала MS-DOS, а купила ее у программиста Тимоти Паттерсона в 1981 году. В библейских заповедях нет заповеди «не лги». 9-я заповедь звучит так: «Не лжесвидетельствуй против ближнего своего». Пабло Эскобар предлагал погасить внешний долг Колумбии в размере $10 миллиардов, чтобы избежать экстрадиции в Соединенные Штаты. В 1920 году Чарльз Понци был настоящей звездой американского финансового мира. Он обещал инвесторам фантастическую прибыль, до 50% всего за 1,5 месяца, и тысячи людей несли ему деньги, веря в загадочную схему заработка на международных почтовых купонах. На самом деле никакого прибыльного бизнеса почти не существовало. Понци просто выплачивал старым вкладчикам деньги новых. Так появилась первая в истории финансовая пирамида, позже названная его именем. Когда вокруг предпринимателя начали расти подозрения, Понци решил укрепить свою репутацию и нанял известного бостонского публициста Уильяма Макмастерса. Но произошло неожиданное.
Уже через 10 дней работы МакМастерс понял, что имеет дело с мошенником. Изучив документы, он выяснил, что долги Понци огромны, а обещанная схема заработка – фикция. Вместо того, чтобы защищать клиента, МакМастерс сам рассказал обо всем журналистам. После публикации в газетах началась паника. Инвесторы бросились забирать деньги, и легендарная схема Понци рухнула практически мгновенно. В Москве долго существовало странное правило. Если трамвайные или троллейбусные пути закрывали на ремонт, вместо них запускали временный автобус с номером, начинающимся на 0. Так в 1995 году появился автобус номер 0. Он должен был ненадолго заменить трамвай на улицах Трифоновской и Гелеровского, но ремонт внезапно растянулся на десятилетия, а потом линию вообще решили не восстанавливать. Самое забавное, что временный маршрут прожил дольше многих обычных московских автобусов. Номер 0 ездил между Рижским вокзалом и Тихвинской улицей целых 24 года. Только в 2019 году ему, наконец, дали обычный номер – 810. А еще ироничнее то, что спустя почти 30 лет трамвай все-таки вернули. Движение по восстановленной линии на Трифоновской улице снова открылось в 2025 году. Самый долгий известный пожар в мире – подземное пламя под горящей горой в Вингене, Австралия, которая непрерывно горит, по оценкам ученых, уже не менее 5500 лет. Японские гейши и актеры театра кабуки снимали тяжелый грим с лица с помощью порошка из помета соловьев. Содержащаяся в помете мочевина дополнительно увлажняла кожу. Подтягивание после сна имеет научное название пандикуляция. Сборная Сан-Марино по футболу, являющаяся членом ФИФА с 1988 года, по состоянию на 2026 год одержала всего 2 победы в официальных матчах, обе против Лихтенштейна в 2024 году. Продавец пылесосов Амера Катан сделал целью своей жизни установить как можно больше первых достижений. Он стал первым человеком, проехавшим по мосту через Чесапикский залив, первым проехавшим через туннель Линкольна и первым покатавшимся на коньках в Рокфеллер-центре. По собственным подсчетам, он установил 537 подобных рекордов и был известен в прессе как «Мистер Первый». После революции Якутия внезапно осталась почти без денег. Бумажные купюры исчезли из обращения, а торговать чем-то все равно было нужно. Тогда просветитель и предприниматель Алексей Семенов нашел на складе огромный запас винных этикеток и превратил их в местную валюту. На обороте каждой этикетки он вручную писал номинал, ставил подпись и печать. Мадера стоила 1 рубль, Кагор – 3, а портвейн – 25 рублей. Такие суррогатные деньги быстро пошли в оборот по всей Якутии. Идея сработала еще и потому, что около 90% местного населения тогда было неграмотным. Людям было проще различать яркие картинки, чем читать текст на купюрах. Любопытно, что позже советская власть официально обменяла эти винные деньги на нормальные денежные знаки, фактически признав их настоящими. Историю необычной валюты прославил Максим Горький, друживший с Семеновым. Именно он первым рассказал о якутских деньгах из винных этикеток в очерке о единице. Сам Семенов позже стал первым наркомом финансов Якутии. У майя было принято украшать зубы нефритом, бирюзой и другими камнями. В зубах просверливали небольшие отверстия и вставляли в них инкрустации. Бритва Акама. Популярный среди ученых и философов принцип, согласно которому при нескольких возможных объяснениях явления предпочтение стоит отдавать наиболее простому, если оно объясняет факты не хуже остальных. Идею обычно формулируют как «не следует множить сущности без необходимости». Австралийский математик Майк Алдер в эссе с критикой философии предложил более радикальный принцип. Все, что нельзя проверить экспериментом, вообще не стоит обсуждать. Он назвал эту идею пылающим лазерным мечом Ньютона. В 1901 году президента США Уильяма МакКинли ранили во время визита в Буффало. Лучшим хирургом города был Розуэлл Парк. Но в момент покушения он уже готовился к операции другому пациенту. Когда ему сообщили, что срочно нужна помощь президенту, Парк отказался прерывать работу и сказал: «Я не могу бросить этого пациента даже ради президента Соединенных Штатов».
В результате МакКинли оперировал гинеколог, почти не имевший опыта в подобных операциях. Через 8 дней президент умер от осложнений, а новым главой США стал Теодор Рузвельт. Медь – один из немногих металлов, которые могут встречаться в природе в форме, пригодной для непосредственного использования, что делает ее, возможно, первым металлом, добытым и обработанным людьми. У первого вируса для iPhone IK, заразившего тысячи австралийских смартфонов, была одна единственная функция. Он помещал на рабочий стол фотографию Рика Эстли. Умные люди склонны к беспорядку, поздно ложатся спать и часто используют нецензурную лексику, утверждают исследователи. Из детей-врунов, часто обманывающих своих родителей, вырастают успешные взрослые. У них развитые управленческие навыки, высокие когнитивные способности и превосходный контроль над эмоциями. Компания Nike создала пару кроссовок, повышающих эффективность бега на 4%, а скорость на 3,4% Alpha Flies. В 2020 году эти кроссовки запретили использовать на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, признав их технологическим допингом. Панцирь черепах имеет множество нервных окончаний и чувствителен к боли и прикосновениям. Фибоначчи – это прозвище, а не имя первого крупного математика Европы. Его имя – Леонардо Пизанский, и сам он никогда не называл себя Фибоначчи. Самая далекая от Земли обозримая звезда, обнаруженная на сегодняшний день, называется Арендел. Свет от нее шел до Земли 12,9 миллиарда лет. Масса Арендел в 50 раз больше массы Солнца, а сияние ярче в миллионы раз. Мороженое в шоколадной глазури тает медленнее всех остальных видов мороженого, а фруктовый лед цилиндрической формы быстрее всех. На съемках «Рокки 4» Сталлоне предложил Лундгрену драться по-настоящему, чтобы сцена боя выглядела правдоподобно. После удара Ивана Драга Сталлоне провел 8 дней в больнице. Суфраджитсу так в начале 20 века называли суфражисток, изучавших джиу-джитсу, чтобы отбиваться от полиции мужчин на демонстрациях. Одежду портят не бабочки Молли, а их гусеницы. Взрослые особи лишь откладывают яйца. Когда кошка замирает с приоткрытым ртом и загнутой губой, реакция Флемена, она использует особый орган обоняния, орган Якобсона, так сказать, ноздри которого находятся за ее передними зубами. Этот орган есть у многих млекопитающих и нужен для улавливания летучих ароматных веществ, в частности, феромонов. Территория самой большой мечети в мире, мечети Аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия, вмещает до 2,5 миллионов человек. Самая маленькая европейская порода собак – пражский крысарик. Высота в холке 20-23 сантиметра. С 1996 года ни один человек не смог победить компьютер в шахматных турнирах. Парфенон долгое время был христианской церковью Девы Марии. Компания Disney планировала снять фильм по мотивам игры The Sims, но отменила проект после того, как фильм «Кредо убийцы» по игре Assassin's Creed провалился в прокате. У самцов четверокрылов в брачный период на крыльях вырастают перья длиной до полуметра, при том, что длина тела самой птицы всего 21-22 сантиметра. Размышлять о бессмертии краба – испанская идиома, означающая примерно то же, что русское «витать в облаках». Например, учитель на уроке говорит ученику: «Прекрати размышлять о бессмертии краба и отвечай на вопрос». Самым богатым человеком за всю историю человечества был Манса Муса, верховный правитель средневекового государства Мали, личное состояние которого было эквивалентно 400 миллиардам долларов. Ирландцы – самый поздно женящийся народ в мире. Средний возраст вступления в брак в Ирландии – 35 лет. Как правило, у людей с лишним весом более быстрый метаболизм, а не замедленный, как часто можно услышать от некомпетентных специалистов по питанию. Большему телу требуется больше энергии, что может вызывать незначительное ускорение обмена веществ.
У совят слишком тяжелые головы, поэтому они не могут спать, сидя на ветке, как взрослые особи. Совята спят на животе, цепляясь за ветку когтями, пока не подрастут. Имена животных героев книги джунглей образованы от названий их видов на хинди. Например, Шерхан в вольном переводе означает «главный из тигров», Балу переводится просто как «медведь», а Багира – «пантера», «леопард». Темно-синяя полоса, видимая на горизонте в период сумерек, как утренних, на рассвете, так и вечерних. Это тень, отбрасываемая Землей на свою атмосферу. В английском языке скорый и несправедливый суд, в ходе которого выносится заранее придуманный приговор, называется «суд кенгуру». Точное происхождение этого выражения неизвестно, но предполагается, что оно возникло по аналогии с быстрыми скачками кенгуру. В Индии очень любят слонов и все украшать, поэтому на день ВВС они нарядили боевые вертолеты «Алуэт-3» в костюмы слонов. Это редкое фото Ниагарского водопада без воды, 1969 год. В 2015 году в самолете компании British Airways кто-то настолько вонюче сходил в туалет, что из-за жалоб пассажиров самолет пришлось развернуть обратно и посадить в Хитроу через 30 минут после взлета. Гренландские полярные акулы очень медлительны, и их средняя скорость составляет всего 1,6 км в час. Но они все равно умудряются охотиться на тюленей, которые передвигаются гораздо быстрее. Метро Сингапура имеет 199 километров автоматизированных линий, движение поездов по которым осуществляется в беспилотном режиме, и это самая длинная система беспилотного метро в мире. Бегемоты обожают разбрызгивать свой помет на большое расстояние, вертя хвостом как пропеллером. Из-за этого их сложно содержать в неволе. Коричневые бананы – самые полезные для здоровья человека. Пока Армстронг и Олдрин были на Луне, советская Луна-15 пыталась сесть в 550 километрах от них, чтобы привести грунт раньше американцев. Но аппарат потерял связь и разбился, предположительно столкнувшись с горой. В 2010 году Сандра Буллок получила Оскара за лучшую женскую роль в «Невидимой стороне» и «Золотую малину» за худшую в фильме «Все о Стиве». Александр Грибоедов был не только писателем, поэтом и автором «Горя от ума», но и дипломатом. В 1829 году в Персии он пал жертвой религиозных фанатиков, разгромивших русскую дипломатическую миссию. Английская идиома «going Dutch» – поступать по-нидерландски – описывает ситуацию, когда каждый платит за себя, например, в ресторане. Знаете выражение «крокодиловы слезы», означающее притворный плач и связанное с тем, что крокодилы плачут, когда поедают жертву. Так вот, крокодилы и правда плачут, но не от сожаления, а чтобы вывести лишнюю соль и увлажнить глаза. Porsche 911 изначально назывался 901, но индекс пришлось сменить, потому что у Peugeot был патент на трехзначные номера с нулем посередине. Американец Уильям Фелпс Ино придумал правила дорожного движения, знак «Стоп», пешеходный переход, и популяризировал круговой перекресток, хотя сам никогда не водил машину. В 1991 году Ленсовет принял временный проект устава Ленинграда и утвердил флаг – бело-голубо-красный с трехглавым орлом, символизирующим законодательную, исполнительную и судебную власть. На немецких бомбардировщиках Ю-87 времен Второй мировой стояла сирена, приводимая в действие потоком воздуха. Она пугала противника и помогала пилоту оценивать скорость пикирования по тону звука. Мухи постоянно трут лапки, чтобы очистить чувствительные рецепторы, которые забиваются мусором, пока муха ползает по разным поверхностям. Волосы кукурузы – это орган размножения, часть пестика, предназначенная для того, чтобы улавливать пыльцу в воздухе. Школьный мелок только на 40% состоит из мела, а на 60% из гипса. Самое частое время случайного пробуждения среди ночи – 3 часа 44 минуты, выявило исследование, проводившееся на 3000 добровольцев.
Лицо статуи свободы вскоре после извлечения из ящика прибывшего из Франции. Елизавета II запрещала подавать к столу чеснок в Букингемском дворце. Об этом сообщили сразу двое бывших королевских поваров. К тому времени, как Бетховен впервые исполнил свою знаменитую симфонию номер 9, он уже потерял слух. Когда концерт был окончен, один из его певцов развернул стул композитора, чтобы тот мог видеть, как публика аплодирует ему стоя. В то время как Джим Керри получил за роль в фильме «Тупой и еще тупее» $7 миллионов, его партнеру по фильму Джеффу Дэниелсу заплатили всего 50 тысяч, в 140 раз меньше. Около 70% заключенных в Индии не проходили через судебное разбирательство, так как в судах скопилось более 25 миллионов нерассмотренных дел. При нынешнем количестве судей на вынесение вердикта по этим делам уйдет не менее 12 лет. У коров есть лучшие друзья, с которыми они проводят большую часть времени. Во время линьки утки гуси и лебеди теряют мохавые перья и не могут летать до 1,5 месяцев, собираясь в труднодоступных местах, например, в зарослях тростника. Гелиоцентрическая система, согласно которой Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, впервые была предложена Аристархом Самосским в начале III века до нашей эры. Сумма всех чисел на рулетке равна 666. На людей с шизофренией не действует иллюзия маски, при которой мозг ошибочно воспринимает вогнутую маску как выпуклую. После реформы 1918 года концевой твердый знак отменили, а из типографских касс изъяли эти литеры, чтобы ускорить отказ от их использования. Внутри слов его стали заменять апострофом, и в печати это сохранялось до 1960-х, а в печати на пишущей машинке до 1970-х. У японцев в кишечнике живут уникальные бактерии Phacoicola plebeius, способные расщеплять порфиран из морских растений. Благодаря этому они лучше переваривают блюда с водорослями. Заклинатели червей с помощью вибрации заставляют червей выползать на поверхность. Эту технику используют для сбора червей как приманки, а также в спортивных соревнованиях по заклинанию. В стихотворении Роберта Геррика «К удаче», написанном в 1648 году, встречается, возможно, первый в истории смайлик «Upon my ruins smiling yet», что переводится как «на моих руинах, все еще улыбаясь». Сахар подавляет иммунную систему, поэтому если хотите реже болеть, ешьте меньше сладкого. Почти все авокадо сорта Хас, 95%, происходят от одного единственного дерева, выращенного американским почтальоном Рудольфом Хасом. Попугаи Ара живут до 75 лет. Наполеон Бонапарт имел привычку по 3 недели не вскрывать свою корреспонденцию. За это время большинство вопросов, затронутых в письмах, разрешались сами собой и уже не требовали его внимания. Викинги брали с собой в плавание своих котов. Вороны и другие врановые знают, что мыслят, и могут обдумывать ход своих мыслей. После чистки зубов не нужно полоскать рот, просто выплюньте излишки зубной пасты. Полоскание смывает фторид и другие вещества из пасты, защищающие зубы, и снижает профилактический эффект. У настоящих крокодилов на языке есть солевые железы, благодаря которым они способны обитать в соленой воде. Аллигаторы их утратили и поэтому предпочитают жить в пресноводной среде, в реках и озерах. IKEA принадлежит благотворительному фонду, созданному, по мнению экспертов, специально для того, чтобы самая крупная в мире мебельная компания могла уклоняться от налогов. Элвис Пресли ненавидел свои светлые волосы и с подросткового возраста красил их в черный цвет. Календарь Эфиопии на 7-8 лет отстает от принятого в большинстве стран Григорианского. Уран – самая холодная планета Солнечной системы, температура на которой может достигать минус 224 градусов Цельсия. Черные дыры преобразуют массу в энергию в 50 раз эффективнее, чем ядерный синтез.
Белки усыновляют чужих бельчат, если те были брошены по какой-то причине. Японские сверхскоростные поезда – самый безопасный транспорт в мире. За более чем 50-летнюю историю японской системы сверхскоростных пассажирских перевозок ни один пассажир не пострадал от несчастного случая. Слоны переплетают свои хоботы в знак любви. Внутри камней есть жизнь. Эндолиты – это живые существа, археи, бактерии, лишайники, грибы, водоросли, амебы, обитающие в каменистых породах, микроскопических расщелинах скал и даже в порах между частицами камня. Новорожденные панды невероятно крошечные. Ричард «Львиное сердце» посвятил своего повара в рыцаре. В те времена хороших поваров ценили очень высоко, так как в гигиенических условиях Средневековья от повара зависело, выживут ли участники пира в буквальном смысле. Деисты считают, что Бог создал мир, но полагают, что больше он в него не вмешивался. Деизм отрицает любые мистические и сверхъестественные явления, но признает божественную природу Вселенной и человека. 4000 лет назад древние египетские учителя исправляли ошибки красными чернилами. Кто бы мог подумать, что это настолько древняя традиция. Аллигатор может 2 года обходиться без еды. Листья растения, как колоба, гигантсколистные, достигают 2,5 метров при средней высоте дерева 15 метров. В Бразилии можно голосовать на выборах с 16 лет. Если вы будете пробовать новый сорт риса в каждый прием пищи 3 раза в день, вам понадобится более 100 лет, чтобы перепробовать каждый из 132 тысяч сортов, существующих на планете. В 1890 году Антон Чехов встретился со знаменитой воровкой Сонькой Золотой ручкой на каторге. Он так описывал ее. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков. Оригинальное название советского мультфильма «Жил-был пес. Собачья жизнь», но цензура сочла это название антисоветским. Ленин – единственный человек, в честь отчества которого названы объекты: площадь Ильича, дворец культуры Ильича, завод Ильича, застава Ильича и так далее. Исследования показали, что около 80% авиакатастроф приходится на первые 3 минуты и последние 8 минут полета самолета. Это называется правилом +3-8. Когда человек лжет, температура вокруг его носа повышается, ученые называют это эффектом Пиноккио. Аббревиатура ЛБ, которая обозначает фунты, происходит от латинского «libra» – весы. Рим и Париж с 1956 года являются городами-побратимами исключительно друг с другом. Их девиз звучит так: «Только Париж достоин Рима, только Рим достоин Парижа». На экране детальное изображение поверхности Солнца. В 2011 году столетний житель Великобритании Фауджа Сингх пробежал марафон. Первый в истории портативный кардиостимулятор приходилось возить с собой на тележке и подключать к обычным розеткам, так что портативным он был весьма условно. Поле гольф-клуба «Зеленая зона» уникально тем, что расположено на границе Швеции и Финляндии. 9 лунок в одной стране и 9 в другой. У птиц нет рецепторов, чувствительных к капсаицину, веществу, делающему острыми перечные стручки и зерна, поэтому они спокойно могут клевать даже самый острый чили в мире. Большинство видов бамбука цветут с периодичностью от 60 до 130 лет, причем все насаждения цветут примерно в одно и то же время, независимо от географического положения. Финляндия не просто так славится своей природой. Защита окружающей среды – национальная идея этого небольшого государства. Финны высаживают по 150 миллионов деревьев в год. В среднем по 27 деревьев на каждого гражданина страны. Великий пожар в Дублине 1875 года произошел, когда загорелась фабрика по производству горячительного. Более 800 тысяч литров напитка вытекли на улицы Дублина, пылая огнем.
Этот пожар унес жизни 13 человек. Они чересчур перебрались с халявным напитком. Разряд молнии нагревает воздух вокруг до температуры, в 5 раз превышающей температуру на поверхности Солнца. Когда детеныш скалы подрастает и становится слишком велик для сумки, мама продолжает носить его, но уже на спине. В 1746 году шведский король решил доказать вред кофе для здоровья. Он велел одному из близнецов пить кофе, а другому чай, чтобы выяснить, кто из них умрет первым. Оба близнеца пережили и врачей, и самого короля. В мире есть множество скрипок, созданных Страдивари, но сохранилось лишь 4 его гитары. 2/3 полезных веществ яблока содержатся в его кожуре. У морской выдры под предплечьем есть кожаный карман, в котором она хранит пищу и любимые камни, используемые для вскрытия раковин моллюсков. Белые медведи считаются морскими млекопитающими, как и тюлени, морские котики, ламантины, дельфины и тому подобное, потому что большую часть жизни они проводят не на земле, а на арктическом льду. Латинское название белого медведя Ursus maritimus означает «морской медведь». Терезинозавр или ящер-косарь, динозавр длиной почти 12 метров и весом 6 тонн, имел огромные когти, вырастающие до метра в длину. Это самые длинные когти из когда-либо найденных. Жил 72,1, 66,0 миллиона лет назад. Попытки пошутить, как успешные, так и неуспешные, поднимают у человека чувство уверенности в себе. Среднестатистическая женщина плачет 16 месяцев своей жизни. Всемирно известная теннисистка Анна Курникова за свою спортивную карьеру не выиграла ни одного взрослого профессионального турнира в одиночном разряде. Самое древнее известное имя кошки – Неджим, что переводится с древнеегипетского языка как «сладкий, приятный». Неджим была кошкой Тутмоса III, правившего 3400 лет назад. В Швеции уже более 50 лет существует традиция в Рождество смотреть мультфильм «Дональд Дак и его друзья желают вам счастливого Рождества». За свою жизнь среднестатистический человек проводит примерно 92 дня, сидя в туалете. Психологи утверждают, что люди любят селфи, потому что при помощи селфи они формируют свое фальшивое «я», представляя себя не тем человеком, которым являются. Смех во время щекотки – это паническая реакция. Это часть той же реакции, что вы испытываете, когда вдруг чувствуете насекомое, ползущее по ноге. Зимой повышается аппетит. Организму требуется больше энергии для согревания, поэтому растет потребность в калориях и тянет на сытную жирную пищу. Каждую зиму на Землю выпадает около септиллиона снежинок. В Древнем Риме зимние часы в буквальном смысле были короче летних – 45 минут зимой и 75 летом. Эту систему римляне заимствовали у египтян. Дети, рожденные у глухих родителей, лепечут на языке жестов. Фраза, ставшая поговоркой «Бог помогает тем, кто сам помогает себе» в русском варианте «На Бога надейся, а сам не плашай» в Библии не встречается. Ее происхождение связано с баснями Эзопа. Гирский лес – последнее место обитания индийского льва. По данным на 2017 год, здесь насчитывалось около 650 особей. Людей, выучивших английский как второй язык, в мире больше, чем его носителей. Белые медведи используют в качестве приветствия прикосновение носа к носу. Спящая черная дыра абсолютно невидима. Она ничего не поглощает, не излучает свет и просто скрывается в темноте космоса. Ее присутствие можно определить лишь по гравитационному влиянию на соседние объекты. Моцарт не пришел на похороны собственного отца, зато через неделю с размахом похоронил своего ручного скворца. С гимнами, поэтической речью и церемонией. Индийская летучая лисица. Обитают эти добряки в таких местах, как Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мьянма и Мальдивские острова.
Размах их крыльев может достигать 1,5 метров. Летучие лисицы не используют эхолокацию, а полагаются на слух, нюх и зрение. И вообще едят фрукты и цветочную пыльцу. Лодка, висящая над морем. Это явление называется фата-моргана. Слои холодного и теплого воздуха разной плотности преломляют свет, из-за чего горизонт визуально смещается. В результате лодка оказывается не на воде, а словно парит в небе. Фотография так поражает именно потому, что линия воды обычно служит главным визуальным якорем. Стоит ей размыться или изогнуться, как привычная реальность рушится, сцена кажется невозможной, будто ее отретушировали в графическом редакторе. В этом нет никакой магии, лишь законы оптики, создающие картину, которая, несмотря на научные объяснения, сохраняет налет сказочности. Эти гиганты порой преодолевают десятки километров и могут прилечь отдохнуть посреди пути, вот прям как это семейство. Сон длится всего 2-3 часа. Дольше нельзя, ведь из-за большой массы тела нарушается кровообращение в той стороне, на которой спит слон. Фотография сделана с дрона в Китае, где за миграциями слонов тщательно следят, чтобы и гиганты не попали в неприятности, и люди, которые с ними встретились, были в безопасности. Олимпийские игры в Токио, 1964 год. Алексей Вахонин, выходя на помост, бросил уже праздновавшим победу венграм фразу «Хрен вы шахтеров знаете!» и поднял штангу. А когда судьи зафиксировали вес, он, крикнув «Хопа!», поднял левую ногу. Фотография с этим трюком обошла весь мир. Христос бездны – это бронзовая статуя Иисуса, установленная под водой у побережья Ки-Ларго во Флориде. Скульптура высотой около 2,6 метра находится на глубине 7,6 метра у рифа Ки-Ларго Драй-Рокс с 1965 года. Это одна из отливок знаменитого Христа бездны, созданного итальянским скульптором Гвидо Галетти в 1954 году. Статую установили как мемориал в память о людях, погибших в море. Со временем бронза покрылась кораллами и морскими организмами, будто сама природа постепенно приняла ее в свою подводную тишину. Одинокий Джордж – последний представитель своего вида. В 2012 году на Галапагосских островах скончался одинокий Джордж, последний представитель абингдонских слоновых черепах, известный как самый знаменитый холостяк мира. Ученые долго искали для него генетически близкую самку. В 2007 году им удалось найти самку из родственного подвида, и анализ показал частичное совпадение геномов. Однако все отложенные яйца оказались нежизнеспособными. После смерти Джорджа вид был официально признан вымершим. Снимки горы Фудзи с МКС. Это самая высокая гора Японии. Высота ее 3776 метров. Посмотрите, какая симметрия, какая красота. К слову, вершина Фудзи от 3360 метров находится в частной собственности у храма Фудзи-сан Хонгу Сенген. Сёгун Токугава подарил ее в 1606 году. В 2004 году после судов государство признало право собственности за святыни и теперь платит храму аренду за использование участка земли, где расположены государственная метеостанция и ретрансляционные вышки. Вот такая приватизация. На фото лист бразильского родственника нашей гречки. Коколоба гигантская – растение с листьями размером с человека. В общем-то, это самые большие листья в мире. Само дерево при этом скромное. 10-15 метров, тонкий ствол, почти без веток снизу. Зато наверху несколько гигантских зеленых панелей. Дерево заняло интересную нишу в джунглях, и такое необычное строение – следствие тропической арифметики. Дело в том, что коколоба растет в нижнем ярусе амазонского леса, куда через кроны огромных деревьев пробивается всего 2-5% солнечного света. Но это примерно как пытаться зарядить телефон от фонарика через одеяло. В таких условиях растение либо обрастает множеством мелких листьев, либо создает несколько огромных солнечных батарей. Чтобы хоть что-то ей досталось. На открытом месте такой лист разорвало бы ветром, поэтому нормальные деревья их и не отращивают. Но на ее ярусе ветра нет. А когда лист падает, история не заканчивается. Такой лист создает целую мощную экосистему. Он месяцами лежит на влажной земле и становится мини-домом для грибов, жуков, многоножек и мелких лягушек. Забавно, что коколоба – родственница гречки, щавеля и ревеня.
Просто одна ветвь семейства попала в тропики и решила: хватит быть гарниром, буду деревом. Сказано, сделано. На вкус и листья, и плоды отвратительны, и люди их не едят. Кстати, поэтому у растения даже долгое время не было названия, местные его никак не называли, потому что нигде не использовали. Термитник, который выше человека в 5 раз, а внутри идеальный климат-контроль без электричества. Домики африканских термитов Macroterms достигают 9 метров в высоту и вмещают до 2 миллионов особей. При внешних колебаниях от +1 до +40 градусов Цельсия внутри поддерживаются стабильные +30 градусов, постоянная влажность и контроль углекислого газа. Никаких механизмов, только архитектура. Долгое время считалось, что работает принцип каминной тяги. Но в 2019 году ученые из Лундского университета с помощью датчиков доказали – все сложнее. Термитник дышит через пористые стенки. Днем термиты открывают и закрывают туннели, перенаправляя потоки воздуха для охлаждения или прогрева разных зон. Ночью процесс идет в обратную сторону. Колония работает как единый терморегулятор. Главный секрет – грибные сады. Грибы разлагают древесину, выделяя тепло и углекислый газ. Термиты используют это как биореактор. Теплый воздух создает конвекцию, а вентиляция настроена на отвод именно того объема углекислого газа, который производят грибы. Термиты создали здание под нагрузку биореактора без чертежей и расчетов, методом эволюции. Архитекторы изучают их опыт. Зимбабвийский торговый центр Eastgate, построенный по этим принципам, тратит на 90% меньше энергии на охлаждение. Мы учимся у существ размером с рисовое зерно строить небоскребы, которые не убивают планету. Может, стоило начать раньше? Смотрите, что удалось подсмотреть в парке. Белочка тащит в зубах своего малыша, и это не просто мило, это целая спасательная операция. Мамы белки переносят бельчат из одного гнезда в другое, когда чувствуют угрозу непогода, паразиты, хищники или просто слишком много людей рядом. Причем переносят по одному, бережно, но крепко, и так каждого. У белок обычно несколько гнезд на территории, чтобы всегда был запасной вариант. Деревня смурфиков в Испании. В горах Андалусии есть необычная деревня Хускар. Когда-то это была обычная белая испанская деревушка, но в 2011 году с подачи Sony все дома здесь перекрасили в синий цвет для рекламы фильма про смурфиков. После съемок местные жители решили ничего не менять, потому что в деревню повалили туристы. Журналистка притворилась сумасшедшей, чтобы попасть в психушку. Почти всю ночь я слушала, как одна из женщин жаловалась на холод и просила Бога позволить ей умереть. В 1887 году 23-летняя Элизабет Джейн Кокрен прославилась на всю Америку. Ради статьи в газете Джозефа Пулитцера «Нью-Йорк World» она легла в женскую психиатрическую клинику на острове Блэквелла и провела в ней 10 дней. Для Кокрен, которая работала под псевдонимом Нелли Блай, это было не первое журналистское расследование. Она уже публиковала в другом издании статью о неподобающих условиях содержания работниц на заводах в Питтсбурге. Материал хорошо разошелся, и пострадавшая компания пожаловалась в редакцию. Элизабет перевели в раздел моды, но такая работа ей быстро наскучила. В 1887-м Кокрен переехала в Нью-Йорк и устроилась в Нью-Йорк World. Там ей дали задание, которое многих бы отпугнуло – попасть в психиатрическую клинику под видом пациентки и написать правдивый репортаж. Элизабет загорелась идеей, у нее был только один вопрос – как потом выбраться из больницы? Журналистки ответили в духе «сначала попади туда, а там разберемся». Кокрен сняла комнату в нью-йоркском женском пансионе и стала отыгрывать сумасшедшую. Она раздражала и пугала своих соседок, чтобы те вызвали полицию. План сработал, и Кокрен через суд увезли в психушку на острове Блэквелла. Условия содержания пациентов в больнице оказались ужасными. Им не давали теплую одежду, заставляли сидеть на скамейках с прямой спиной по несколько часов и кормили протухшей говядиной или хлебом с маслом, в котором попадались насекомые. Санитары заставляли больных убираться в помещении вместо них, а в ответ на жалобы просто избивали. Кокрен увидела вокруг себя много нормальных с виду женщин. Некоторые рассказали ей, что попали в клинику без причины, например, за симпатию к другим мужчинам или даже за простую ссору. Через 10 дней за Кокрен приехал адвокат от Нью-Йорк World и сообщил, что девушку готовы опекать друзья.
С 9 октября 1887 в газете начали выходить статьи «Элизабет про жизнь в больнице», из которых читатели узнали чудовищные детали об обращении с пациентами. В итоге в клинику приехали с проверкой, но там успели подготовиться и на время улучшили условия содержания. Тем не менее, за больницей продолжили следить. Спустя 7 лет она закрылась. Кохран в дальнейшем утвердилась в статусе звезды журналистики. Она скончалась в 1922 году от пневмонии в возрасте 57 лет. Замечали, как люди часто игнорируют знак «купаться запрещено» и ныряют в водоем. Вот такой знак от природы люди бы точно не пропустили. Это сияющие глаза крокодилов во Флориде. Их любимое время для охоты – первые несколько часов после сумерек. Сетчатка крокодильего глаза улавливает малейший свет в полутьме, из-за чего глаза ярко и зловеще светятся. Острорылые крокодилы комфортно себя чувствуют как в пресной, так и в соленой воде. Этим и обусловлено их широкое распространение на Карибах, Флориде, Коста-Рике и Мексике. В отличие от местных аллигаторов, которые способны выживать в воде с температурой до плюс 7,2, острорылые крокодилы могут жить только в теплых тропических водах. Во время аномальных холодов во Флориде их популяция сильно сократилась. Для человека опасны. Людей не боятся и ведут себя довольно агрессивно. Их любимая пища – рыба, они не брезгуют даже акулами. Но крупный рогатый скот часто бывает их жертвой. Wild World художника Антона Томаса – огромная нарисованная вручную карта мира, на которой нет ни границ, ни городов, ни других следов человеческой цивилизации. Вместо этого – 1642 вида животных, изображенных в их естественной среде обитания. На создание проекта художник потратил 3 года. Когда Иосиф Бродский был в хорошем настроении, он нередко изображал кота и начинал мурлыкать в такт любимой музыке. Кажется, даже великие поэты иногда просто хотят немного побыть довольными жизнью котиками. Это кротолярия. Ее цветы выглядят так, будто на тонких стеблях замерли крошечные колибри. Вытянутые клювы, маленькие крылья и тот самый наклон, словно птица готова сорваться в полет в любую секунду. Природа иногда настолько точно повторяет знакомые образы, что глазам хочется не доверять. Кажется, еще миг, и эти цветы действительно взмахнут крыльями. Это подборка фотографий, на которые, возможно, придется посмотреть дважды. Никакого фотошопа и монтажа. Только удачный момент, перспектива и идеальный ракурс. Дикая природа. На фотографиях лошади переходят горную реку в ущелье Коул-Пир в Иране. Животные там неплохо адаптированы к местному ландшафту. Каждый день переходят от пастбища к пастбищу по крутым скалам, мокрым камням, бурным рекам. В компании лошадок можно заметить жеребенка, который тоже справляется, но от матери не отходит. При въезде в Палау в паспорт ставят такой штамп. Там текст клятвы, которую нужно подписать внизу. Подписавшийся обязывается беречь природу и оставлять после себя только те следы, которые смоет волна. Вот перевод клятвы. «Дети Палау, я даю эту клятву, чтобы хранить и защищать ваш прекрасный и уникальный островной дом. Я обещаю ступать осторожно, действовать доброжелательно и исследовать осознанно. Единственные следы, которые я оставлю, это те, что смоет волна». Это кот-кот, самая малюсенькая дикая кошка в Америке. Весит 2-3 килограмма, длина до 50 сантиметров. Живет в Чили и Аргентине, и ее еще называют гуинья. На фотографиях обычный окрас и редкий черный вариант, вызванный мутацией. Одной из главных проблем во время съемок «Иронии судьбы» или «С легким паром» стал поиск актрисы на роль Нади. Эльдар Рязанов рассматривал многих известных актрис, включая таких женщин, как Людмила Гурченко и Светлана Немоляева, но никто не подходил под его представление. В итоге режиссер вспомнил польскую актрису Барбару Брыльскую, которую увидел в фильме «Анатомия любви». После проб именно ее утвердили на роль Нади. Главной сложностью оказался сильный польский акцент актрисы. Поскольку героиня была учительницей русского языка, создатели фильма решили переозвучить ее. Голос Нади подарила Валентина Талызина, а песни в фильме исполнила Алла Пугачева. Позже между Брыльской и Талызиной возник конфликт из-за награды за фильм, но спустя годы актрисы все-таки смогли помириться. Круглый дом в Москве на Нежинской улице.
Это уникальный памятник модернизма, который возвели в 1972 году. В доме 26 подъездов и 913 квартир. А внутри скрыт приятный зеленый двор с футбольной площадкой. Есть еще один такой же на улице Довженко. Изначально хотели построить 5 штук к Олимпиаде 80, но не срослось. Комнаты в этих домах трапециевидные, что не особо удобно для расстановки мебели. Кладбище самолетов в штате Аризона является крупнейшим в мире объектом хранения и консервации военной и правительственной авиационной техники. К слову, не все самолеты здесь предназначены для утилизации, некоторые хранятся для последующего восстановления или для использования на запчасти. Местный климат довольно сухой, мало осадков, влажность низкая, что позволяет самолетам не ржаветь. Цитокаканца – самый большой баобаб Мадагаскара. Дерево растет недалеко от города Мороде. Обхват его ствола около 29 метров, а возраст 1500 лет. Цитокаканца в переводе с малагасийского означает, что пение с одной стороны дерева будет не слышно на другой стороне дерева. Храму Лунсин в городском уезде Паньчжоу в Китае примерно 2000 лет. В 2023 году территорию вокруг храма реконструировали и интегрировали в живописную парковую зону с озером. На фото один из элементов этого архитектурного ансамбля – павильон Тяньфу. Его построили прямо в озере. Пол внутреннего дворика и основания застекленных залов находятся ниже уровня воды, в которой плавает лотос. Все это несет в себе символичный уход от мирской суеты к чему-то спокойному, умиротворенному. На самом верху Эйфелевой башни есть тайная квартира. И построил ее хозяин башни, чисто чтобы бесить парижских снобов. Когда в 1889 году Гюстав Эйфель представил проект башни, местная интеллигенция буквально рвала волосы. Художники, поэты и архитекторы подписали петицию, назвав конструкцию уродливым пятном и железным позором Парижа. Мопассан ненавидел башню так люто, что обедал в ресторане на ее первом этаже. Это единственное место в городе, откуда ее не было видно. Эйфель же назло всем построил на высоте 300 метров личную квартиру с роялем, персидскими коврами, обоями в цветочек и видом на весь Париж. Принимал там многих известных личностей, но не из мира искусства, с ними он был в ссоре. Тут часто гостил Томас Эдисон. Снобы не могли купить туда билет ни за какие деньги. Башня вообще-то строилась как временная, и ее планировали снести через 20 лет. Спасло ее радио. Военные поняли, что лучшие антенны не найти, и оставили. А квартира на башне сегодня открыта для туристов. На Гавайях в городе Хило есть кладбище, где растет гигантское дождевое дерево. Диаметр его кроны достигает 50 метров. Особенность этого растения такова, что во время дождя его листочки складываются и пропускают капли, чтобы вода попала к корням. Зато когда солнце, под деревом тень, которая дарит умиротворение и покой и живым, и мертвым. Под кроной в основном могилы японцев. Дереву 120-150 лет. На фото не игрушка из набора «Морской кошмар 3+», а настоящее глубоководное животное – угорь-пеликан. У этой штуки тело, как у обычного угря, а голова, как будто кто-то попытался приделать ковш экскаватора к рыбе. Пеликаном его прозвали именно за пасть. Она огромная, растягивающаяся и может занимать почти треть длины тела. Живет угорь-пеликан на глубинах до 5 километров. Там холодно, темно, и с едой все настолько грустно, что любой кусочек белка уже праздник. Поэтому глубоководные рыбы часто выглядят так причудливо. У угря-пеликана слабая мускулатура и медленный обмен веществ. Он не носится за добычей, как подводный гепард. Скорее висит в темноте и ждет, пока что-нибудь съедобное само ошибется маршрутом. Зато у него есть шикарный лайфхак – растягивающаяся пасть. Если рядом проплывает добыча, рот превращается в живой сачок, а еще у него есть светящийся кончик хвоста. Ученые считают, что он может помогать приманивать добычу. «Няньки» могли стать совсем другим фильмом. Мало кто знает, но культовая комедия 90-х «Няньки» изначально задумывалась вовсе не как легкий и безумный фильм, который мы все любим. Студия хотела сделать серьезный боевик с драматическими элементами, более мрачный, более взрослый. Но в процессе съемок все пошло не по плану. И, как оказалось, к лучшему.
Братья Питер и Дэвид Пол не просто сыграли главные роли, они буквально жили этим фильмом. Из-за их внушительной внешности найти дублеров было почти нереально, поэтому большинство трюков они выполняли сами. Да-да, все эти падения, драки и хаос максимально настоящие. А теперь самое интересное. Многие культовые смешные моменты вообще не были прописаны в сценарии. Братья просто импровизировали, дурачились и творили безумие прямо в кадре. Режиссер это увидел и решил не мешать. Именно поэтому юмор в фильме выглядит таким живым и непричесанным. Майкл Джексон в Москве, 1993 год. Джексон прилетел в Москву в рамках мирового концертного тура, посвященного выходу альбома «Dangerous». Во время выступления Майкла шел проливной дождь, и пока он танцевал, технический персонал прямо вокруг него убирал лужи швабрами. Почему молния так часто выбирает деревья? Все просто. Разряд всегда ищет самый короткий и легкий путь к земле. Высокие объекты, особенно стоящие отдельно, первыми попадают под удар. Они как бы поднимаются навстречу молнии. Деревья – идеальные кандидаты. В их тканях много влаги и минералов. А значит, они хорошо проводят электричество. Поэтому одинокое дерево в поле почти всегда становится естественной мишенью во время грозы. Сбор урожая на Исаакиевской площади. Весной 1942 года. В самое тяжелое время блокады перед ленинградцами встала новая жизненно важная задача – обеспечить себя овощами. Под огороды были отведены даже центральные площади города. Огород был разбит даже на Исаакиевской площади. Выращивали капусту, а на площади декабристов – картошку. Летний сад, чьи клумбы помнили лишь цветы, тоже превратился в хозяйственный огород. На грядках созревали белокочанная и цветная капуста, морковь, свекла, картофель и укроп. Эти зеленые острова посреди осажденного города стали не просто источником пищи, но и символом неукротимой воли к жизни. Жуи – это красивейший мост среди скал парка Шэньсяньцзуй. Длина Жуи 100 метров, высота под ним 140 метров. Есть участки с прозрачным полом, чтобы не расслабляться. Мост буквально парит в облаках, особенно в туманную погоду. Его изогнутые линии повторяют форму древнего нефритового скипетра, символизирующего удачу и исполнение желаний. Собственно, этот скипетр и называется Жуи. В Южной Корее бананы продают по схеме один на каждый день. В одной упаковке лежат фрукты разной степени зрелости. Один можно слопать сразу, второй дозреет на следующий день, третий еще через пару дней. Этот простой, но гениальный бытовой лайфхак сделали, чтобы бананы не чернели все разом, и их не приходилось выкидывать. Осенью 1958 года в Стокгольме один пациент умирал буквально по часам. Его сердце могло внезапно остановиться в любой момент – и делала это снова и снова. Врачи могли только смотреть, как он теряет сознание каждые несколько минут. Этого человека звали Арне Ларсон. За короткое время его сердце останавливалось десятки раз в день. По сути, он жил в ожидании следующей паузы, которая могла стать последней. Кардиохирурги решились на шаг, который тогда звучал почти фантастически. Поставить человеку электрический прибор, который будет заставлять сердце биться. Инженер Руне Эльмквист буквально собрал первый имплантируемый кардиостимулятор вручную из транзисторов батареи и эпоксидной смолы. Устройство не проходило долгих испытаний. Его просто не было времени испытывать. Операция была рискованной во всем. Технология новая, опыта ноль, гарантий никаких. Первый прибор проработал всего несколько часов и сломался. Затем второй, еще немного. Но пациент выжил и стал жить дальше. Самое удивительное произошло потом. Арне Ларсон прожил еще десятилетия. Он пережил своих врачей и инженера, который создал устройство, спасшее ему жизнь. За жизнь ему заменили десятки кардиостимуляторов. Технологии менялись, становились лучше, меньше, надежнее. Но все началось с того первого грубого прибора, который собирали почти на коленке. Ехидна охлаждается. Она выдувает пузыри из носовой слизи, чтобы нос оставался влажным. Когда пузырь лопается, влага испаряется и охлаждает кровь. Система терморегуляции у ехидна довольно примитивная. Они не могут ни потеть, ни вылизываться, ни пыхтеть с высунутым языком, как другие млекопитающие. Вот и пришлось изобретать. Есть у этого и бонусная функция.
Нос нужно держать влажным для электрорецепции. Ехидны находят добычу под землей, улавливая электрические импульсы от мышц муравьев и термитов. То есть мокрый нос – это одновременно кондиционер и охотничий радар. Мэри Энн Беван сознательно приняла на себя титул самой уродливой женщины в мире, чтобы спасти своих детей от голода. Ее история часто становится предметом насмешек в интернете. На фото изображена женщина с крайне измененной внешностью, и такие изображения нередко сопровождаются саркастичными подписями. Мало кто задумывается, что за этим образом стоит реальный человек, пожертвовавший всем ради семьи. В молодости Мэри Энн была симпатичной девушкой, работала медсестрой и мечтала о простом женском счастье. Выйдя замуж и родив 4 детей, она столкнулась с тяжелой болезнью – акромегалией. Это заболевание, вызванное избытком гормона роста, постепенно изменило ее внешность до неузнаваемости, укрупнились черты лица, изменились пропорции тела. После смерти мужа в 1914 году Мэри Энн осталась одна с детьми и без средств к существованию. Чтобы прокормить семью, она решилась участвовать в конкурсе «Самая уродливая женщина», где получила денежный приз. Поняв, что это единственный способ выжить, Мэри Энн стала выступать в цирках и шоу, в том числе в знаменитом парке развлечений Dreamland на Кони-Айленде в Нью-Йорке. Она сознательно носила этот унизительный титул, чтобы обеспечить будущее своим детям. В 2006 году история Мэри Энн вновь оказалась в центре скандала. Компания Hallmark выпустила открытки с ее изображением, высмеивая ее внешность. Только после вмешательства врача-эндокринолога, который объяснил, что женщина страдала тяжелой болезнью, компания принесла извинения и прекратила продажу тиража, заявив: «Мы не знали, что эта женщина была больна». Каждый год во Вьетнаме во время паводка реки Меконг собирают водяные лилии. Обычно урожай собирают только женщины, передвигаясь на лодочках или вовсе спускаясь в воду. Лилии после сбора продают на рынках. Сам процесс настолько необычен и красив, что ежегодно привлекает множество фотографов. Плавучий рынок Лок-Байтан в Индонезии. Уже как 500 лет на реке Мартапура в Индонезии торгуют с лодок. За это время ничего особо визуально не изменилось. Женщины и мужчины в 5-6 утра стягиваются на своих лодках в один большой пестрый ковер из морепродуктов, цветов, овощей, бананов, людей. Даже кофе с пирожками продают. Обслуживание в бизнес-классе югославской авиакомпании «Джет» в 1970-1980-х годах. Фарфоровая посуда, холодные закуски с мясной нарезкой, свежая выпечка. А яблоки-то какие красивые. Все блага к вашим услугам. «Джет» обладала современным флотом из Boeing 727 и DC-10 и связывала Белград с Нью-Йорком, Чикаго, Сиднеем и многими столицами Европы. Представьте зверька легче пальчиковой батарейки. Это западный карликовый поссум. Питается нектаром, живет на деревьях в Австралии и управляется с ветками так, будто у него 5 конечностей. Абсолютная крошечность. Его мозг подобен человеческому, но его геном настолько чужеродный и сложный, что не вписывается ни в одну земную эволюционную цепочку, словно его просто взяли откуда-то и отпустили в воду. У него 3 сердца, 2 перегоняют кровь через жабры, 3 по всему телу. И когда он плывет, главное сердце останавливается, потому что плавать для осьминога – это спринт для сердца. 9 отдельных мозгов, 1 главный в голове, и 8 вспомогательных для каждого щупальца. И они действуют самостоятельно, думают, осязают и принимают решения без участия центрального мозга. Это как ваши пальцы вдруг живут своей жизнью. Голубая кровь – не метафора. Она на основе меди, а не железа. Поэтому осьминоги чувствуют себя отлично в ледяной воде и при нехватке кислорода. Но на суше их кровь теряет кислород и становится почти прозрачной. Осьминог способен менять цвет, текстуру и форму за доли секунды. В его коже сотни тысяч пигментных клеток, которыми он управляет как мимикой. Он копирует камни, водоросли других животных, а некоторые виды подражают ядовитым рептилиям и медузам, чтобы хищники сами уплыли в ужасе. Чернила осьминога не просто его скрывают, они парализуют обоняние хищника. И если сам не уплывет из собственного облака, то может задохнуться. Размеры от крошечных до гигантских. Самый маленький осьминог
помещается на кончике пальца и весит меньше грамма. Самый большой может весить под 70 килограммов, а размах его щупалец до 5 метров. Осьминоги живут недолго, от полугода до 3 лет. Самцы умирают вскоре после спаривания, самки после рождения детей. Они перестают есть, охраняют кладку, вентилируют ее водой и умирают от истощения. Ни один осьминог в истории не видел своих родителей. При этом они решают головоломки, открывают банки, помнят лица людей и сбегают из аквариумов через сливные трубы, просто потому, что им стало скучно. Головной мозг моллюска имеет складки, как у высших приматов. По факту у осьминога нет щупалец. У него 8 рук. Каждая покрыта сотнями присосок, которые чувствуют вкус и запах. По сути, это мозг с 8 носами и языками, который ползает по дну. А если хищник оторвет ему руку, она вырастет заново, без рубцов, без потери функциональности, будто ничего и не было. Это не просто моллюск, это величайшая неразгаданная тайна океана. Один из самых умных хищников на планете. И, возможно, самый близкий нам пример того, как мог бы выглядеть настоящий инопланетный разум. Вы когда-нибудь видели, как тупики носят рыбу? Они набирают полный клюв и летят кормить птенцов. Под водой проводят всего 20-30 секунд, но этого хватает, чтобы ухватить несколько рыбёх. Секрет в шипах на небе и языке. Они цепляют добычу и не дают ей выпасть. Очень удобненько. Канадский фотограф и путешественник Кристофер Хервик посвятил 12 лет съемке автобусных павильонов на постсоветском пространстве. Вдохновением послужила его велопоездка из Лондона в Петербург, во время которой он дал себе обещание каждый час делать хотя бы один удачный кадр. Первым объектом стала остановка в Эстонии, напоминавшая паука из стекла. По словам автора, эти сооружения поразили его до глубины души. В Канаде остановки выполняют лишь практическую роль и никогда не считаются искусством. Они показали мне, что Советский Союз – это не просто штамп, знакомый Западу. За железным занавесом жили не безликие массы. Люди любили, мечтали, изо всех сил раздвигали рамки творчества и стремились разделить его с окружающими. Зачем европейская знать носила воротники размером с тарелку? Люди XVI века изобрели премиальный понт, воротник, в котором невозможно жить. Он назывался раф или фреза. Зачем это носили? Примерно за тем же. Зачем сегодня покупают часы за цену автомобиля или сумку, которую страшно поставить на пол? Раф говорил за человека все. Я не таскаю воду. Я не чищу конюшню. Я могу заплатить людям, чтобы мой воротник стоял колом. До дома, возможно, есть нечего, но на людях я аристократ. Швейцарский врач Томас Платтер в 1599 году писал про английских дам, которые выходили на улицу в бархате и гигантских воротниках, хотя дома могли не иметь даже корки хлеба. Носить такую красоту было мучением. Голова почти не поворачивается, шея натирается, наклониться нельзя, суп только с осторожностью и очень длинной ложкой. Есть руками тоже рискованно. Испачкал воротник, считай, сжег месячный бюджет на понты. Особенно дорогие рафы делали из тонкого полотна и кружева из Венеции или Фландрии. По современным меркам роскошный воротник мог стоить как хороший подержанный автомобиль. А жил он недолго. Влага, тепло тел, неудачные повороты головы и вся эта белая архитектура превращалась в усталую тряпку. Воротник снова стирали, пропитывали раствором крахмала, сушили, укладывали складки и снова платили. Потом раф исчез. Его вытеснили мягкие отложные воротники, тоже дорогие, но хотя бы позволяли повернуть голову. Невероятный прогресс цивилизации. Фотограф Кристина Макеева называет это место «морем бабочек». Каждую зиму тысячи монархов преодолевают огромный путь из Северной Америки в Мексику, чтобы переждать холод, дать начало новому поколению и снова отправиться в путь. Их миграция – это не просто дорога туда и обратно. Обратный путь совершают уже потомки тех, кто начал путешествие. Сменяются поколения, а маршрут остается тем же. Летние бабочки живут всего несколько месяцев, а осенние впадают в диапаузу – состояние, замедляющее старение и позволяющее пережить зиму. Эту белочку зовут Хейзел. Она часто заглядывает в гости к автору снимков. На этот раз ее застали за самым важным делом – отдыхом.
Устроившись на балконе, Хейзел словно отключилась от всего и проспала около 1,5 часов. А потом проснулась и поспешила в гнездо. Там ее ждут малыши, которые появились совсем недавно. Это жилой комплекс в Париже, в пригороде Нуази-ле-Гран. Его возвели в 1982 году. Архитектор хотел изменить подход к строительству обычных жилых домов. Поэтому здесь вместо привычного обыденного прямоугольного экстерьера решили использовать помпезные колонны, карнизы и фронтоны, чтобы каждый жилец чувствовал себя императором галактики. Здание получилось довольно монументальным и даже иногда снимается в кино. Например, тут снимали «Голодные игры». Китайские рабочие прокладывают железную дорогу. В 1863 году перед Центрально-Тихоокеанской железной дорогой встало непреодолимое на первый взгляд препятствие – горный хребет Сьерра-Невада. Суровый холод, высокогорье, твердый гранит и снежные лавины превращали этот участок в настоящий кошмар для инженеров. Сначала компания взяла на работу 50 китайцев. Те быстро доказали свою исключительную работоспособность, и спустя пару лет их команда разрослась до 12 тысяч человек, почти 90% всех трудившихся на этом отрезке пути. Китайские бригады работали в экстремальных условиях. На отметке свыше 2400 метров над уровнем моря ютились в палатках, терпели лютые морозы и постоянный страх лавин. В ход шли черный порох, кувалды и зубила, никакой современной техники. Рабочих опускали в плетеных корзинах над пропастью, чтобы они вручную закладывали взрывчатку в скальные породы. Пробивать туннели сквозь гранит приходилось с огромной угрозой для жизни. И все же их результаты были ошеломляющими. 28 апреля 1869 года китайские бригады за один день уложили 15 километров рельсов. Для сравнения, белые команды в среднем осиливали не больше 4 километров в сутки. Этот исторический пример до сих пор разбирают как образец идеальной организации труда в самых негостеприимных условиях. Пока в Японии все носятся с вишней, там же тихо цветет немофила. Это такие мелкие голубые цветы из Америки, которыми засаживают целые холмы в Японии. Такое вот хитросплетение. На фото это выглядит эффектно. Если удачно поймать ракурс, то цветущие поля сливаются с небом. Про немофилу пока знает меньше народа. Поэтому плотность людей с камерами на квадратный метр сильно ниже, чем во время цветения вишни. На фото последний берберийский лев. За час до исчезновения всего вида. Лев спокойно идет по ущелью в Атласских горах на севере Африки и, конечно, не знает, что его вид уже проиграл войну. Охотник его подстрелил. Берберийский лев был не просто еще одним львом. Это был настоящий царь, львиной версии премиум-класса, крупный, мощный, с огромной темной гривой, которая спускалась на грудь, живот и превращала его в ходячий герб. И, кстати, древние римляне это оценили. Они ловили этих львов и везли их на арены для травли зверей, гладиаторских игр и прочих развлечений эпохи. Именно по берберийскому льву Карл Линней в XVIII веке описывал льва как вид. То есть, когда наука официально сказала «вот это лев», перед ней был как раз такой зверь. Сегодня берберийских львов в дикой природе нет. На фото не рентген и не фотошоп. Это стеклянная лягушка, она живая, просто называют так, сквозь кожу которой видно, как бьется сердце. У нее прозрачная кожа на брюшке. Через нее видно сердце, печень, кишечник, а у самок иногда и икру. Откуда эта особенность? Она возникла в ходе эволюции, так как помогает лягушкам выживать. Днем лягушка прячет до 90% крови, эритроцитов, специальные полости печени, которая увеличивается на 40%, и плюс тонкая прозрачная кожа. Так лягушка делается практически невидимой для хищников. Так и лежит неподвижно. При движении магия рассеивается, поэтому лягушка выходит на охоту только в безопасное время. Это здание сделано из глины и соломы. Дворец Букшам в Йемене построили в 1798 году, но такой вид он приобрел не сразу. В середине 20 века здание выкупила семья Букшан. Его перестроили и выкрасили под пряничный домик. Потом была еще одна реставрация в нулевые. Дворец Букшан построен из самана. Это традиционный для Йемена строительный материал, состоящий из смеси глины, соломы и воды. Такие кирпичи сушат на солнце, а потом они становятся прочными и пригодными для строительства.
Пару лет назад в Чиангмае произошел инцидент. На одной из местных ферм работяги накатили лаокхао и мирно дремали под звуки цикад. Ночь была самая обычная, но вдруг откуда-то со стороны поля сахарного тростника раздался шорох. Встревоженные фермеры проснулись и вышли в густую темноту ночи навстречу неизведанному. Кто-то даже с вилами. Преступник в лице слоненка был застукан с поличным за поеданием злаков, но, попав в свет фонаря, он тут же спрятался за столбом и был потерян следопытами из виду. А у вас получилось увидеть на фото слона. Огромная рыба-луна перекрыла канал в Венеции. 11 апреля в лагуне Усака-Сесола нашли мертвую рыбу-луну, и она реально мешала судоходству, так что пожарным пришлось вытаскивать тушу спецтехникой. Рыба-луна – это самая тяжелая костная рыба на планете. Рекордный экземпляр, найденный у Азорских островов в декабре 2021 года, весил 2744 килограмма и достигал 3,6 метра. То есть Венеция на пару часов получила небольшую рыбу, а почти живой дорожный знак «Проезд закрыт». Выглядит рыба-луна так, будто природа начала делать обычную рыбу, потом устала и оставила только гигантскую голову с плавниками. И эта тонна живого веса часто держится на диете из медуз. По расчетам биологов, одна средняя рыба-луна может съедать по 71 килограмму медуз в день. Плывущая выдра, прозрачная вода и лепестки цветов – все, что нужно, чтобы выдохнуть и почувствовать себя чуть-чуть лучше. Американский вальдшнеп. Сейчас все в Нью-Йорке съезжаются в Центральный парк, чтобы вживую увидеть эту птицу-красотульку. Она смешно ходит, постоянно качается всем телом. Так птица охотится. От ее шагов земля дрожит, и черви думают, что начался дождь. Они вылезают наружу и сразу попадают на обед. У вальдшнепа уникальное зрение. Она видит все по сторонам одновременно. Сдается однушка в доме 1325 года постройки. В квартире есть все необходимое. Телевизор, пепельница и диван. Адрес: Иран, деревня Кандаван, рядом с вулканом Сахант. Вообще жилплощадь выдолбили в скале из лавы. Летом в таких домах прохладно, зимой тепло. Никакого отопления или кондиционеров не нужно. Соседи тут самые разные. С одной стороны фермер с козами, с другой женщина, печет хлеб в тандыре. В Италии есть социальный феномен, который называется «уморел». Это мужики на пенсии, которые часами наблюдают за стройками, заложив руки за спину. Они следят за работой машин и людей, иногда давая непрошенные советы. К ним стараются относиться сдержанно и с пониманием, а некоторые компании делают специальные окошки в заборах, чтобы дедулики могли нормально наблюдать. «Уморел» происходит из болонского диалекта итальянского языка и означает «человечек». Левица Луна и ее ресницы. Живет Луна в открытом парке в городе Тегу в Южной Корее. Красивая и необычная внешность обусловлена, во-первых, лейкизмом. Это мутация, которая частично лишает шерсть пигмента, делая ее бело-серой, но сохраняет цвет глаз. Во-вторых, густыми черными ресницами. В-третьих, сложной драматичной историей судьбы. Родители Луны провели более 7 лет в кромешной темноте. Их тайно содержали в тесном бетонном бункере нелегального зоопарка. Но зоозащитникам удалось их освободить и эвакуировать в открытый Nature Park, где они и родили красавицу Луну в награду за все невзгоды. И все теперь счастливы. В 1954 году Хелен и Фрэнк Шрайдеры вместе со своей немецкой овчаркой по кличке Дина совершили легендарное путешествие от Аляски до огненной земли на амфибии Ford GPA, которую назвали «Тортуга». Они преодолели около 32 тысяч километров, включая водные участки через Дарьенский пробел. За 18 месяцев супруги доказали эффективность переоборудованной военной машины, превратив ее в надежный дом на колесах для прохождения джунглей и океана. Есть такое редкое явление – фасциация. Это когда растение вместо привычного круглого стебля вдруг начинает расти плоской лентой или образует причудливый гребень. Выглядит необычно, будто природа решила немного пофантазировать. В чем тут дело? На верхушке каждого побега есть особая точка роста – меристема. Обычно она работает как одна аккуратная точка, выпуская ровный округлый стебель. Но при фасциации эта точка словно растягивается или расщепляется, и рост перераспределяется по более широкой поверхности. К
Клетки делятся как обычно, но их расположение меняется. Отсюда и необычная форма. Почему так происходит? Причины могут быть разными. Гормональный сбой в тканях, генетическая мутация или вмешательство бактерий. Например, бактерия Rhodococcus fascians умеет влиять на сигналы роста и провоцировать такие изменения. Интересно, что само растение от фасциации обычно не страдает. Оно продолжает расти, цвести и жить своей жизнью, просто в немного необычной форме. Такая себе природная индивидуальность. Аллигатора можно распознать ночью по свечению глаз. У крупных особей они отсвечивают красным цветом, а у мелких – зеленым. Дочь Григория Распутина Матрена подавала иск в парижский суд на убийцу ее отца, требуя компенсацию $800 тысяч, но суд отклонил иск, так как преступление было совершено в России, а не во Франции. Каталитические нейтрализаторы – это детали автомобиля, которые часто крадут из-за содержащихся в них драгоценных металлов. В одном нейтрализаторе обычно находится от 2 до 7 граммов платины, палладия и родия, используемых для очистки выхлопных газов. В Финляндии вязание входит в школьную программу. Чтобы захватить Исландию во время Второй мировой войны, Великобритании потребовалось всего 746 морских пехотинцев. Мужчины набирают текст на клавиатуре в среднем быстрее женщин 44 слова в минуту против 37. При этом женщинам, как правило, гораздо больше, чем мужчинам, нравится практиковаться в печатании. В Германии было 2 короля по имени Генрих VII. Во избежание путаницы их принято обозначать как Генрих VII и Генрих VII цифра в скобках. Дикие собаки динго не всегда были дикими. По мнению ученых, это древняя порода одомашненных собак, примерно 4000 лет назад завезенная в Австралию людьми. Взрослых людей, не вступающих в брак и живущих с родителями, в Японии называют парасайта сингуру – паразит-одиночка. В 2008 году американец Майк Меррилл решил превратить собственную жизнь в подобие акционерного общества. Он создал сайт, выпустил 100 тысяч виртуальных акций по $1 и предложил всем желающим покупать доли в самом себе. Владельцы акций получили право голосовать по важным решениям. Стоит ли менять работу, начинать отношения, переходить на вегетарианство или делать вазэктомию? Последнюю идею инвесторы в итоге отклонили, зато одобрили изменения в рационе и множество других жизненных экспериментов. Проект не закончился как разовая шутка. Более чем через 15 лет Меррилл все еще остается, так сказать, публично торгуемым человеком. Акции продолжает покупать и продавать через его собственную биржу, а акционеры участвуют в голосованиях и даже избирают совет директоров. По данным самого Меррилла, к 2021 году было продано свыше 16 тысяч акций, а их рыночная цена выросла почти до $6 за штуку. Сегодня он читает лекции о своем необычном опыте и называет проект долгосрочным социальным экспериментом о коллективном принятии решений. В 2010 году почтовая служба США решила выпустить марку с изображением статуи свободы, но по ошибке вместо настоящего памятника использовала фотографию его копии, установленной у казино «Нью-Йорк-Нью-Йорк» в Лас-Вегасе. Позже суд обязал почтовую службу выплатить автору этой копии $3,5 миллиона за незаконное использование его работы. В XIX веке погибшим в сражениях морякам британского флота продолжали выплачивать жалования, чтобы обеспечить их семьи. Такие мертвые души называли вдовьими моряками. У 2 людей не бывает абсолютно одинакового рисунка радужной оболочки глаза. Как и отпечатки пальцев, узор из линий, пятен и бороздок на радужке уникален для каждого человека. До открытия нефтяных месторождений главным минеральным экспортом Техаса был помет летучих мышей. Из него получали селитру, важный компонент пороха. Во время гражданской войны в США из пещер Техаса ежедневно вывозили более тонны гуана. Серебро – это пищевая добавка Е174. Некоторые участки немецкого автобана строились так, чтобы их можно было быстро превратить во взлетно-посадочные полосы для военных самолетов. В 1806 году на скачках в Брайтоне поссорились британский парламентарий Хамфри Ховард и граф Берримор. После ночной игры в вист и обильной выпивке спор закончился вызовом на дуэль.
На рассвете противники встретились на ипподроме с пистолетами, однако Ховард неожиданно начал раздеваться и в итоге остался почти полностью голым, чем шокировал не только соперника, но и собравшуюся толпу. У этого поступка была вполне практическая причина. До политической карьеры Ховард служил хирургом и знал, что многие раненые умирают не от самой пули, а от инфекции, когда в рану попадают клочки грязной одежды. Поэтому он решил заранее избавиться от потенциального источника заражения. По одной из версий, граф Берримор не захотел войти в историю как человек, победивший почти голого противника и отказался стрелять. По другой, оба дуэлянта промахнулись и объявили вопрос чести исчерпанным. Так или иначе, дуэль закончилась без жертв. Каждый кассовый чек на Тайване – это лотерейный билет. Тайвань ввел эту систему в 1951 году, чтобы бороться с неучтенными и, следовательно, необлагаемыми налогом продажами. В первый же год после запуска лотереи налоговые поступления выросли на 75%. В 1970-е и 1980-е годы «Союзмультфильм» был самой крупной анимационной студией в Европе. Земли-Луна кажется гораздо меньше, чем Земля с Луны. На лунном небе Земля выглядит примерно в 15 раз крупнее. А свет от полной Земли может быть примерно в 50 раз ярче света полной Луны. На востоке Аравийского полуострова в X веке находилось мусульманское Карматское государство, устроенное по принципу коммунизма. Некоторые современные авторы прозвали его жителей большевиками ислама. Некоторые птицы избавляются от паразитов с помощью муравления, необычной процедуры, во время которой натирают перья муравьями или даже ложатся прямо на муравейник. Муравьи в ответ выделяют муравьиную кислоту, и птицы используют ее как природное средство против клещей, блох и пухоедов. Такое поведение описано более чем у 200 видов птиц. Муравление бывает двух видов. При активном птица хватает муравьев клювом и натирает ими перья. При пассивном просто расправляет крылья и позволяет муравьям ползать по телу. Особенно часто птицы прибегают к этому во время линьки. Сын Льва Толстого, Лев Львович Толстой, был антитолстовцем и писал в своей книге, что «никто не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем Толстой». Змея может делать холостые укусы без яда, чтобы отпугнуть крупное животное или человека, предпочитая экономить токсин для охоты. Будущий 20-й президент США Джеймс Гарфилд, будучи конгрессменом, опубликовал собственное оригинальное доказательство теоремы Пифагора. Сегодня известно уже более 370 доказательств этой теоремы, но доказательство Гарфилда до сих пор считается одним из самых элегантных. У большинства птиц перья весят больше, чем скелет. Темные пятна на поверхности Луны с 17 века принято называть морями, хотя никакой воды там, конечно, нет, это огромные равнины из застывшей вулканической лавы. Названия для них обычно подбирали либо водные, вроде моря дождей, моря волн или моря паров, либо связанные с душевными состояниями – море спокойствия, море ясности, море мечты. Но в 1959 году советская станция «Луна-3» впервые сфотографировала обратную сторону Луны, и на новых картах появились два неизвестных прежде моря. Одно из них советские ученые предложили назвать «морем Москвы». Название вызвало бурные споры среди астрономов. Оно нарушало многовековую традицию именования лунных морей. В 1961 году Международный астрономический союз все же официально утвердил его, а разрядить атмосферу помог французский астроном Оден Дольфус. Он заметил, что Москва – это по сути тоже душевное состояние. Позже выяснилось, что море Москвы – еще и одно из самых необычных мест на Луне. Японская миссия Кагуя обнаружила там аномально тонкую лунную кору, практически нулевой толщины под слоем базальтовой лавы. В середине 1840-х годов Урбан Жан-Жозеф Леверье предсказал существование 8-й планеты Солнечной системы, заметив аномалии в орбите Урана, который тогда считался последней планетой. Его расчеты оказались настолько точными, что астрономы обнаружили Нептун менее чем через час после начала поисков. Большое невольничье озеро в Канаде названо так из-за племени Слейви, проживающего неподалеку. Но из-за того, что «слейв» по-английски означает «раб», название озера неверно перевели на многие языки, в том числе и русский.
Парадоксальная лягушка из Южной Америки часто бывает крупнее в стадии головастика, чем во взрослом возрасте. Французский круассан – это изначально традиционное австрийское печенье кипфель, приготовленное из слоеного теста. На чемпионате мира 1974 года сборная Нидерландов до финала пропустила лишь один мяч, и тот в собственные ворота забил защитник Рут Кролл. Перед турниром один из спонсоров пообещал игрокам денежные премии за каждый гол, но в контракте не было уточнения, что попадания в свои ворота не учитываются. Тогда футболисты потребовали выплатить Кроллу бонус наравне с остальными авторами мячей. Спонсору пришлось согласиться. В официальной статистике такие попадания записываются на счет их авторов так же, как и обычные мячи. После этого случая многие компании начали отдельно прописывать в контрактах, что премии за поражение своих ворот не выплачиваются. Учитель Леонардо да Винчи умер потому, что, цитата, «съел слишком много арбуза». Изначально Джордж Лукас представлял Йоду высоким бородатым персонажем, похожим на Моисея. Окончательный облик героя создал художник Стюарт Фриборн, объединив собственные черты лица с внешностью Альберта Эйнштейна. Чтобы уберечь от болезни уникальную породу исландских лошадей, ввоз любых лошадей в Исландию запрещен. После смерти матери и разорения отца в начале 1930-х годов Кристиан Диор поехал в путешествие по СССР, чтобы спастись от депрессии. Существует популярный миф, будто НАСА потратила миллионы долларов на разработку ручки для письма в космосе, тогда как советские космонавты просто пользовались карандашами. На самом деле, американские астронавты тоже сначала писали карандашами и фломастерами, но это оказалось небезопасным. Графитовая пыль и мелкие детали могли попасть в оборудование или вызвать короткое замыкание в невесомости. В конце 1960-х изобретатель Пол Фишер создал герметичную ручку Space Pen, способную писать в невесомости, под водой и даже вверх ногами. Он разработал ее за собственные деньги и предложил НАСА примерно по $6 за штуку. Позже такими ручками пользовались не только американские астронавты, но и советские, а затем и российские космонавты. В начале 20 века национальный гимн Кореи исполнялся на мелодию шотландской народной песни «Auld Lang Syne». После создания Республики Корея в 1948 году страна сохранила текст гимна, но написала для него новую музыку. Чтобы поддержать боевой дух своих войск, сражавшихся на Тихом океане во время Второй мировой войны, британцы построили и отправили им плавучую установку по производству хмельного на базе лайнера «Минестеус». Муравьев вида Адитомирма винатрикс с Мадагаскара прозвали муравьями-дракулами из-за необычного способа питания. Взрослые особи не могут нормально есть твердую пищу, поэтому добычу сначала переваривают личинки. После этого взрослые муравьи прокусывают личинок и пьют их гемолимфу, жидкость, выполняющую у насекомых роль крови. При этом личинки обычно не погибают. Искусственный снег, использовавшийся во время съемок фильма «Волшебник страны Оз», 1939 год, был сделан из асбеста, материала, который позже признали сильным канцерогеном. В английской рок-группе The Yardbirds в разное время играли 3 из 5 лучших гитаристов мира – Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и Джефф Бек. В 1717 году русский царь Петр I приехал во Францию в поисках союза. Французским королем тогда был Людовик XV, которому было всего 7 лет. При встрече с мальчиком-королем Петр I, чей рост превышал 2 метра, подхватил его на руки, что считалось вопиющим нарушением королевского этикета. Усов 3 века. Верхнее для моргания, нижнее для сна и еще одно прозрачное веко, закрывающееся по диагонали, для защиты глаз без потери видимости. В христианском искусстве святых обычно изображают с круглыми нимбами, однако в средние века художники использовали и нимбы необычных форм. Например, Бога Отца иногда изображали с треугольным нимбом как символом Святой Троицы, а живых римских пап и некоторых святых с прямоугольным, чтобы показать, что человек еще не умер. Встречались и более редкие варианты.
На некоторых фресках добродетели изображались шестиугольными нимбами, а голову Богородицы иногда окружали 12 звезд, отсылка к жене, облеченной в солнце, из Апокалипсиса. Со временем круглый нимб почти полностью вытеснил остальные формы. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке расположен рядом с заливом, где обитает множество ромбических террапинов. Некоторые черепахи откладывают яйца возле взлетно-посадочных полос, и их перемещение туда и обратно иногда приводят к задержкам рейсов. Символ доллара старше самого доллара и, скорее всего, происходит от испанского слова «песос» – мелкие деньги. Буква «П» стала чертой, проходящей через букву «С». На первом гербе Теркса и Кайкоса, британской территории в Карибском регионе, по ошибке изображались иглу. В ранних эскизах геральдического знака были показаны кучи соли, важнейшего экспортного товара островов. Однако лондонские мастера приняли их за арктические домики и дорисовали двери. Герб с иглу использовался с 1869 по 1968 год. После начала ядерных испытаний уровень фоновой радиации на Земле вырос, и современная сталь в процессе производства заражается радионуклидами. Для обычного использования это не опасно. Однако такая сталь плохо подходит для сверхчувствительных приборов, вроде счетчиков Гейгера, медицинских детекторов и космических датчиков. Поэтому ученые долгое время использовали так называемую доядерную сталь, выплавленную до 1945 года. Одним из главных источников стали затонувшие корабли. Особенно ценятся суда, лежащие в бухте Скапа-Флоу на Оркнейских островах, где после Первой мировой войны немцы затопили свой флот. Сталь с этих кораблей использовали для создания приборов с минимальным уровнем собственного излучения. Циничные манипуляторы, игнорирующие социальную мораль ради достижения своих целей, в психологии называются макиавеллистами. Жуки-бомбардиры в случае угрозы стреляют едкой кипящей жидкостью. В их брюшке находятся две камеры с разными химическими веществами, которые становятся крайне реактивными при смешивании. Однажды в истории государственный долг США составлял $0 при правлении президента Эндрю Джексона в 1835 году. В США бабье лето называют индейским. Великий шторм 1703 года считается одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории Британии. Ураган обрушился на юг Англии в конце ноября и сопровождался ветром такой силы, что по всей стране срывало крыши, валило церковные шпили и топило корабли. По оценкам современников, погибли от 8 до 15 тысяч человек, а Королевский флот потерял несколько крупных военных судов. Шторм уничтожил более 400 ветряных мельниц, причем некоторые из них загорелись из-за слишком быстрого вращения лопастей. Последствия оказались настолько серьезными, что некоторые историки сравнивали ущерб с Великим Лондонским пожаром 1666 года. Стихия разрушила тысячи домов, уничтожила леса и затопила прибрежные районы. Английский писатель Даниэль Дефо позже выпустил книгу «Шторм», ставшую одним из первых в истории журналистских сборников свидетельств очевидцев крупной катастрофы. У грозы может быть собственный запах. Во время молнии электрический разряд расщепляет молекулы кислорода, а освободившиеся атомы затем образуют озон – газ с характерным резким ароматом. Само слово «озон» происходит от греческого «эзеин», что означает «пахнуть». Рыба-брызгун сбивает насекомых, плюя в них водой. Бабочка Сатурния Луна, Ахтиас луна, защищается от летучих мышей с помощью длинных хвостов на крыльях. Они отражают эхолокационные сигналы так, что хищники принимают хвост за тело насекомого и часто промахиваются при атаке. Тайская армия комплектуется согласно лотерее. Неотъемлемой частью образа Мэрилин Монро стал ее необычный голос, мягкий, низкий и с характерными придыханиями. Такой манере речи будущую актрису научил логопед. В детстве Монро страдала от заикания, и специальные дыхательные техники помогали ей говорить более плавно. Со временем этот голос превратился в одну из главных черт ее экранного образа. Однако в последние месяцы жизни заикание вернулось.
Во время съемок незавершенного фильма «Что-то должно случиться» Монро находилась в тяжелом эмоциональном состоянии, принимала сильное лекарство и испытывала серьезный стресс. По воспоминаниям современников, ей становилось все труднее произносить даже обычные реплики, а записи со съемочной площадки сохранили заметные приступы заикания. В викторианской Англии были популярны ванны-качалки. 1 грамм серебра можно вытянуть в проволоку длиной примерно 1,5 километра. 30 марта 1987 года пассажирский Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines сразу после взлета из аэропорта Джуно столкнулся с рыбой. Пилоты увидели орла, пересекавшего курс самолета с рыбой в когтях. Пытаясь уйти от столкновения, птица выронила добычу, и та ударила в небольшое окно над кабиной экипажа. На следующей остановке техники обнаружили на самолете жирное пятно и рыбью чешую. Позже в официальном отчете подтвердили, что причиной инцидента действительно стала рыба, выпавшая из когтей орла. История быстро стала авиационной легендой, тем более, что газеты написали о ней только 1 апреля, из-за чего многие решили, что это розыгрыш. В Alaska Airlines позже шутили, что с каждым пересказом рыба становилась все больше. В память об инциденте авиакомпания даже выпустила специальный самолет с гигантским изображением лосося на фюзеляже. В конце XVIII века инженер Вольфганг фон Кемпелен представил публике турка, якобы механического шахматиста, способного самостоятельно обыгрывать людей. На деле внутри устройства скрывался настоящий шахматист, управлявший автоматом изнутри. Несмотря на обман, турок десятилетиями гастролировал по Европе и даже играл против Наполеона и Бенджамина Франклина. Математик Чарльз Бэббидж не поверил, что машина думает сама, но заинтересовался самой идеей вычисляющего механизма. Позже он создал разносную машину, один из предшественников современных компьютеров. Сам Кемпелен, помимо шахматного автомата, также разработал одну из первых машин, способных имитировать человеческую речь. Демократия в древнегреческом городе-государстве Афины, первом известном государстве с такой формой правления, просуществовала около 180 лет. Право голоса там имели лишь 10-15% населения. Конституция США, вступившая в силу в 1789 году и заложившая основы первой современной демократии, действует уже чуть более 200 лет. Обычно завещание удостоверяется нотариусом или другим официально уполномоченным лицом. Однако в некоторых случаях юридическую силу имеют и написанные от руки документы без свидетелей. Для этого после смерти автора специалисты должны подтвердить, что он находился в здравом уме, действовал осознанно и что текст действительно принадлежит ему. В 1948 году канадский фермер Сесил Харрис оказался придавлен перевернувшимся трактором во время работы в поле и успел выцарапать на его крыле: «Если я погибну в этой передряге, все оставляю жене». Ниже он подписался: Сесил Джордж Харрис. Позже эксперты изучили надпись, и суд признал ее действительным завещанием. В одной чайной ложке почвы микроорганизмов больше, чем людей на Земле. В период с 2011 по 2013 год Китай произвел и израсходовал больше цемента, чем США за весь 20 век. На Шри-Ланке дни полнолуния являются выходными. ЦРУ оказалась создателем собственной настольной игры для обучения аналитиков и оперативников. Карточная игра Collection Deck использовалась внутри ведомства как симулятор разведывательной работы. Участники собирали информацию, противодействовали соперникам и пытались справляться с международными кризисами. О ее существовании стало известно после публикации рассекреченных документов, полученных по закону о свободе информации. Позже блог TechDirt вместе со студией Diegetic Games адаптировал игру для широкой публики и выпустил ее на Kickstarter под названием CIA – Collect It All. Проект вызвал большой интерес и собрал более $150 тысяч, в несколько раз больше запрошенной суммы. Игра вышла ограниченным тиражом, который быстро распродали, поэтому сегодня ее физические экземпляры считаются коллекционной редкостью. В Японии большинство усыновленных – взрослые мужчины 20-30 лет.
Часто это делают, чтобы передать семейный бизнес и снизить налог на наследство, зависящее от числа детей. С 1998 по 2013 год около 10% всей электроэнергии США производилось из урана, полученного после переработки советских ядерных боеголовок. Существуют галактики-каннибалы. Согласно исследованию 2019 года, галактика Андромеды, крупнейший сосед нашей галактики, пожирает более мелкие галактики в течение уже как минимум 10 миллиардов лет. В начале 1990-х, когда Стэнли Кубрик почти не появлялся на публике, британский мошенник Алан Конвей успешно выдавал себя за знаменитого режиссера. Хотя он совсем не был похож на Кубрика, например, не носил бороды, это не мешало ему давать, так сказать, эксклюзивные интервью, обещать актерам роли в будущих фильмах и жить за чужой счет в ресторанах и клубах. Среди тех, кого он сумел обмануть, были журналисты, актеры и представители шоу-бизнеса. Настоящий Кубрик, узнав об аферисте от своего адвоката и помощника Энтони Фрюина, не разозлился, а наоборот нашел эту историю забавной. Конвей настолько прославился своими выходками, что позже о нем сняли фильм «Быть Стэнли Кубриком» с Джоном Малковичем в главной роли. Любопытно, что и сам Конвей, и Кубрик умерли почти одновременно. Оба от инфаркта, с разницей всего в несколько месяцев. Под действием солнечного света алмазы начинают люминесцировать, то есть светиться различными цветами. В 2022 году Starbucks сообщила о доходе в $212 миллионов от неиспользованных подарочных карт. В гольфе вероятность дважды за одну игру попасть в лунку с первого удара составляет 1 к 67 миллионам. Последняя реклама, в которой голливудский актер Джеймс Дин снялся перед гибелью в автокатастрофе, реклама о безопасности на дорогах. Крупнейшая в мире фабрика по печати Библий регулярно выпускает около 1 миллиона экземпляров в месяц. Она находится в Китае, стране, официально считающейся атеистической. Один из самых дорогих сортов кофе в мире – Kopi Luwak – производят в Индонезии с помощью мусангов. Эти зверьки поедают спелые кофейные ягоды, переваривая мякоть вокруг зерен. Затем зерна собирают из помета, промывают и сушат. Считается, что ферменты в желудке этих зверьков расщепляют белки, придающие кофе горечь, из-за чего напиток приобретает более мягкий вкус и необычный аромат. Название кофе происходит от индонезийских слов «копи» – «кофе» и «лувак» – «мусанг». Изначально такой кофе собирали только в дикой природе, но из-за высокого спроса появились фермы, где мусангов держат в клетках и специально кормят кофейными ягодами. Многие ценители считают, что дикий Kopi Luwak вкуснее, потому что на воле зверьки выбирают только самые лучшие плоды. Если огромный метеорит будет угрожать Земле, мы можем даже не узнать об этом заранее. В 2018 году над Беринговым морем взорвался метеорит мощностью около 10 хиросимских бомб, и ученые заметили его только постфактум, потому что событие произошло над малонаселенным районом, где почти не было наблюдений. Китайские шашки изобрели в Германии в 1892 году, а китайскими их назвали в 1928 году в рекламных целях. Тревога и депрессия могут вызывать физическую боль. Взаимное гарантированное уничтожение – концепция, согласно которой применение одной из противоборствующих сторон ядерного оружия приведет к полному уничтожению обеих сторон, независимо от того, какая атакует первой. Название породы бульдог происходит от названия развлечения, популярного в Европе с древних времен – бульбейтинга – травли быков собаками, поскольку изначально породу вывели именно для этой цели. До 1960-х годов из голубого тунца, считающегося в наше время деликатесом, делали корм для кошек. Считалось, что по своим вкусовым качествам эта рыба в пищу людям не годится. Лондон был основан римлянами и изначально назывался Лондиниум. Ключица растет до 23-25 лет.
После выхода «Братьев Блюз» в 1980 году владельцы кинотеатров, контролировавшие более половины кинорынка США, отказались показывать фильм, заявив, что в нем слишком много чернокожих актеров. Несмотря на это, картина вошла в десятку самых кассовых фильмов года в американском прокате. Знаменитое изречение «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой» впервые встречается в древнеегипетской поэме, написанной между 2040 и 1650 годами до нашей эры. По данным Mayo Clinic, у людей, живущих в радиусе 1,5 километров от поля для гольфа, вероятность получить диагноз болезнь Паркинсона более чем вдвое выше, чем у тех, кто живет в 10 километрах и более от ближайшего поля. В 2018 году жительница Швеции сделала татуировку с именами своих детей – Новы и Кевина. Позже она обнаружила, что тату-мастер по ошибке написал Кельвин вместо Кевин. Однако вместо того, чтобы исправить татуировку, женщина официально сменила сыну имя. Советский баскетболист Янис Круминьш, уроженец Латвии, начал играть в баскетбол только в 23 года. Тренер Александр Гомельский заметил 220-сантиметрового гиганта и уговорил его попробовать себя в новом виде спорта. Чтобы Круминьш быстрее освоился, Гомельский ежедневно проводил с ним 2-часовые индивидуальные тренировки еще до начала занятий всей команды. Уже через 2 года новичок стал чемпионом СССР, а в 1956 году завоевал серебро Олимпиады в Мельбурне. Впоследствии Круминьш стал одним из сильнейших центровых Европы. Трижды выиграл Кубок европейских чемпионов с рижским АЭСКО, трижды становился чемпионом Европы в составе сборной СССР и завоевал еще 2 олимпийские серебряные медали. Винсент Ван Гог впервые взялся за кисть, когда ему было уже под 30, а большинство его картин написаны в последние 2 года жизни. До начала 20 века французы ели майских жуков. Рецепт супа из майских жуков 19 века гласит: поджарьте фунт майских жуков без крыльев и ножек в кипящем масле, затем сварите их в курином бульоне, добавьте немного телячьей печени и подавайте с зеленым луком на тосте. Некоторые змеи, включая гремучих, способны воспринимать инфракрасное излучение и буквально видеть тепло. Чтобы не стать их добычей, калифорнийские суслики выработали необычную тактику. Заметив хищника, они начинают быстро размахивать хвостом и усиливают приток крови к нему, делая его заметно теплее. Для змеи такой сигнал означает, что потенциальная жертва слишком крупная и неудобная для атаки. Исследования показали, что суслики нагревают хвост только при встрече с гремучими змеями, способными воспринимать инфракрасное излучение, но не делают этого при контакте с неядовитыми змеями, лишенными такой способности. Кроме того, их характерное размахивание хвостом служит предупреждением для других сусликов. Заметив сигнал, сородичи становятся более осторожными и внимательнее следят за возможной опасностью. Уолт Дисней – рекордсмен по количеству Оскаров. Он выигрывал премию 22 раза. Когда британские землемеры в середине XIX века вычислили высоту тогдашнего пика 15, будущего Эвереста, результат получился ровно 29 тысяч футов. Руководитель работ Эндрю Во опасался, что такая круглая цифра будет выглядеть как грубая оценка или округление. Поэтому в официальном отчете высоту указали как 29 тысяч 2 фута. Ричард Харрис, сыгравший Альбуса Дамблдора в первых 2 фильмах киноэпопеи «Гарри Поттер», согласился на эту роль, потому что его маленькая внучка пригрозила никогда с ним не разговаривать, если он откажется. Кашалоты спят в вертикальном положении. Как природное кристаллическое неорганическое твердое вещество с упорядоченной структурой, лед считается минералом. Когда Джон Рональд Руэлл Толкиен познакомился со своей будущей женой Эдит, пара проводила время в чайной, бросая с балкона кусочки сахара на шляпы прохожих, пока сахарница не пустела. Префронтальная кора – часть человеческого мозга, отвечающая за принятие рациональных решений, полностью созревает только к 25 годам. Гай Юлий Цезарь был политиком и полководцем, назначившим самого себя римским консулом, диктатором и великим понтификом.
но он никогда не был императором. В среднем в человеческом теле содержится 0,2 миллиграмма золота. Идею зубной феи придумал испанский писатель Луис Колома в 1894 году в сказке, написанной для 8-летнего короля Альфонса XIII, когда тот потерял первый молочный зуб. Самое мощное землетрясение, зафиксированное современными сейсмологами, произошло в Чили 22 мая 1960 года. Его магнитуда составила 9,5. В пальцах нет мышц, их движение обеспечивают мышцы ладони и предплечья. Земля с раскраской, отражающей гравитационные аномалии. Одна и та же гиря, взвешенная на одинаковых весах, будет тяжелее в красных зонах и легче в синих. Правитель гуннов Аттила, захвативший пол Европы в середине V века, страдал частыми носовыми кровотечениями. Он умер бесславно, напившись на собственной свадьбе. Во сне у него пошла носом кровь, которая попала в легкие, и Аттила умер, так и не проснувшись. Мы никогда не прикасаемся к предметам по-настоящему. Наши электроны отталкиваются от электронов других объектов. Касание – это всего лишь иллюзия, созданная электромагнитным взаимодействием. Во всех языках мира больше названий для теплых оттенков, чем для холодных. Вероятно, это связано с тем, что умение различать цвет спелых плодов, то есть красных и оранжевых, было важно для выживания. В отличие от большинства саламандр и других амфибий, альпийские саламандры не несут яйца, а являются живородящими. Самка вынашивает детеныша 1-3 года и рожает полностью развитую новую особь. Существует множество растений, цветущих зимой, например, рождественские розы, зимние анютины глазки, зимний аконит и, конечно, подснежники. Перед тем, как размораживать рыбу в вакуумной упаковке, ее следует вынуть, так как в такой упаковке могут жить бактерии, вызывающие ботулизм. Широко известная иллюстрация эволюции называется «Марш прогресса». Ее создал художник Рудольф Залингер в 1965 году. Новорожденные дети могут видеть мир только в черно-белых тонах с оттенками серого. Российская рэп-группа Bad Balance была названа в честь бренда кроссовок New Balance. Хотя капуста огородная повсеместно выращивается как однолетнее растение, она растет 2 года. На 2-й год капуста зацветает, даже если качан не посажен в землю. Белоголовый орлан может парить вверх лапами. Во время драки за самку самцы балканской черепахи стараются перевернуть друг друга на спину. Высока вероятность, что поверженный противник больше никогда не сможет встать на ноги. Ученые не отрицают существование шаровой молнии, поскольку есть многочисленные свидетельства этого явления, но экспериментально до сих пор не могут ни подтвердить его, ни опровергнуть. Существует более 130 популярных песен, в которых используются одни и те же 4 аккорда. Микробиота, населяющая наш кишечник и другие органы, это сочетание множества видов разных организмов, от бактерий простейших до грибов, живущих в основном на поверхности слизистых. В течение 1-го месяца беременности человеческий эмбрион имеет размер 0,14 мм, а к тому времени, когда ребенку приходит пора появиться на свет, его тело увеличивается в более чем 3000 раз. Планеты Солнечной системы вращаются не вокруг Солнца, а вокруг центра масс Солнечной системы, который называется барицентром. Правда, барицентр почти всегда совпадает с расположением Солнца. Молнии удобряют почву, во время вспышек разрываются азотные связи, а дожди переносят азот в почву. Там молекулы азота смешиваются с минералами и образуют нитраты. Корейское название Samsung означает «3 звезды». 3 символизирует что-то многочисленное и могущественное, в то время как звезды означают вечность. Обслуживание спутниковой системы навигации GPS, которой бесплатно пользуются люди во всем мире, обходится в $2 миллиона в день и оплачивается американскими налогоплательщиками. Когда нас тошнит, слюнные железы выделяют много слюны, чтобы защитить зубы от эрозии зубной эмали из-за действия желудочной кислоты.
Рыбка Дори из «В поисках Немо» считается самым достоверно изображенным персонажем с проблемами с памятью. Ее трудности соответствуют тем, с которыми в реальной жизни сталкиваются люди с амнестическим синдромом. В теории чисел совершенными называют целые числа, равные сумме их положительных делителей. Наименьшее такое число – 6, поскольку 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Если вы возвращаетесь домой каждый день в одно и то же время, ваша собака быстро запомнит этот распорядок. Она ориентируется на то, сколько вашего запаха осталось в доме и сколько успело выветриться за время вашего отсутствия. Около 70% пресной воды Земли находится в ледяном покрове Антарктиды. Вигго Мортенсену, исполнителю роли Арагорна во «Властелине колец», предлагали сняться в кинотрилогии «Хоббит», но он отказался, пояснив, что этого персонажа нет в одноименной книге Толкиена. 1 миллион секунд равен 11,5 дням, 1 миллиард – 31 году, 1 триллион секунд – это 31 170 лет. Сканеры штрих-кодов считывают не сами полосы, а отраженный от них свет. Черные полосы поглощают свет, а белые отражают его, и сканер фиксирует разницу, превращая ее в данные. Среднее число скелетов в организме человека превышает 1. Как такое возможно? Из-за наличия в человеческой популяции множества беременных женщин. Обезьяны используют зубочистки, любые острые палочки, найденные в природе, от крепких травинок до птичьих перьев. Медные дверные ручки дезинфицируют сами себя за 8 часов. Медь токсична для бактерий, грибов, вирусов и прочих микроорганизмов. Ежегодно Иерусалимская почта получает больше 1000 писем, адресованных Богу. Письма шлют со всего мира, и они адресованы Иисусу Христу в Иерусалим. В них люди каются в грехах, просят о помощи, а в некоторых лежат деньги. Большинство детей рождается с голубыми глазами. В течение первых 12 месяцев клетки начинают вырабатывать меланин, и цвет глаз может измениться. В американском штате Техас люди во время просмотра фильмов в кинотеатрах едят соленые огурцы. Глобальное потепление разрешило земельный спор между Индией и Бангладеш. Спорный остров Нью-Мур, Южный Талпатти, исчез, уйдя под воду. Начальники в рабочее время гораздо больше времени проводят в соцсетях, чем их подчиненные, показало исследование с участием 11 тысяч человек. Есть состояние ума, противоположное паранойе. Это пронойя. Человек, страдающий паранойей, считает, что мир сговорился против него, а страдающий паранойей, напротив, считает, что все сговорились, чтобы сделать его жизнь лучше. Каждый 24-й житель Нью-Йорка – миллионер. Однако большую часть этих денег составляет ипотечный кредит. Пшеничную крупу делают из пшеницы, а пшено – из проса. Во время спектаклей в театре «Палас» в Лондоне 2 места всегда пустуют. Их оставляют для призраков, так как популярное суеверие гласит, что в каждом театре обитают призраки. Австралия – самый засушливый континент в мире. Дождь почти никогда не выпадает на 70% ее территории. По всей длине Южной Америки расположено около 200 вулканов. Из примерно 50 тысяч известных съедобных видов растений люди сегодня употребляют в пищу лишь около 200 видов. Если весь лед на планете растает, уровень моря поднимется примерно на 70 метров. Все прибрежные города будут затоплены. Вместе с морской водой мы проглатываем тысячи морских жуков. Эти жуки – часть зоопланктона, обитающего в морской воде. Они настолько крошечные, что не видны невооруженным глазом. Взрослые зубы есть у нас с рождения, но они спрятаны в черепе. Постепенно они вырастают, вытесняя молочные зубы и заставляя их выпадать. Николай II имел пасхальную традицию – благодарить каждого из солдат своей личной охраны поцелуями. Это занимало от 2 до 4 дней. За один глоток пищи синий кит получает 500 000 килокалорий. В холодную погоду рукокрылые заворачиваются в крылья, как в плащ.
Слово «грех» в русском языке изначально значило «ошибка». Поднятие животным верхней губы с обнажением зубов называется флемен. Это движение помогает распознавать запахи. В 2013 году бельгийский клуб FC Racing Boxberg подписал контракт с 20-месячным Брайсом Брайтсом, сделав его самым молодым профессиональным футболистом в истории. Шимпанзе узнают друг друга по попам так же хорошо, как люди узнают друг друга по лицам. Пеле – единственный футболист в истории, трижды ставший чемпионом мира как игрок в 1958, 1962 и 1970 годах. Крошечное морское животное гидроктиния способно всего за несколько дней отрастить себе новую голову, если хищник откусит предыдущую. В индийских штатах Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш сотрудники полиции получают специальное пособие, если у них есть усы. При этом ношение бороды полицейским категорически запрещено. Однажды Владимир Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Юрьевне Брик кольцо с ее инициалами ЛЮБ. Так как буквы были расположены по окружности кольца, они складывались в слово «люблю». Одна из самых глубоких впадин на Земле, впадина Бентли, находится в западной части Антарктиды и полностью заполнена льдом. Ее глубочайшая точка 2540 метров ниже уровня моря. Самая низкая точка суши – озеро Мертвое море. Уровень воды в нем на 430 метров ниже уровня океана и продолжает падать примерно на 1 метр в год. Во время полных солнечных затмений пчелы перестают летать. Примерно 700 миллионов лет назад температура на Венере была сопоставима с земной. Сейчас средняя температура на ее поверхности составляет 467 градусов Цельсия. Когда мы двигаем глазами, барабанные перепонки тоже приходят в движение. При движении глаз вправо они отклоняются влево и наоборот. Человек способен запомнить в среднем около 5000 лиц. Слова «спагетти», «конфетти», «граффити» имеют единственное число. Одна спагеттина правильно называется спагетта. Один кусочек конфетти – это конфетта. Один рисунок на стене дома – граффита. Люди впервые увидели Антарктиду всего 200 лет назад. В 1820 году ее открыла русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Азия – крупнейшая часть света по территории, численности и плотности населения. Ее площадь составляет 44 миллиона 614 тысяч квадратных километров. Это примерно треть всей суши Земли. Лягушка-древолаз кормит детенышей икрой. Вылупившиеся головастики нуждаются в питании, и мать откладывает для них неоплодотворенные икринки в качестве еды. Новорожденный ребенок на 78% состоит из воды, а взрослые люди на 55-60%. Кролики самой крупной в мире породы фландер, длиной с немецкую овчарку. Геокэшинг – туристская игра, участники которой должны при помощи GPS-навигатора найти тайник, спрятанный другими игроками где-то на земле. В XIX веке люди не улыбались на фотографиях, поскольку улыбка в изобразительном искусстве приравнивалась к ухмылке и считалась свойственной только представителям низшего класса – крестьянам, пьяницам, юродивым и тому подобным. Чем больше город, тем быстрее ходят его жители, показало исследование. Гиеновидная собака способна за один присест съесть до 9 килограммов мяса, что составляет от половины до трети ее массы тела. Солнечный свет повышает уровень тестостерона у мужчин, а также усиливает романтическую страсть у обоих полов. Существуют огненные смерчи, фаернадо, возникающие в период лесных пожаров. Они создаются и подпитываются горячим сухим воздухом, быстро поднимающимся с земли. В среднем на сон у льва уходит 18 часов, но если лев обильно поел, он может проспать 24 часа подряд. Левицы в среднем спят 15 часов в сутки. Мультфильм «Бэмби» входит в список 25 лучших фильмов ужасов всех времен по версии журнала Time.
500 – минимальное число людей, которое должно выжить в апокалипсисе, чтобы у нас был шанс восстановить популяцию своего вида, не имея проблем с инбридингом. Знаменитый композитор Бетховен, как известно, был глухим, однако мог создавать великие произведения. Каким образом? Он слушал зубами. Композитор приставлял к роялю конец трости, а другой конец зажимал в зубах. Так звук доходил до внутреннего уха. Древние греки и римляне использовали навоз крокодилов в качестве омолаживающего средства. Чаще всего его накладывали плотным слоем на лицо, как косметическую маску. Сахара – огромнейшая пустыня, почти целиком заполнена гравием. В основном она состоит не из песка, а из крошечных камешков красного, белого и черного цвета. 13 братьев и сестер из ирландской семьи Доннелли родились с 1924 по 1945 год, и все прожили необычно долгую жизнь, в сумме 1075 лет. В 2017 году их признали самой долго живущей семьей в истории, и рекорд зафиксировали в книге рекордов Гиннесса. Трилогия «Властелин колец» имеет самое большое число наград в истории кинематографа. Экранизация бессмертного романа получила в общей сложности 475 наград из 800 номинаций. Гелий был впервые обнаружен в 1868 году при изучении хромосферы Солнца, поэтому его назвали в честь бога Солнца – Гелиоса. Лишь спустя 27 лет гелий нашли и на Земле. Каждый день на поверхность нашей планеты осыпается около 100 тонн космической пыли. На изображении лестницы в Пизанской башне. Зеброид – это гибрид зебры с другим представителем семейства лошадиных. Размер обуви статуи свободы 879. На съемках Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф сменил 70 палочек и 160 пар очков. Также было создано 40 медальонов Слизерина, 250 портретов для мраморной лестницы и 210 тысяч монет для сцены в банке Гринготс. Для нормальной работы печени очень важна клетчатка. Исследование 2017 года утверждает, что одно яблоко, груша или другой фрукт с твердой кожицей, съедаемый каждый день, поддержит здоровье печени и поможет ей справиться с повреждениями. Каждая капля дождя образуется вокруг микроскопической частицы, например, пылинки, сажи или кристаллика соли. Без них водяной пар не смог бы превратиться в каплю, и дождь бы просто не прошел. До 1987 года в Исландии не было телепередач по четвергам. Идея заключалась в том, чтобы оставить этот день для общения. Сейчас исландцы, родившиеся до 1987 года, шутят, что, скорее всего, были зачаты именно в четверг. Adidas прекращает спонсорскую поддержку, если узнает, что спортсмен связан с саентологией. Такие условия были прописаны в ряде контрактов. В шахматах пешка, достигшая 8-й горизонтали, может быть превращена в любую фигуру того же цвета. Чаще всего игроки выбирают ферзя в 96,9% случаев. В США биллион всегда означал миллиард, а в Британии до конца 20 века под этим словом понимали триллион. Одно слово, а разница в 3 нуля. Магазин, в котором живут 1000 оттенков. В маленьком магазине карандашей в Тегеране стены от пола до потолка покрыты тысячами цветных карандашей. И каким-то невероятным образом его владелец Мохаммад Рафи точно знает, где находится каждый из них. Этот магазин существует уже несколько десятилетий и со временем превратился не просто в канцелярию, а почти в настоящий архив цвета. Пляж любви на мексиканском острове Мариета образовался после военных испытаний в начале 20 века. Один из снарядов пробил вход в пещеру, которая располагается в прибрежной зоне острова. В получившемся кратере и образовался сам пляж. В итоге место уединенное и очень красивое. Чтобы попасть туда, нужно 150 метров проплыть через пещерный архипелаг. Правда, туристов там тоже много бывает. Шундонг
Самая большая пещера в мире. Она находится во Вьетнаме и была случайно обнаружена фермером Хо Ханем в 1991 году. Шондонг поражает своими размерами. Внутри располагается около 150 пещерных залов, некоторые высотой до 200 метров. Природная архитектура пещеры отличается красотой, а микроклимат – уникальностью. Это стало возможным благодаря тому, что пещера долгое время оставалась недоступной для человека. Чтобы попасть туда, нужно перейти вброд реку, пройти через джунгли и спуститься по веревке на 80 метров вниз. На юге Аргентины, в провинции Санта-Крус, есть пещера Куэва де лас Манус, что переводится как «пещера рук». На ее стенах есть множество разноцветных отпечатков древних людей. Самым старым около 11 тысяч лет. Почти все отпечатки рук левые и принадлежат подросткам. По одной из версий, это был обряд инициации, связанный с посвящением в охотники. Существует предположение, что в основном охотой занимались женщины, поскольку это требовало значительных физических усилий и выдержки, в то время как мужчины должны были восстанавливаться, чтобы в любой момент быть готовыми защищать свое племя от врагов. Репин написал «Бурлаков на Волге» и «Запорожцев», но эту картину вы не спутаете ни с чем. Илья Репин, «Негритянка», 1876 год. Русский музей, Санкт-Петербург. В 1873 году Репин уехал в Париж. Там он увидел выставку испанца Фортуни и был сражен его цветом и светом. «Негритянка» стала прямым откликом. Молодая женщина сидит на полу по-турецки, скрестив ноги. На ней роскошный восточный наряд, крупные золотые украшения. За спиной кальян, рядом кувшинчик. Но главное – это взгляд. Усталый, задумчивый, будто она ушла в себя. Репин всегда писал правду. Крестьян, бурлаков, революционеров. И вдруг экзотический портрет. Неожиданно, правда? Но он и здесь остался собой. Не стал любоваться экзотикой, а показал достоинство и внутреннюю красоту. Лицо написано тонко, почти гладко. Украшения широкими мазками, так что блестят по-настоящему. В 1876 году Репин выставил «Негритянку» в парижском салоне. Потом продал картину, и она исчезла почти на 60 лет. О ней забыли. Только в 1938 году Русский музей купил ее у коллекционера. Кто эта женщина? Искусствоведы до сих пор не знают. Ни имени, ни обстоятельств знакомства. Репин писал не с картинки, а с натуры. И ему удалось создать образ глубокий и загадочный. Забытый морской великан. Этот лайнер был спущен на воду в 1953 году под названием City of York, а позже получил имя Mediterranean Sky. Когда-то он перевозил тысячи пассажиров по Средиземному морю, олицетворяя эпоху роскошных морских путешествий. Но с годами пассажирские перевозки стали терять популярность, и в 1990-х судно вывели из эксплуатации. Корабль оставили в заливе Элевсин недалеко от Афин, где море и время постепенно превратили его в ржавеющую тень самого себя. К 2002 году лайнер начал опасно крениться, и его специально посадили на мель, чтобы он не ушел под воду окончательно. Сегодня огромный корабль лежит на боку, наполовину погруженный в море. Проржавевший корпус, пустые палубы и разбитые иллюминаторы выглядят одновременно завораживающе и тревожно, словно призрак ушедшей эпохи. Представьте зверька легче пальчиковой батарейки. Это западный карликовый поссум. Питается нектаром, живет на деревьях в Австралии и управляется с ветками так, будто у него 5 конечностей. Абсолютная крошечность. Это львица после неудачной охоты на буйвола. Она возвращается в прайд уставшей, злой и по макушку в грязи. Лев старается держаться подальше, а львята притихли, чтобы не вызвать ее гнев. Женщины после тяжелого рабочего дня, как пороховые бочки. А случилось следующее. Львица запрыгнула буйволу на спину, и, казалось, успех всего в паре укусов, осталось лишь добраться до шеи. Но буйвол скинул грозную хищницу, как котенка, причем скинул он ее в топь. Львице пришлось сильно постараться, чтобы выбраться. Ее спутницы, 2 других львицы, так из-за нее переживали, что забыли про буйвола, который спокойно убежал и даже время от времени с интересом поворачивался, чтобы взглянуть на потуги хищницы в грязи. Все это наблюдали местные рейнджеры и зоологи.
Буйвол удрал, сама чуть не утонула в грязи, а тут еще эти двуногие пялятся. Вот это по-настоящему паршивый день. Этот человек обманул смерть 7 раз, а потом еще выиграл в лотерею. Франо Силак был обычным учителем музыки из Хорватии. Первый раз он едва не погиб в 1957 году. Автобус, в котором он ехал, съехал с дороги и упал в реку. Силак выбрался и доплыл до берега. Второй раз поезд. В 1962 году состав сошел с рельсов и рухнул в ледяную Неретву. 17 пассажиров погибли, а Франо разбил окно, выбрался сам и помог спастись знакомому. Третий раз самолет. В 1963 году его выбросило из салона на высоте около 800 метров. Силак приземлился в сток сена и выжил. После такого нормальный человек навсегда перестал бы пользоваться транспортом. Франо попробовал. Не помогло. В 1970 году его автомобиль загорелся, и он успел выйти за секунды до взрыва бака. В 1973 другая машина снова вспыхнула. Огонь вырвался через вентиляцию и спалил ему волосы, но его самого почти не тронул. В 1995 году Силака сбил автобус в Загребе. И снова без тяжелых последствий. 7-й случай произошел в 1996 на горной дороге. Грузовик ООН едва не врезался в его машину. Франо свернул, пробил ограждение, автомобиль полетел в ущелье, а он выпрыгнул и зацепился за дерево. Машина разбилась внизу. И после всего этого Силак сделал то, что звучит как издевательство над статистикой. Купил лотерейный билет и выиграл 900 тысяч евро. Он купил дом, дачу, раздал деньги друзьям и родственникам, подарил десятки автомобилей и до конца жизни шутил над собственной удачей. Умер он в 2016 году, тихо, мирно, в 86 лет. Мундари – одна из небольших этнических групп, расположенная примерно в 75 километрах к северу от Джубы, столицы Южного Судана. Мундари не строят дома и хижины, у них практически нет палаток, а спят они прямо рядом со своими коровами. Днем в деревне в основном можно встретить лишь женщин и детей. Почти все мужчины уходят пасти коров. Оставшиеся в деревне люди собирают коровий навоз в кучи, после чего вечером их поджигают. Они наносят на себя золу от сгоревшего коровьего навоза. Это один из способов защититься от комаров. Золой здесь также чистят зубы, поскольку она обладает дезинфицирующими свойствами и убивает бактерии. Мужчины Мундари иногда моют свои волосы коровьей мочой. Мочевая кислота придает волосам красный, желтый или оранжевый цвет, который они считают красивым. Воинственному племени приходится постоянно охранять скот от захватчиков, поэтому пастухи даже спят со своим стадом, не снимая рук с заряженных автоматов Калашникова. Основа рациона племени – молоко, йогурт, коровья кровь. В то время как в большинстве современных фильмов используются дорогие компьютерные технологии для омоложения актеров, во франшизе фильмов ужасов «Пила» был использован гораздо лучший метод, когда Тобин Белл просто носит бейсбольную кепку задом наперед во флешбеках. Кошки способны пролезать в очень узкие отверстия, благодаря особенностям своего скелета. У них ключица не жестко соединена с другими костями, поэтому основным ограничивающим фактором становится ширина головы и плеч. Кроме того, кошки часто ориентируются на длину своих усов, которая примерно соответствует минимальной ширине проема, через который они могут пройти. Однако у домашних кошек с избыточным весом этот ориентир может работать не так точно. Они не учитывают увеличившиеся размеры своего тела и нередко застревают в местах, которые, по их мнению, должны быть проходимыми. Майский жук живет во взрослом виде всего от 3 до 7 недель. За это короткое время он успевает найти пару, отложить яйца и завершить свой путь. Но прежде чем увидеть свет, майский жук проводит под землей целых 3-5 лет в стадии личинки. Их годы жизни уходят на подготовку, а на полноценную жизнь всего несколько недель. Их жизнь хрупкая и очень короткая, поэтому будьте к ним осторожны и добры. Апоки – геологические чудеса на реке Сухона в Вологодской области. В крутых берегах высотой до 60 метров причудливо переслаиваются мергели и глины различного цвета, создавая красивый пейзаж. Земляной волк – уникальный и безобидный хищник Африки, питающийся одними термитами. Зубы редкие, лапки слабые.
При угрозе раздуваются и топорщат гриву. Если это не помогает, то они выпускают едкий газ. Если не помогает и это, смиряются и терпят. В пустыне Сахара на территории Мавритании находится одна из самых необычных геологических форм на планете – структура Решат, более известная как глаз Сахары. Это гигантское кольцеобразное образование диаметром около 40-50 километров, которое особенно хорошо видно из космоса. Раньше ученые предполагали, что структура могла появиться после падения метеорита или вулканической активности, но сегодня основная версия связана с эрозией древнего геологического купола. Миллионы лет ветер и вода постепенно разрушали слои пород, из-за чего и проявились концентрические кольца. Инжир – одно из самых древних культурных растений. Это самая еврейская ягода от ветхозаветных времен до наших дней. Инжир – один из 7 плодов, которые выделены еврейской святой Торой как основные символы плодородия святой земли Израиля. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, маслины и финики. Самый большой инжировый сад на земле – это сад Дани Якира из города Биньямина в Израиле. В его инжировом саду растет 200 разных сортов смоковницы. Это одна из самых больших инжирных коллекций в мире, конкурирующая даже со знаменитыми национальными садами в Провансе. Поражают деревья, на которых растут 3-4 разных сорта фиги одновременно. Плоды этого растения используются в медицине с древних времен. Инжир богат витаминами и минералами, в его состав входят калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь и другие. Он очень калорийный, хорошо насыщает, надолго убирая чувство голода. В темноте океанского дна уже миллионы лет существует невероятный союз. Креветка-пистолет, почти слепая, с поразительной точностью роет и поддерживает их общее убежище. Бычок-креветочник, зоркий и внимательный, стоит на страже у входа, следя за опасностью. Одно прикосновение усиком – постоянная связь между ними. Стоит бычку дернуться, и креветка исчезает за долю секунды. Это эволюция в ее лучшем виде. Два совершенно разных существа обмениваются способностями ради выживания. Зрение в обмен на укрытие. Укрытие в обмен на зрение. В океане выживание редко бывает случайностью. Оно строится на адаптации, доверии и времени. Маколей Калкин. От золотой клетки до счастливого финала. После «Один дома» Маколей стал не просто звездой, а заложником алчного отца. К 14 годам гонорары выросли до $8 миллионов, но ценой стало разрушенное детство. В разгар судебных войн родителей за его миллионы подросток совершил невозможное. Через суд уволил родителей и заблокировал им доступ к своим деньгам, поставив карьеру на паузу. Годы забвения, борьба с зависимостями и пугающие заголовки СМИ остались в прошлом, когда в 2017 году он встретил Бренду Сонг. Девушка, тоже познавшая раннюю славу, стала его спасением. Сегодня Маколей – счастливый отец двоих сыновей и востребованный актер, триумфально вернувшийся в американской истории ужасов и Fallout. Звезда на аллее славы в 2023 году стала точкой в его долгой реабилитации. Это история не о падении, а о праве человека на личную свободу и настоящую любовь. Клеопатра, которую мы никогда не увидим. В 1917 году на экраны вышел фильм «Клеопатра» Джей Гордона Эдвардса. Его бюджет составлял $500 тысяч. По тем временам астрономическая сумма, почти 10 миллионов по современному эквиваленту. Длительность картины достигала 125 минут, а главную роль сыграла Теда Бара, которую тогда представляли как дочь арабского шейха, родившуюся в тени сфинкса. Ее псевдоним Теда Бара является анаграммой фразы «Arab Death». Настоящее имя актрисы – Теодосия Бер Гудман. Она родилась в Огайо в семье польско-швейцарских евреев. На экране Теда появлялась почти обнаженной в полупрозрачной одежде и лифе из переплетенных змей. Этот образ вызывал одновременно шок и интерес у зрителей. В 1937 году на студии Fox произошел пожар, и единственная копия фильма сгорела. От картины остались лишь несколько фотографий и отдельных кадров. Сегодня «Клеопатра» считается одним из самых разыскиваемых фильмов по версии Американского института киноискусства. Посреди глухой чукотской тундры стоит 8-тонный каменный диск. До ближайшей цивилизации 60 километров. Что это?
Это место пересечения Северного полярного круга и 180-го меридиана, а сам диск – это знак Солнца. 180-й меридиан делит Землю на западное и восточное полушария и является международной линией перемены дат. Это значит, что с одной стороны памятника сегодня, с другой – вчера, и можно приходить сюда прокрастинировать, давая себе дополнительный день, или сводить с ума навигатор, бегая вокруг памятника. Знали ли вы, что в культовом фантастическом фильме «Пятый элемент» главный герой Корбин Даллас, Брюс Уиллис, и главный злодей Жан-Батист Эммануэль Зорг, Гэри Олдман, ни разу не встретились в кадре? Они не просто не устроили финальную драку, но и вообще ни разу не пересеклись на экране. Это довольно редкий прием для блокбастеров. Обычно зритель ждет, что герой и злодей сойдутся в прямом противостоянии. Но Люк Бессон выбрал иной путь. Сюжетные линии главных персонажей развиваются параллельно и лишь косвенно влияют друг на друга. В итоге финальное противостояние в «Пятом элементе» происходит совсем в другой плоскости, через борьбу со злом, где Корбин спасает мир с помощью Лилу. Такая структура добавляет фильму особую изюминку и подчеркивает уникальность истории. Будьте осторожны, когда гуляете по берегу водоема в тропиках, ведь там может скрываться аллигатор. Аллигаторы любят валяться в грязи, так они спасаются от жары. К тому же грязь – прекрасная защита от насекомых, и по цвету это для них идеальная маскировка. Потенциальная добыча наступит и не заметит. Впрочем, аллигаторы не так опасны для человека, как крокодилы. Во Флориде аллигаторы даже часто разгуливают по улицам. Дело в том, что аллигаторы не воспринимают человека как добычу, а нападают только когда человек становится либо угрозой, либо помехой. А вот крокодилам все равно, они нападают на все, что движется в области их охотничьих интересов. Знаете, как отличить аллигатора от крокодила не только по цвету кожи? У аллигатора нос более округлый, в виде латинской буквы «У». У крокодилов же нос заостренный, больше похожий на «В». Самая уродливая рыба на самом деле выглядит нормально в океане. Рыба-капля живет на глубине до 1200 метров, в холодной темноте и под высоким давлением. В этих условиях она выглядит как обычная рыба. Но как только ее поднимают на поверхность, происходит неожиданное. Перепад давления превращает ее мягкое тело в бесформенную массу. Обычно это приводит к гибели рыбы. У рыбы-капли нет плавательного пузыря, поэтому она не плавает, как другие рыбы. Вместо этого она медленно держится над дном океана и питается всем, что попадает ей под бок, от мелких животных до органических частиц. Как одна шутка заставила садовых гномов путешествовать по всему миру. В сентябре 1986 года пожилая австралийка вышла полить гортензии в своем саду и не обнаружила садового гнома Бильбо. На пустой лужайке была записка: «Мамуля Белоснежка, я улетел. Скоро вернусь». Похитили его жившие по соседству студенты. Они уехали на 2 недели в Квинсленд, а после вернули гнома на место, измазав обувным кремом, как будто он загорел. Вдобавок они оставили бабуле фотографии, где гном пьет коктейли, загорает на пляже и флиртует с австралийками. История попала в газеты и породила международный тренд – гноминг. Люди стали брать гномов в путешествия, а некоторые гномы даже пошли в фигурное катание. Жилье для интровертов посреди Атлантики. Фрайн Пан Тауэр – это старая башня береговой охраны США, в которой можно арендовать номер за $215 в сутки. Ее платформа стоит прямо в Атлантическом океане, в 50 километрах от побережья Северной Каролины. Попасть сюда можно только на вертолете за 20 минут или доплыть на катере за 2 часа. «Челюсти» могли стать обычным фильмом про гигантскую акулу, если бы сама акула нормально работала. Спилберг планировал показывать монстра чаще, но механическая конструкция постоянно ломалась. Ее делали для съемок в океане, а соленая вода быстро выводила механизм из строя. Акула тонула, дергалась не так, заедала, выглядела слишком искусственной. Съемочная группа злилась, сроки ползли, инвесторы нервничали. И тут провал стал находкой. Раз акулу нельзя показать, ее начали прятать. Вместо прямого ужаса появились желтые бочки на воде, взгляд из глубины, резкое исчезновение людей, пустая поверхность моря и музыка Джона Уильямса, где 2 ноты работали сильнее любого монстра в кадре. Зритель не видел угрозу полностью, поэтому дорисовывал ее сам. Так фильм стал страшнее.
Настоящий ужас оказался не в пасти акулы, а в ожидании, где она сейчас, кого выберет, когда ударит. Поломка заставила Спилберга снять не аттракцион с резиновой рыбой, а напряженный триллер. «Челюсти» стали хитом именно потому, что акулу скрыли. Иногда лучший спецэффект – тот, который вовремя не сработал. Всего 2 года спустя, после гибели «Титаника», возле берегов Канады затонуло судно «Императрица Ирландии» с сопоставимым числом погибших – 1014 человек, «Титаник» – 1496. Но в отличие от «Титаника», «Императрица» полностью ушла под воду всего за 14 минут. Единственный объект на Венере, названный мужским именем, это горы Максвелла, в честь основателя электродинамики Джеймса Клерка Максвелла. Русское название застольного тоста – «Здравица». Японские макаки лепят снежки и играют в них. В 1987 году Михаил Горбачев выступил с новогодним обращением к гражданам США, а Рональд Рейган – к жителям СССР. Это событие было связано с подписанием договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Британский актер Марк Чепмен сыграл Джона Леннона в фильме об убийстве Джона Леннона американским преступником Марком Чепменом. Чемоданы на колесиках до 1970-х годов считались предназначенными только для женщин. Универмаги отказывались продавать их, опасаясь, что покупатели-мужчины решат, что их считают слабаками. В оригинальном концепт-арте «Черную пантеру» супергероя Марвел звали «Угольным тигром». Исследование с участием 697 младенцев показало, что дети, находившиеся на грудном вскармливании в течение первых 9 месяцев, имели более развитые когнитивные способности, чем дети, которых грудью не кормили. Самка осьминога Гранелодон бариопасифика высиживает яйца 53 месяца. На глубине 10 метров у побережья Сусами установлен подводный почтовый ящик. В 2005 году через него отправляли до 200 писем в день. В Лихтенштейне есть всего одна тюрьма, и она рассчитана максимум на 20 заключенных. Пока мир сражался во Второй мировой, Перу и Эквадор вели свою войну за территорию. Конфликт 1941 года длился около полугода. В начале 20 века доход Российской империи от экспорта сливочного масла был сопоставим с доходами от добычи золота. Эффект свидетеля – психологическое явление, при котором в экстренной ситуации в людном месте шансы получить помощь снижаются. Каждый считает, что поможет кто-то другой. Поэтому, если вам стало плохо, не просите помощи у толпы. Лучше обратиться напрямую к конкретному человеку. Император Николай II, первый глава государства, огласивший идею всемирного разоружения. Его предложение было озвучено в 1898 году, накануне Гаагской конференции, и адресовано главам европейских государств. У большинства млекопитающих от человека до жирафа 7 шейных позвонков. Мерцание звезд – это оптический эффект, который создает атмосфера Земли. Сердце делает в среднем 60-70 ударов в минуту, то есть около 100 тысяч ударов в сутки, порядка 35 миллионов в год и более 2,5 миллиардов за жизнь. В 1998 году, во время официального визита в Брюссель, Бельгия, Билл Гейтс стал участником одного из самых известных медийных пранков тех лет. Когда он подходил к зданию на встречу с бельгийскими бизнесменами и правительственными лидерами, к нему подбежали активисты и бросили в лицо сливочный пирог. Так Гейтс оказался с кремом на лице, очках и костюме. Это делали не случайные хулиганы, а известные в Бельгии шутники-тортометатели, которые так время от времени шутили над известными людьми. Гейтс отказался подавать в суд, просто очистил лицо и продолжил дела. За этим инцидентом стоял бельгийский пранкер Ноэль Гаден, знаменитый энтартер, то есть человек, который метает пироги в лицо знаменитостей и политиков в знак юмора и успокоения гордыни элиты. Жертвами этих пранков становились Николя Саркози, философ Бернар Анри Леви, режиссер Жан-Люк Годар и актриса Брижит Бардо.
Всех, так сказать, сбивали с пьедестала пирогом прямо в лицо. На этом я бы хотел закончить это видео с 1000 удивительных фактов в одном видео, которые помогут уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Считается, что мегафауна вымерла. Но это не совсем корректно. На самом деле она вымерла везде, кроме Африки. По этой серии фото становится понятно, насколько Африка все-таки наполнена крупной и разнообразной живностью. Другим континентам такое и не снилось уже несколько десятков тысяч лет. Вот такое у нас получилось 1000 удивительных фактов в одном видео, которые помогут уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал, материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги Истории Факты, поставить большой палец вверх, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.